Ваня, русский Ваня, ты кто? Ты кто? Liberty. Мне 26. О, ты старый? Guns. Юр, это стиль. Beer. Взял и резко сдал назад. And Trump. Ну да, Юр. Братан, они все такие. Как это будет по-русски? Умереть за Россию легко, труднее за нее выжить. Ну не наш ты человек. Я должен еще что-то объяснить. Зафиксировали. После замедления YouTube в России нам особенно нужна ваша поддержка. Если вам понравится выпуск, обязательно нажмите на лайк под этим видео. Егор Жуков. Я. Коротко объясним тем, кто не в политическом контексте, не в контексте российской политики, кто ты. 2019 год, тебе 21 год, ты студент Высшей школы экономики, ведешь блог на YouTube. Летом ты выходишь на протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Через несколько дней после одного из митингов к тебе приходят домой с обысками и начинают фабриковать дело за то, что ты не совершал. Широкий общественный резонанс, большое количество известных людей вписывается за тебя. Тебе хотят дать... Сколько лет, напомню? Изначально мне 8 хотели дать. 8 лет тебе хотели дать, но в итоге ближе к концу 2019 года тебе дают условный срок. Ты выходишь на свободу, ты начинаешь работать на «Эхо Москвы», продолжаешь вести политическую деятельность, но в 2020 году, летом, на тебя совершается нападение, ты пропадаешь. В январе 2021 года ты делаешь один пост в соцсетях и совсем пропадаешь. И с тех пор прошло почти 4 года, мамочки мои, почти 4 года, и про тебя не слышно вообще ничего. Даже люди, которые в контексте политической повестки не в курсе, в России ты, не в России, и чем ты занимаешься. Ты буквально пропал, и удивительно, что это в целом возможно в нашу сегодняшнюю диджитал-эпоху. Мы встречаемся с тобой, и ты впервые за все эти годы готов рассказать, где ты был и что делал. Все так? Все так. Давай сразу скажем, мы встречаемся в Соединенных Штатах Америки. Exactly. Количество пользователей Телеграма стремительно приближается к миллиарду, а рынок креативной экономики внутри приложения тоже активно растет. Подписчики теперь могут напрямую поддерживать авторов контента внутри Телеграма, не переходя на сторонние площадки, через безопасный и удобный сервис Tribute, который верифицирован Телеграмом. Мы сами подключили Tribute несколько месяцев назад для нашего Телеграм-канала. Вот он, кстати, обязательно подпишитесь. В ближайшие пару минут главное, что нужно знать про этот сервис и почему он очень полезен для всех создателей контента. С помощью Tribute можно создать специальный закрытый канал с эксклюзивным контентом, доступ к которому будет только у ваших подписчиков. Или не закрывать контент и просто прикрепить опцию платной подписки к текущему открытому каналу, как это сделали мы. Еще один вариант — разовые донаты. Таким образом, Tribute позволяет монетизировать контент блогерам, журналистам, музыкантам и экспертам в самых разных областях. Сейчас в сервисе возможны платежи в рублях и евро, принимаются карточки любых банков. Выплаты авторам поступают дважды в месяц — на карту или на счет. Комиссия Tribute прозрачная и не зависит от суммы. 10% для всех операций. Также через Tribute можно продавать цифровые товары, гайды, чек-листы, мини-курсы, книги и другой цифровой контент. А недавно в Tribute появился еще один инструмент — физ-товары. Благодаря нему Telegram-канал можно превратить в полноценный маркетплейс. Карточки и описание товаров выглядят как на привычном маркетплейсе, а встроенный калькулятор доставки позволяет рассчитать стоимость. Сейчас на Tribute действуют специальные условия на продажу физ-товаров. Комиссия всего 5% на первые полгода. Еще одна акция, но только на ближайший месяц, дает возможность выиграть ценные призы. Условия очень простые. За каждые 1000 рублей или 10 евро, собранные с помощью Tribute, вы получаете билет на розыгрыш. А за продажу физических товаров вам выдается в 3 раза больше билетов. Главный приз розыгрыша — MacBook. Также можно выиграть один из 2 айфонов или одну из 30 пар наушников AirPods. Розыгрыш продлится до 12 января, присоединиться к нему можно в любой момент. Чем больше билетов у вас будет собрано, тем больше шансов на выигрыш. Победителей определят в прямом эфире 17 января через Random
Tribute.org. Более 60 тысяч авторов и продавцов уже зарабатывают с Tribute на платных подписках, донатах, продаже цифровых и физических товаров. Если хотите присоединиться к ним, переходите по ссылке в описании и подключайте к своему телеграм-каналу сервис Tribute. Вперед! Где мы, Егор? Это кампус Сиракузского университета. И это университет, который я недавно закончил. Получил магистерский диплом Public Administration. Госуправление. Сколько ты здесь учился? Я здесь проучился, смотри, с начала июля 23 года по конец августа 24. Чуть больше года. Чуть больше года. Да. Как ты говоришь, Сиракуза или Сиракьюз? Я и так говорю. Ну, можем говорить Сиракьюз. Ну, по-русски Сиракуза. Сиракуза, да, потому что это прямо названо в честь такого же города в Сицилии. Да. Там добывали соль, здесь тоже добывали соль. Вот там вот озеро рядом, где это делали, и поэтому его Тут назвали холмисто, за там сходство. холмисто. Все очень легко. А еще забавно, что пригород Химки Сиракуз — это город Ливерпуль. То есть люди, которые осваивали Америку, они, конечно, не отличались какой-то особой оригинальностью и брали как примеры лучшее из Европы. Абсолютно. В этот университет ходил Байден Ходил. и считался здесь одним из худших учеников. Но он тут не блистал, это правда. То есть тут есть об этом данные. Я не супер прям изучал. И если честно, ты когда здесь учишься, даже на программе по госуправлению, ты о нем не часто слышишь. То есть тебе самому, если как-то интересно, ты будешь спрашивать. Но я как-то... То есть это известно. Ты гуглишь, например, университет, это первое, что попадает. То есть первое, что попадает про город Сиракьюз, это то, что отсюда Том Круз. Да, он родился здесь. И второе, это то, что этот университет закончил Байден. Ну как-то, закончил и закончил. И списал реферат. Еще был... Есть и такое. Не-не-не, был просто... Я удивился, то, что, представляешь, насколько отношение к учебе. Человек списал. Я думал, неужели Братан. докторского? Реферат! Американская мечта. Можно вот такой херней заниматься и президентом стать. Ты что? Расскажи, где ты был и что делал все это время? Я думаю, что, наверное, правильно здесь начать как раз с вот этого выхода из здания суда, 19-й год. Небольшая корректировочка, ну прям совсем небольшая. Мне изменили обвинение с участием в массовых беспорядках на экстремизм. И в итоге меня обвинили на основе буквально моей политической деятельности. То есть на основе... Не за то, что делал на митинге, а за то, что ты говорил в блоге. За то, что я говорил в своем блоге, да. То есть меня обвинили в том, что я, по сути, призывал к насильственной смене власти в России, говоря о ненасильственном протесте при этом. Ну, вот. В результате, с одной стороны, действительно серьезного общественного резонанса, и с другой стороны, в результате, на мой взгляд, просто игр там, между башнями. Такие сложились обстоятельства, что в итоге, да, я получил 3 года условно, и я вышел на свободу, насколько это возможно. Этим делом они очень сильно усилили мой статус как политического игрока. Я не знаю, хотели они это сделать или нет. Но в результате на меня обрушилась абсолютно всероссийская известность. Я раздавал просто интервью направо и налево, как только вышел. Просто, каждый день. Я понимал, что это пройдет очень быстро, и я никогда не воспринимал это на свой личный счет. Мне было очень приятно, что люди слышали те идеи, о которых я говорю. И именно идеи им были интересны. И подтверждается это тем, что, наверное, самый высокий такой виток известности пришел после моего последнего слова, в котором я не просто говорил, ой, какой я храбрый мальчик, или какая Россия плохая, или что-то еще. Я говорил о позитивных ценностях, о любви и об ответственности. И вот эти две вещи сыграли очень большую роль. Во-первых, я думаю, в том, чтобы меня отпустили, потому что это усилило общественный резонанс. А во-вторых, собственно, сам этот общественный резонанс был вызван именно тем, что люди прислушались к этим ценностям. И я начал использовать вот эту известность или вот этот статус для того, чтобы начать продвигать эти ценности. Я использовал работу на Эхе как политическую деятельность. Я прямым текстом об этом говорил, что я не являюсь журналистом. Да, у меня есть, корочка журналиста, да. Но это для меня не журналистская история. Я буду продвигать те ценности, о которых я беспокоюсь. И другая вещь, например, я сначала даже не думал, не знал, как мне правильно вернуться на канал. Потому что, я вышел и записал ролик о том, что вот я вернулся, все дела, что мы будем делать, там мы раздали деньги большому количеству организаций, которые нам помогали. Но после этого я думал, что, люди от меня что-то ждут, какого-то действия. Что-то как-то надо не просто, вернуться и рассказывать о чем-то. И через какое-то время вместе с командой мы запустили проект под названием «Взаимопомощь». Это был благотворительный проект, который помогал людям во время ковида. Этот проект был прямо максимально открыто внегосударственным.
Мы позиционировали его как вот некая демонстрация, может быть, в не самом большом формате, демонстрация того, что мы можем делать серьезные вещи социального характера без государства. И это одновременно просто демонстрация того, что мы в принципе можем делать что-то без государства, но и того факта, что люди, которые не верят, что государство является эффективным и справедливым институтом, могут делать что-то без него. И это был очень успешный проект, и я тогда, если честно, я увидел, с какими большими профессионалами, во-первых, я работаю в моей команде, ребята. Потому что, знаешь, вот буквально на коленке, что называется, организованный там бот в Телеграме, какая-то вся система. И уже очень скоро мы заработали такую репутацию, что нам Паша Дуров донатил несколько биткоинов. И это было вот то самое политическое действие, с которым я вернулся. То есть я вел программы на Эхе уже в это время, но это было то политическое действие, с которым я вернулся. Буквально про любовь и про ответственность. И потом, где-то, наверное, в конце мая, я думаю, что это все-таки было чуть раньше, весной, я вернулся на канал. Начал записывать ролики с анализом политической ситуации в России, в мире и так далее. И ролики собирали много, сотни тысяч просмотров. Программа на Эхе набирала, по-моему, что-то типа 200 тысяч человек в среднем нас слушало. Меня и вот человек, которого я интервьюировал. И потом нам с командой пришла идея начать делать что-то более серьезное для канала. И мы сняли документальный фильм о призыве в России, о призывной системе. Где ресторатор и... Ресторатор, Гуриев, да, вот. И, то есть мы, знаешь, начали на, условно, твою территорию заходить, на территорию редакции. То есть мы поняли, что нам надо делать что-то более высокого уровня. Аудитория отнеслась с очень большим, во-первых, интересом к этому. Мы сняли это все чисто за счет донатов. И было ощущение, что вот реально мы двигаемся в правильную сторону, мы растем, мы поднимаем те проблемы, которые волнуют людей. И это очень круто, потому что все стартует все равно от нас изначально. Мы берем проблемы, которые нас волнуют, и круто, что людей они тоже волнуют. А потом наступает лето 2020 года. Мы уже несколько раз рассказывали, почему Бали входит в топ самых популярных направлений для инвестиций в недвижимость. Рынок жилья на острове стремительно растет, вариантов для инвестиций очень много, поэтому важно внимательно выбирать проекты и застройщиков. Break Property — один из крупнейших девелоперов на Бали, который работает на острове с 2016 года. Вся недвижимость Break Property в шаговой доступности от океана. В прошлом году средняя фактическая загрузка объектов компании составляла 86% в месяц. Доходность инвестиций при такой загрузке 12-16%. В портфеле Break 17 построенных и строящихся проектов курортной недвижимости под разный бюджет. От комплексов вилл до апартаментов в наиболее доступном ценовом сегменте от $90 тысяч. Все проекты сдаются под ключ, на все объекты предоставляется рассрочка до 30 месяцев, а первый взнос всего 25%. Управляющая компания сдает вашу недвижимость туристам, занимается уборкой, ремонтом и прочими заботами, а вы регулярно получаете доход. Недвижимость застрахована и на этапе строительства, и после его окончания. А чтобы выбрать ее и оформить, не обязательно даже прилетать на Бали. Все можно сделать удаленно. Провести оплату можно в любой валюте из любой точки мира. Сейчас один из самых выгодных проектов на этапе строительства — Elysium. Просторные виллы и апартаменты с собственным садом, балконом и видом на океан или реку. Проект находится в самом популярном и быстро растущем районе Бали — Чингу. Океан в пешей доступности, вокруг развитая инфраструктура. А в самом Элизиуме запланировано 2500 квадратных метров общественных и коммерческих пространств. Рестораны и кафе, магазины и коворкинги, тренажерный зал, спа-центр, йога-студии и зоны отдыха с просторными бассейнами. Еще один интересный проект — Edem Villas в Нуса-Дуа. Это вилла в греческом стиле стоимостью от $160 тысяч с приватными бассейнами и потрясающими видами на океан. На все проекты сейчас действует акция. Можно оплатить только часть стоимости. Оставшиеся управляющая компания Break заплатит с дохода от аренды. А по промокоду, вот он здесь, вы получите специальные условия на обслуживание от управляющей компании и увеличите доходность инвестиций. Все детали по ссылке в описании. Также у Break есть собственный YouTube-канал, где они рассказывают о всех нюансах инвестирования на Бали. Ссылка на канал также в описании. Вперед! В конце июля на меня совершается первая попытка нападения. И это, конечно, смешно. То есть я прям есть видео, записанное с домофона, где я подхожу к квартире, к дому, вернее, пытаюсь набрать код, меня окликивает человек справа, говорит: Егор,
Я поворачиваюсь в его сторону, и просто кулак такой летит мне прямо в лоб. Я как Нео вот так вот, значит, от этого Ты увернулся? отклоняюсь. Он не попал? Он не попал. И убежал. Я начинаю от них убегать. Этот чувак, там был еще один, вышел из машины. Третий был в машине. Убегать куда, в подъезд? Просто Нет, от подъезда. То есть я буквально... Кошки-мышки начались. Я от них убежал в итоге. И никакого серьезного урона они мне не нанесли. Я не знаю почему, но в тот момент я не воспринял это как что-то вообще серьезное. Я подумал, круто, мы кого-то злим. Кого? Я до сих пор не знаю. И, соответственно, я никак это не воспринимаю в этот момент, никак серьезно. Типа, прикольно, мы кого-то злим. Дальше, фигачим, продолжаем, пофиг. Я даже не подумал, самое главное, я подумал, что они точно не будут пытаться нападать еще раз. Все, публичность случилась, все, уже ясно, что со мной такое может произойти, значит, это ожидаемо, а если это ожидаемо, у этого не будет такого эффекта. Какие-то вот такого рода мысли в голове. И я продолжил свою деятельность вообще как ни в чем не бывало. На меня напали в конце июля, в начале августа я выпускаю фильм о призыве. Это, кстати, тоже одна из возможных догадок. Да? Может быть, кто-то понимал, что я делаю фильм о призыве, мы об этом открыто говорили, и кто-то с этой стороны решил зайти. И потом начинают происходить интересные штуки. Во-первых, интересные в кавычках, во-первых, происходит отравление Навального. И как-то политическая обстановка в стране меняется в этот момент. Становится понятно, что это новая политическая реальность. То есть отравили лидера оппозиции. Война вошла в какую-то совершенно новую стадию между государством и оппозицией. Понятное дело, что было убийство Немцова, да, несколькими годами ранее, но столько всего произошло с того момента, что казалось, что просто на вот этой шахматной доске столько раз изменилась обстановка, что это уже как-то нерелевантно, что ли. А тут оказалось, что, в общем, ситуация изменилась. Происходит другой момент. Я в это время хотел поступить на программу искусства кино в Вышке. Я понимал, что моя деятельность, она, может быть, это, конечно, не кинематограф, но это видеография. Я понимал, что я хочу набраться больше здесь навыков про связь кино, искусства и политики. Мне кажется, вообще нету смысла говорить. Это просто очевидная вещь, потому что это один из самых эффективных медиумов для того, чтобы продвигать политическую повестку. Поэтому для меня это было прям супер понятно. И когда я поступал только на программу, я отлично помню, как люди, которые меня интервьюировали, они мне прямым текстом говорили: мы смотрим твою программу на Эхе. Мой фильм «Против призыва» я использовал в качестве портфолио. Я поступил с наибольшим баллом. То есть меня приняли по полной программе. А потом оказывается, что через 2 часа после того, как мне приходит сообщение о том, что меня приняли, имейл, мне приходит имейл о том, что меня исключили. О том, что договор с вами расторгнут, мне было сказано. Но никого, наверное, так быстро еще не исключали из Высшей школы экономики. Через 2 часа после того, как взяли. И потом, примерно в это же время, мне приходит сообщение от кого-то из приемной комиссии. Это что называется whistleblower. То есть от источника такого. Я до сих пор, кстати, не знаю, кто это конкретно. Но там, в общем, были приведены доказательства, что это человек, который там, внутри. Мне было сказано, что от вашего договора избавились по указке сверху. Так. Я готовлю про это ролик, описываю всю ситуацию. Это один из последних роликов у меня на канале. Рассказываю, что случилось. И, по-моему, в тот же день, когда я выложил этот ролик, я иду на эфир к Максиму Кацу. Неплохой эфир. Возвращаюсь домой. И уже не непосредственно перед домом, наверное, чтобы не попасть под камеры, на меня нападают два, я даже не знаю, сколько там было, по-моему, 2 человека. Их точно было 2, я не знаю, может быть, их было больше. 2 человека, прямо со спины. Просто играли в футбол моей головой. То есть иначе это не описать. И единственная причина, по которой они остановились, это то, что шел прохожий, и он их окликнул просто. Что вы там делаете, грубо говоря? Они убежали. Ты закрыл голову? Это произошло настолько быстро, что я... ты знаешь, по фотографиям моего лица можно понять. Вдруг там просто... Там можно понять, что... Мы не можем дать эти фотографии, потому что боюсь, что YouTube может негативно отреагировать. Но ты там разукрашен, любой может это видеть в Инстаграме. Да, в Инстаграме у меня висит, да. То есть там сотрясение мозга, гематома, все нормально, все, в общем... И я возвращаюсь домой, и сначала тоже какой-то адреналин. Я помню, я прям записываю войс команде, говорю: ребята, похуй. Ну и чё? Типа, это Россия, это it comes with the territory, как тут говорят. Это норма, так должно быть, ты этого ожидаешь. И на каком-то я помню, что, знаешь, одна из первых фотографий, которую я выложил после этого у себя в Инстаграм, это где я улыбаюсь. Типа...
А потом, когда, знаешь, немножечко сошел адреналин, чуточку, может быть, через 2 дня, может быть, через 1, мы встречаемся с командой у меня дома, и мы решаем взглянуть на ситуацию с холодной головой. Отравили Навального. Я не знаю почему. Может быть, потому что был ковид, может быть, потому что что-то случилось за год. Я не знаю. Серьезной реакции общества на это не было. Не было. Год назад Москва сходила с ума из-за того, что не допустили кандидатов на какие-то выборы, о которых никто вообще никогда в жизни не слышал. А сейчас травят буквально лидера оппозиции. Ну, есть какая-то реакция, но недостаточная, явно. И я, конечно, не был настолько же большой шишкой, очевидно, но и на мое нападение тоже особой реакции не было. Почти все чуваки из команды подтверждают, что за ними есть наружное наблюдение. Почти все. Потом мы вспоминаем то, что по факту первого нападения, мне отказали в возбуждении уголовного дела. То есть ты прикинь, я приношу им ролик с домофона, где, вот оно нападение, вот оно, ребята. Они были в масках, мы не сможем их идентифицировать, сори. Пришел мне ответ от местной полиции. Отказали в возбуждении уголовного дела. Сразу стало понятно, что, знаешь, откуда ноги растут. Откуда-то оттуда. Непонятно, откуда конкретно, но откуда-то оттуда. А потом, по-моему, кстати, что не смешно, это что смешно, по-моему, в тот же момент, когда мы встречаемся с командой, мне приходит сообщение от достоверных источников о том, что буквально, если ты продолжишь заниматься политикой в России, ты окажешься либо в тюрьме, либо в земле. И то, и другое им было бы очень легко сделать. То, что им было бы легко организовать землю, это было понятно по факту нападения, они могли бы сделать такое еще раз. А то, чтобы им было бы легко организовать тюрьму, это тоже понятно. У меня условный срок тогда. Любой небольшой факап с моей стороны, любой. И я как-то в этом всем плаваю, думаю. И 30 сентября я выпускаю ролик, последний на канале. Возвращаться ли Навальному в Россию? Да. В котором я описываю то, как я чувствовал себя в тот момент. Какие мысли у меня крутились в голове в тот момент. И, ты знаешь, может быть, и не стоило тогда быть какой-то Вангой и каким-то гигантом политического анализа, чтобы сказать то, что я там тогда сказал. Но я вот сейчас пересмотрел это видео, да, недавно, перед интервью с тобой. И, честно, такое ощущение, что это просто что-то пророческое. А коротко, очень коротко, что ты имеешь в виду? Во-первых, я говорю то, что если Навальный вернется, вероятность его кончины, или как минимум того факта, что он окажется в тюрьме, кончины, очень высока. Так. Я говорю, что все лидеры российского протеста на данный момент окажутся либо в тюрьме, либо в земле, либо за границей. Что произошло? Я говорю, умереть за Россию легко, труднее за нее выжить. Я говорю, все мы, кто видим свет в конце туннеля, это мы просто смотрим на фары приближающегося в нашу сторону поезда. И эксплицитно я не говорю, что я беру паузу, но я думаю, что все, кто, в общем, смотрел этот ролик, примерно словили такой вайб, что называется. Я, конечно, не говорил этого, потому что я думал, что, может быть, что-то произойдет, может быть, что-то изменится, может быть, мой прогноз относительно Навального будет ошибочным. Я не знаю, была какая-то надежда. Если бы я хотел эксплицитно сказать, что я беру паузу, я бы это сказал. Я этого не сказал. Но ситуация ухудшалась, и потом, забегая чуть-чуть вперед, действительно, в 2021 году стало вначале понятно, что они будут менять закон об инагентах. Тенденции все были ясны, они потом, конечно, еще его изменили в более худшую сторону, и сейчас вроде планируют менять. Но все было понятно уже тогда. И мы берем паузу. По сути, официальным началом нашей паузы действительно можно считать 30 сентября. Это была непростая история. Человек, который про либо в тюрьме, либо в земле тебе написал, это доброжелатель или человек с той стороны, который в землю и в тюрьму отправляет? Доброжелатель. Смотри, для того, чтобы объяснить, почему я эту паузу переносил нелегко, наверное, просто стоит объяснить, почему я занимаюсь политикой, почему я занимался политикой тогда в России. Я думаю, что, сводится все к двум вещам. Во-первых, это обостренное чувство справедливости. Вот это самое пресловутое обостренное чувство справедливости. Или обостренная реакция на несправедливость. У меня есть четко сформулированные внутри ценности, глубоко сформулированные. Ценности, о которых я очень много думал и которые могу зацементированно защитить, что называется. Я не говорю, что моя мораль объективна. Я не уверен, что мораль вообще может быть объективной. Я уверен, что она не может быть объективной. Но мне окей с тем, чтобы признаться, что да, это просто мои субъективные хотелки. Пофиг, да. Но это мои глубокие ценности.
И когда я вижу несоответствие реальности этим ценностям, во мне возникает мотивация менять реальность. Менять не ценности, не убегать куда-то, менять реальность. А вторая причина, такая, более личного характера. Дело в том, что социальный элемент в моей жизни почти всегда был довольно болезненным. То есть, начиная с раннего где-то возраста, я раз за разом оказывался в ситуациях, когда люди, с которыми мне хотелось общаться, в компании, в которых мне хотелось крутиться и так далее, не принимали меня. Начиная с раннего подросткового возраста. Были, конечно, хорошие периоды, и были хорошие отношения с какими-то ребятами и так далее, но это никогда обычно не выливалось во что-то прочное и довольно быстро рассасывалось. И вот это ощущение, что, знаешь, что я аутсайдер, что я не в кругу, что я не свой и так далее, я это пронес через всю жизнь. И поэтому блог и моя последующая активность в политике, это для меня была такая возможность сказать: мир, привет, вот он я есть, я существую, смотрите, что я знаю, смотрите, что я умею, вот он, я есть, привет. И поэтому, когда я потерял возможность, во-первых, реализовывать себя через борьбу с несправедливостью, а во-вторых, хотя бы как-то закрывать вот эту дыру внутри, связанную с одиночеством, понятно, что что это пиздец. И первое время было просто желание закрыться, забыться от всего и вообще просто непонятно, что. Я тогда даже боялся думать. Не боялся, нет, может быть, это неправильное слово, а не хотел, глубоко не хотел вообще думать, а что вообще во мне сейчас происходит. Не хотел даже как-то пытаться все это структурировать внутри, объяснять самому себе. Просто было желание от всего забыться, закрыться, ни с кем не коммуницировать, никому ничего не объяснять, ни на какие сообщения, а где-то Егор ни на что на это не отвечает, ничего, просто закрыться. И в мою жизнь вернулась зависимость, что называется. Дело в том, что видимо, слишком рано были прочитаны хорошие книжки про курение, про алкоголь, про наркотики и так далее. Поэтому подобного рода зависимость не могла появиться в моей жизни. Но другого рода зависимость появилась. Я вернулся в World of Warcraft. С Warcraft, наверное, года с 9-го так. То он появлялся у меня, то затихал, то появлялся. И вот тут как раз еще под выход нового дополнения Shadowlands я просто улетел туда. Что значит улетел? Я играл десятками часов в день, просто каждый день, и все. И сколько месяцев? Я думаю, что это почти год продлилось. Год ты просто играл почти год, да. В Warcraft? Да. И, в конце 2020 года, вместо того, чтобы у меня просто в начале года вышел видос, где я, отсидел и вернулся, у меня есть ролик, и я там рассказываю: в этом году я выпущу книгу, буду летать по России, буду с туром проеду, все дела. Вместо того, чтобы выпускать книгу и ездить по России, я качал своего орка-монаха и ездил по Азероту. Вот такой был конец 2020 года. А потом, смешно, мне кажется, это где-то лето, может быть, следующего года. 21-го. Да. Я сижу на Ютубе, и мне случайно в рекомендации попадается видос Хасана Пайкера. Хасан Пайкер — это ведущий политический стример сейчас в мире. Он стримит на Твиче. Марксист. Он марксист, он социалист, левак. Самый популярный политический стример в мире сейчас левак. Марксист. Да. При этом, он из таких, которых принято называть грифтер или champagne socialist. То есть он живет в особняке за несколько миллионов долларов, ездит на Порше, ходит в дизайнерской одежде и при этом рассказывает, как рабочему классу трудно жить в Америке. Он, там в меру своих интеллектуальных способностей, что называется, рассказывал своей аудитории о трудовой теории стоимости. Трудовая теория стоимости — это одна из центральных идей классической экономической школы, центральная далеко не только для марксизма. Адам Смит, например, был сторонником трудовой теории стоимости. Или Рикардо тоже, Дэвид Рикардо о ней писал много. Но, конечно, своего апофеоза, что ли, своего конца трудовая теория стоимости достигает именно в марксизме. И она центральная для марксизма, потому что Маркс именно на основе трудовой теории стоимости выводит идею об эксплуатации рабочего класса. То есть, если нет трудовой теории стоимости, идея об эксплуатации как научная гипотеза ничтожна. Потому что тогда нет прибавочной стоимости, которую класс капиталистов изымает, и так далее, и так далее, и так далее. Аналитические марксисты пытались что-то сделать, по-моему, в 70-е, защитить эксплуатацию без трудовой теории стоимости, у них ничего не вышло. Только я ничего этого не знал в тот момент, и я слушаю и думаю, он марксист, я либертарианец. На каком-то интуитивном уровне понятно, что это дичь какую-то мне сейчас втирают. Но я не понимаю, почему, у меня нету контраргументов. И я понял, что я никогда в жизни не интересовался историей экономической мысли. Больше того, я никогда не интересовался экономикой. Вообще.
как наукой. Я, конечно, очень много говорил об экономике в ходе своей политической деятельности. Но я всегда все свои аргументы почти основывал либо на каких-то таких эфемерных вещах, типа конкуренция, хорошо, надо больше. Или на этике, или на этических суждениях. Что, кстати, не так плохо, потому что я уверен, что этические суждения невозможно вытащить из экономических, чисто таких, вроде как чисто экономических утверждений. Когда ты говоришь, это эффективно, а это неэффективно, ты уже подразумеваешь, что вот это надо максимизировать, а вот это не надо максимизировать. То есть этика там все равно всегда есть. Но дело в том, что я даже про механизмы ничего никогда не знал. Там я не знал микроэкономику. Основные, или там примеры тем из микроэкономики, там ценообразование, спрос, предложение, издержки и так далее, ничего не знал. Или теория организации отрасли, монополия, олигополия, чистая конкуренция, ничего не знал. И про макроэкономику тоже ничего не знал. Примеры тем из макроэкономики, это, например, проблема экономического роста, почему растут экономики, роль институтов и так далее. И другая тема важная, это проблема кризисов. Кто спросит, ты же учился в высшей школе экономики, но ты учился на политологии? Я учился на политологии. Блока экономики там нет вообще или он очень сокращенный? Он был неплохой, я его вообще прослушал. Окей. Просто прослушал. И, знаешь, у меня есть неплохое умение, я могу отлично подготавливаться к экзаменам перед экзаменами. И потом забывать. Понятно, ты забил на это, пока учился. И я понял, что у меня есть просто гигантская дыра знаний, да, в моих знаниях. И эта дыра имеет прямое отношение вообще к тем вещам, о которых я говорю. И ужаснувшись, я буквально в один день, можно сказать, бросил Warcraft и от одного задротства ушел в другое задротство. Я начал заниматься самообразованием. То есть сначала я, конечно, сфокусировался на чисто либертарианской экономике, за которую там в современном мире отвечает Австрийская экономическая школа. Австрийская экономическая школа, так, если два слова, зародилась в Австрии, это понятно из названия, в конце 19 века. Родоначальником является Карл Менгер. И он вообще один из основателей современного экономического метода, то, что принято называть маржиналистской революцией. Вот, собственно, вся современная экономика построена на маржиналистской революции. Там Менгер, Валерас и Джеванс, они втроем в разных местах, в разных странах сформулировали примерно одно и то же. Австрийская экономическая школа наиболее последовательно защищает идею о том, что свободный рынок – это наилучшая система. Как с точки зрения того, что максимизируются просто добровольные отношения между людьми, да, минимизируется насилие, так и с точки зрения того, что эта система просто приводит к наивысшему уровню жизни. Сначала я сфокусировался на этом, но потом начал скоро, как-то балансировать это более мейнстримными, такими менее идеологически окрашенными школами. И читал всяких людей от Кругмана до Менкью, по Макре читал условного Милтона Фридмана или Кейнса, и многих многих людей по типу, я не знаю, Джордж Селжин или Скотт Самнер. Мне интересно, пусть люди в комментариях напишут, знают ли они, кто это такие. Просто реально интересно. Дошли ли они до наших высот, что называется. Потому что это такая нишевая история. У меня под конец накопилась коллекция из сотен академических статей, книг, монографий. Я прочитал несколько учебников, мейнстримных и не мейнстримных, по Макре и по Микре. У меня накопился конспект больше, чем на 100 страниц, вот таким шрифтом, просто по любой проблематике, от монетарной политики до тарифов, до иммиграции, до housing policy, просто все подряд. Конечно, я все это читал на английском. И в итоге, как результат, в итоге у меня никаких проблем больше с тем, чтобы спорить с леваками. Чтобы побатлить с Шампань с социалистом. Да, никаких проблем с тем, чтобы батлить с леваками разных мастей, от буквально социалистов-марксистов до кейнсианцев, до неоклассиков, которые нам близки, но не супер, до сторонников современной монетарной теории. Нету никаких проблем. Так, ты читал с лета 21-го до... Я читал с лета 21-го. Во-первых, это не закончилось. Хорошо. Ты начал это читать, да. Время шло. Время шло. Я задротил, обсессировал просто. Я понял, что относительно непонимания чего-то, как феномена, если я что-то не понимаю, у меня полная ОКР просто. Реально, мне кажется, что у меня психологическое заболевание просто связанное с тем, что я просто не могу себе позволить что-то не понимать. Я могу забыть поесть, я могу забыть поспать, я могу забыть погулять. Если я что-то не понимаю, я буду сидеть над книжками и думать, или смотреть какие-то лекции и так далее. И, с одной стороны, это, наверное, не очень хорошо. Я тогда столько веса потерял, что просто, мне было страшно себя в зеркало смотреть. Но, с другой стороны, это и помогло мне за год, мне кажется, объективно прокачать себя, что пиздец просто. Пока все это происходило. Летом 22 года мне приходит письмо счастья от нашего военкомата местного. Говорят: Егор Сергеевич, мы вас ждем. Горячо. Я говорю: дорогие друзья, мне нужно было им донести этот момент. Дорогие друзья, у меня условный срок. Меня нельзя призвать. Они говорят: без проблем,
мы умеем ждать. И дали мне повестку на весну 23 года. И в этот момент стало понятно, что, в общем, да, уезжать из страны – это необходимость. Это не основная причина, кстати, к слову. Я уже примерно себе представлял, что мне придется это сделать. Потому что, во-первых, к тому моменту были приняты все вот эти интересные законы о защите чести и так далее армии, фейков и всего остального. А у меня был фильм, который напрямую критикует вообще институт призывного призыва, армию как таковую, говорит о коррупции, о случаях насилия и так далее. И хотя на тот момент фильм был скрыт, кого это в России интересует? Фильм же был, правильно? Он же был доступен. И я просто уверен, что если бы у кого-то появилась необходимость получить дополнительные погоны, папочка могла бы быть открыта. Второй момент – это то, что я в тот момент находился в списке экстремистов, в котором я нахожусь до сих пор. Наверное, потому что у меня закончилось дело, я, кстати, точно этого не знаю, но, наверное, потому что у меня закончилась, вернее, судимость моя. Я могу подать заявление, чтобы меня оттуда исключили. Я в этом не уверен. Но в любом случае, я до сих пор сейчас в списке экстремистов. Можно посмотреть, погуглить, сайт Росфинмониторинга, найти меня. Вот я там между террористами, которые там людей взрывали и так далее. А я про книжечку о ненасилии рассказывал. И кто бы меня взял на работу? Потому что я бы не смог работать в политической сфере, очевидно, да, понятно, по всем вот этим причинам. Все, я взял паузу в политической деятельности, но мне надо было работать. Как-то, правильно? Я жил, кстати, то есть я жил буквально на свои сбережения. Я платил родителям аренду, если что, арендную плату. И сидеть на шее у них, это было такое, знаешь, наша добровольная договоренность. Мне самому было бы некомфортно сидеть у них на шее. И поэтому, да, я жил с ними, но я платил им аренду. Арендную плату я снимал комнату, можно сказать. Вот, и еду себя покупал самостоятельно за собственные деньги. Второй момент, второй момент – это то, что меня бы никто не взял на работу. И третий момент – это, да, повестки. Причем даже не с точки зрения того, чтобы просто год провести в армии, а с той точки зрения, что в армии очень легко разобраться с людьми по типу меня. И поэтому я понял, что надо уезжать. И в январе 23 года я это и сделал. У меня закончился мой условный срок, и я напрямую просто пересекаю границу в аэропорту, да, то есть это не было... Не было, то есть не было ничего через лес. И, кстати, могут задать вопрос, почему ты не ушел раньше, да, и не уехал раньше из страны, потому что это было слишком рискованно для меня. У меня был условный срок в тот момент. А при условке нельзя выезжать? Нет. Угу. Вот. И у меня закончилась судимость, и я выехал из страны. Через Арабские Эмираты в Грузию. И в Грузии возникли новые вопросы. Первый вопрос. Вот ты сейчас в более безопасном политическом пространстве, правильно? Чего бы не вернуться в российскую политику? Все, ты в эмиграции. Да, но ты в более безопасном пространстве. Это весна 23-го? Это весна 23-го, да. Это февраль 23-го, это весна 23-го. Чего не возвращаешься? Есть три причины. Первая причина, во-первых, конечно же, Грузия не была безопасным политическим пространством. Она была более безопасным политическим пространством, но безопасным она точно не была. Там 100%, во-первых, дофига просто российской агентуры. Во-вторых, все тенденции, которые сейчас видны, вот буквально в эту минуту, да, относительно которых происходят бои на улицах Грузии, столкновения между полицией и протестующими, вот все эти моменты, они были понятны уже тогда. Уже тогда не пускали нередко каких-то российских публичных политических оппозиционных деятелей. Уже тогда была информация в СМИ о том, что российские спецслужбы и грузинские спецслужбы налаживают связи между собой. Понятно, кто тогда страной, кто был во власти, тогда те же самые люди, которые делают все то, что они делают сейчас в Грузии. Поэтому Грузия не была более безопасным местом. Вернее, более безопасным, но недостаточно. Во-вторых, у меня осталась семья в стране. И хочу я этого не хочу, какие-то острые углы мне пришлось бы обходить. И я даже не знаю, какие, понимаешь? То есть это была бы самоцензура, а это самый ужасный тип цензуры. Когда у тебя даже нету никаких четких правил. И третья причина, более фундаментальная. Я задал себе вопрос. А если я сейчас вернусь, буду ли я верить в эффективность собственной активности? Буду ли я верить, что я действительно вношу какой-то вклад в борьбу со злом? И я не смог положительно ответить себе на этот вопрос. Говорить в 1000-й раз вещи, которые я 1000 раз говорил, для аудитории, которая это 1000 раз слышала, мне показалось, это было бы неэффективно. Когда мы были в России, понимаешь, когда мы были в этом политическом пространстве, мы могли, во-первых, совершать коллективные политические действия, как взаимопомощь. Мы могли снимать фильмы про Россию, о России в России. И какие-то сюжеты я бы, очевидно, просто не смог бы, да,
собрать для своего фильма о призыве, если бы я не был в России. И я просто понял, что превращаться в очередного блогера с непонятными перспективами в этой борьбе мне не хочется. Меркантильные цели я бы с легкостью реализовывал. Я бы так... Слушай, меня несколько лет не было. Я бы такой хайп бы собрал на возвращении. Я знал бы, что говорить, чтобы этот хайп поддерживать. И росли бы подписчики, и росла бы аудитория, рос бы мой заработок, который в тот момент был буквально 0 рублей, 0 копеек. Если бы меня привлекали эти меркантильные цели, то я бы ровно так и сделал. Эти цели меня не привлекали. Хочу подчеркнуть, что я сейчас не обвиняю кого-то, кто, знаешь, придерживается такой же стратегии, в смысле ведет политическую деятельность из-за границы в России, кто придерживается этой стратегии, кто сейчас занимается этим и продолжает заниматься, и кто воспринимает свой YouTube-канал как основное средство борьбы. Я их не обвиняю, потому что у всех разные ресурсы, у всех разные календари, может быть, люди смотрят на несколько иной промежуток времени, у всех разные структуры под ними, какие-то, просто разные ситуации. И я не могу, не оказавшись в их ситуации, как-то их обвинять. Может быть, их калькулирование показывает, их расчеты показывают им, что они могут быть эффективными. Мои расчеты мне это не показали. И это было для меня самый важный момент. И тут моментально вырос другой вопрос. Хочу ли я, в принципе, дальше заниматься политикой? И ответ был положительным моментально и резко. Конечно, хочу. Конечно, хочу. Потому что те причины, те потребности, вернее, которые удовлетворяла политика, они ведь никуда не делись. Они, может быть, даже обострились. Они точно обострились. И я понял смежный момент. Я понял, что борьба за свободу от государственного принуждения, борьба против стационарного бандита этого, борьба за свободу слова, за свободу самовыражения, за свободу предпринимательства, за свободу собственности, борьба за индивидуальную свободу против государства и государственного принуждения, для меня это общемировая борьба. Для меня это не национальный вопрос. Почему, когда я занимался политикой в России и читал о том, что какой-то кандидат с близкими мне взглядами победил в какой-то стране, к которой я вообще не имею никакого отношения, почему каждый раз, когда это происходило, я радовался так, как будто это в России произошло? Потому что для меня это всегда была общемировая история. И в России я был эффективным солдатом в этой борьбе. И я понял, что эффективным солдатом в этой борьбе я больше быть не могу. И тогда возник третий вопрос. Есть ли место, где я могу быть эффективным солдатом в этой борьбе? И здесь тоже ответ был моментальным. Конечно, есть такая страна. Это Соединенные Штаты Америки. Я заинтересовался политикой, и это буквально так. То есть это даже не какое-то, преувеличение или что-то еще. Это буквально так. Я заинтересовался политикой именно как деятельностью, как политической теорией, может быть, так будет правильнее сказать. Буквально читая отцов-основателей. Я помню, как я читаю... Американских. От американских отцов-основателей. Я помню, как я читаю 51-го федералиста Джеймса Мэдисона, и у меня, знаешь, как в «Рататуе» есть вот этот момент, где у него фейерверки в голове взрываются. Вот у меня то же самое. У меня такое ощущение, как будто я приобретаю новый терминологический аппарат просто. Как будто свобода, государство, институциональная структура управляющего органа, честолюбие должно останавливать честолюбие, разделение властей, сдержки и противовесы. У меня просто, я такой думаю, бля... И вот с того момента отцы-основатели, какой-нибудь, не знаю, Генри Торро, какой-нибудь Лиссандр Спунер и другие, Бенджамин Такер, не знаю. И потом, если чуть-чуть идти вперед, понятное дело, либертарианские мыслители, Хайек и Мизес, они не из Америки, но они работали здесь. Ротбард буквально из Бронкса. Или более современные ребята по типу те, которые экономисты австрийские, почти все австрийские экономисты, они сейчас американцы, если что, которые работают сейчас в институте Мизеса в Алабаме. Я туда, кстати, ездил несколько месяцев назад на образовательную программу. Было очень прикольно пообщаться с людьми, академические работы, которых ты читал, и какие-то штуки ты не понимаешь, и ты никого не можешь спросить, а тут буквально тебе прям автор, ты можешь прям «Привет, можно у меня вопрос по этой странице номер 3, предложение здесь, можешь объяснить?» И тебе объясняют, и ты думаешь. Или ты, например, ты говоришь о каком-то противоречии, и чувак такой «Да, слушай, точно, не задумывался об этом». Это очень приятное ощущение. То есть это тоже Америка, они работают в Алабаме сейчас в институте Мизеса. И я понял, что когда я занимался политической деятельностью в России, и, может быть, я даю какой-то сейчас, гигантский подарок пропаганде российской, но мне, в общем, все равно, я не занимаюсь политикой в России, поэтому какая разница. Когда я занимался политикой в России, я позволял идеям, зародившимся здесь, и в целом в западном мире, если Лока вспоминать, который британец, хотя он, кстати, по-моему, работал здесь, зародившимся здесь говорить через себя. И я говорил... я выступал за те ценности, которые были сформированы во мне
тем, что происходило и было написано здесь. Года с 11-го, может быть, с 12-го подавляющее большинство контента, который я потребляю, весь на английском. Я почти не смотрю ничего на русском, почти не читаю ничего на русском, почти не читаю ничего о России. В 2019 году так же было? Понимаешь, в 2019 году я читал какие-то, знаешь, новостные штуки или что-то еще. Но когда речь шла... Ну, я не знаю, я помню, я, например, читал книжку Иноземцева про Россию, да, там такое тоже было. Но преимущественно, если говорить о теоретической стороне, о тех ценностях, за которые я боролся, я читал вот это все. То есть в 2019-2020 году, когда ты в многочисленных интервью говорил, что твоя цель быть президентом России, про саму Россию ты мало что читал и мало что потреблял. То, что я сейчас говорю, оно именно про объяснение того, откуда брались те вещи, за которые я выступал. Конечно, я читал много того, что мне было необходимо для моей политической деятельности. Но если мы говорим про фундамент, про те вещи, которые я читал не для деятельности... Оно было отсюда. Окей. Оно было отсюда, да. Так. Да. И я понял, да, что, в общем, я знаю этот язык, я знаю этот контекст. А если говорить про этот год, который я провел, да, вот этот, самообразование, это просто финиш. Потому что я приобрел гигантский набор специализированных знаний о конкретной стране, о конкретной экономике. То есть какие-то вещи, конечно, переносятся, да, они глобальные, там, экономические, общие экономические принципы, они везде. Но, понимаешь, я куда больше думаю о том, что здесь, что конкретно происходит с, не знаю, пенсионной системой здесь, Social Security, о том, что у них есть их Trust Fund, который скоро закончится, и что через это 8-9 лет Congressional Budget Office говорит о том, что, значит, будут такого рода... То есть я вот какой-то такой штуки кручусь, понимаешь? И я понял, что я могу быть здесь эффективен, совершенно точно. И я понял, что мне нужно как-то стремиться сюда. Наиболее одновременно доступным и полезным способом оказаться здесь, конечно, мне показалось образование. И я буквально загуглил лучшая программа в Америке по госуправлению. И я знал, что это должно быть госуправление, потому что с моим опытом, связанная вот именно с такого рода деятельностью программа, скорее всего, меня примет. Да, несмотря на всю иронию ситуации либертарианец, который учится на госуправлении. И так и оказалось. Причем, еще раз, я это сделал в конце марта. Люди обычно начинают осенью подаваться в университет. Я это сделал в конце марта. И только потому, что они реально знали о моей истории. Тут были профессора, которые прям следили за моей деятельностью. Только из-за этого они предложили мне хорошую финансовую поддержку и вообще взяли меня, в принципе, в конце марта. В конце мая, начале июня я подаюсь на американскую визу, получаю ее и улетаю в Америку. Ты говорил, что этот университет в первую очередь известен тем, что здесь готовят управленцев, американских чиновников. Абсолютно. То есть здесь две очень сильные программы есть. Журналистика, одна из самых лучших в Америке, и госуправление, тоже на данный момент лучшая в Америке. То есть когда я заканчивал, это была лучшая программа в Америке по госуправлению, выше Гарварда, выше всего остального. Прям лучшая на первом месте. А вот чему учат на госуправлении? Смотри. Вот как руководить страной? Я попытаюсь отделить свой идеологический взгляд на это, потому что у меня ситуация, это вот я как курица, которая пришла работать в KFC, потому что я, как цитируя Мюррея Ротбарда, я ненавижу государство, просто как институт. Любое государство, то есть тут неважно, Америка, Россия, как институт. Поэтому это очень смешно, то, что я здесь отучился. Есть причина на это, потом могу рассказать. Но вообще здесь действительно учат тебя, как регулировать экономику, например. Тебя учат, как решать какие-то проблемы, которые они верят, способны решить только государство. И ты тут, в общем, то есть разным методам тебя учат. То есть тебя могут, например, научить просто фундаментальной науке, статистике, математическим методам, для того, чтобы ты, например, понимал research, который потом обосновывает те или иные регуляции. Да, например, вот это. Или тут был предмет Economics for Public Decisions, то есть экономика государственных решений. Как регулировать, как вводить минимальный размер оплаты труда, как повышать налоги, всякие такие штуки. И бывают такие, знаешь, предметы, связанные чисто с политической составляющей, то есть, например, международная политика, да, там grand strategy and diplomacy, то есть вот это про то, как на государственной арене государства между собой, на международной арене государства между собой, значит, заключают какие-то договора или войны, что-то еще. Grand strategy — это просто, что, по идее, есть у каждого государства. Это некая государственная политика, которая лежит в основе той политики, которую государство проводит на международной арене. То есть оно как хочет себя позиционировать, может быть, какие ценности хочет устанавливать, может быть, за что оно хочет бороться, или наоборот, не бороться. То есть у Трампа, например, во время его правления одной из частей его Grand Strategy было то, что мы America first. Мы не начинаем новых войн, мы не свергаем иные режимы. Америкоцентрично. Америкоцентрично, да. И, скорее всего, сейчас, почти наверняка, когда он
снова станет президентом, пока еще не стал, снова станет, это будет тоже как бы такое изменение в grand strategy Америки. Она станет более опять америкоцентричной. При нынешнем президенте, который закончил этот славный университет, grand strategy немного другой. А какое? Сформулируй его коротко. Ну, это вообще разница между демократами и между республиканцами такого типа America First и между неоконсерваторами, которые есть и в демократической партии, и в республиканской партии. Неоконсерваторы считают, что Америка должна быть мировым полицейским, что она должна свергать недемократические режимы, что она должна спонсировать оппозиции везде, где только можно, которые не соответствуют ее взглядам, что она должна иметь гигантскую военку и постоянно расширять эту военку и финансировать ее, потому что есть такая группа интересов, как военно-индустриальный комплекс, который очень нравится, в общем, воровать деньги у налогоплательщиков, постоянно говоря о том, что вот если мы сейчас этот режим не свергнем, то все, жопа. И за счет этого они и живут. Ну, в принципе, государство — это институт раздачи несправедливых привилегий. Как бы это, в общем, ложится в логику, ты знаешь, того, что... А либертарианская пропаганда пошла с первых же Она минут не этого закончится. интервью. Когда мы снимали Ивана Курилу в университете в штате Мэн, год обучения там стоит больше $80 тысяч. Сколько стоит год обучения здесь? Мне здесь предложили очень-очень-очень хорошую финансовую поддержку. Это единственная причина, по которой я сюда приехал. То есть, по-моему, что-то 75% или 80% сколько-то. Вот, ну, то есть прям очень хорошую поддержку. Так, то есть 80% платят они, 20% платишь ты. Да. А от какой суммы? Близко к 80. По-моему, либо 72... По-моему, 72 тысячи, да. За То год. есть 15 нужно было заплатить тебе? Нужно было, да. Я занял у родителей деньги. Занял. То есть я их возвращать буду. То есть это не подачка, ничего. Давай зафиксируем сразу про погоду. Я просто увидел в каких-то носках, вот, и понял, что... И в кедах за $9. Ну, кеды окей, как бы это такие осенние кеды или для ранней зимы, но носки, прости. Юра, это стиль. Я должен еще что-то объяснить. Ну, окей. Окей. Ты говорил, что куртка еще из Москвы. Абсолютно, абсолютно. Ну ты смотри, Юра, то есть ты сейчас говоришь с челиком, который экономит на еде, буквально. То есть тебе рассказать, что я ем? Каждый день. Я тебе могу рассказать, что я ем. Каждый день, 3 раза в день, 7 дней в неделю ем одну и ту же еду. Я ем курицу, овсянку, сельдерей, морковь, и по утрам позволяю себе еще зеленый чай. Это все, что я ем. Каждый день. Так, а в каком... Объеме? Да нет, да, а как это выглядит? Ну, то есть... Ну, смотри, 5 пакетиков овсянки. На завтрак. И на ужин, и на обед. Так, это твой гарнир? Это мой гарнир, да. Так. Курица. Тут, ну, есть курица такая, готовая уже, ты ее покупаешь, она готовая. Там вот, выкладываю в тарелочку. Так. Морковь, сельдерей нарезаю себе и по полной программе. Нормально. А это из экономии или потому что ты, там, у тебя какой-то набор формы спортивной? Это помогает в наборе спортивной формы. То есть я сюда приехал 62, сейчас я 75. То есть это помогло. Но это не основная... И это не щеки, это мышечная масса. Не, все нормально. Это мышечная масса, да. Вот. Но основная причина то, что действительно экономлю. Вот. И, кстати, вот, чтобы леваки не рассказывали про то, что тут невозможно питаться полезно, дешево, можно. Я плачу меньше $23 в день. Мне, чтобы в Макдональдс один раз сходить, напитаться, нужно наесться, нужно $19 потратить. Поэтому можно здесь питаться нормально, полезно. Просто нужно делать определенные, как бы, для этого ограничения, но... Тот же самый, то есть это та же самая куртка, тот же самый шарф, в котором я выходил из здания суда. Та же самая шапка, кстати, она, по мне в кармане тогда была. Все то же самое, ну потому что работает, что, зачем новое покупать? Я сейчас живу в доме, снимаю комнату, у меня 6 руммейтов. Ну, то есть вот такого, я катаюсь на велосипеде, который скрипит так, когда я проезжаю ночью в субурбии своей. Люди, там, окна, знаешь, там свет в них загорается, просто он настолько скрипит. А дом, где мы тебя подбирали, это многоквартирный дом, ну, классический студенческий город, Это многокомнатный дом? Это многокомнатный дом частный, да. Который сдают студентам. Да. Сколько ты платишь за комнату? Я плачу сейчас $800. 800? Да. Но тут как бы еще дело в том, что я до этого жил в другом доме, и это, я не знаю, как это звезды сошлись. Я платил меньше $400 за комнату. Вот в прошлом доме, я год прожил. Это, невозможная история. То есть мне буквально повезло. Если бы не это, у меня бы сейчас уже не было денег на то, чтобы жить. Вот, поэтому, звезды сложились. Мой путь, судьба. Как здесь проходило обучение? То есть это 5 дней в неделю, все как везде? Это зависит от семестра. Вот, обычно у меня пары были 4 раза в неделю. Вот. И в какие-то дни прям полностью могут быть заполнены, в какие-то дни очень странные, ты приходишь типа в 1:20, у тебя, не знаю, там 1,5 часа длятся уроки, и ты уходишь. То есть все очень так
неравномерно распределено. Но, кстати, когда в вышке учился, у меня то же самое было, поэтому это стандарт. Настолько, да? Абсолютно, да. И в вышке тоже было, по-моему, 4 дня, потому что четверг был день военной кафедры. Вот. Я поступил на военную кафедру, но в тот же день уволился с ним. Потому что я понял, что тогда у меня будет больше времени снимать блог, буквально. То есть, Буквально. типа, один день вычеркнул? Да, да. А как ты себе объяснял, как ты будешь решать вопрос с армией? Путина свергнем, и не будет армии. Я себе буквально так объяснял. Ты серьезно так думал? То есть это не была история, что решу как-нибудь потом? Ну, абсолютно. Ну, слушай, ну что, молодость, что ты хочешь? Сейчас уже, конечно, в 26 лет, хотя, с другой стороны, 26 лет тоже молодость, но просто, ты знаешь, был такой драйв, и до того момента, как вот мне пришлось взять свою паузу, и вот это вот все в деятельности, до того, как случилось все то, что случилось, было такое ощущение абсолютного такой, знаешь, не полной защищенности. Защищенности непонятно откуда взявшейся. Может быть, за счет публичности, может быть, за счет того, что мы просто настолько верили в то, что мы же точно победим, блин. Такого не бывает, чтобы мы не победили, понимаешь? И тот факт, что дело мое так закончилось. Я помню, что когда я шел непосредственно когда дни приближались вот к последнему заседанию, я абсолютно точно помню, что я ожидал приговора обвинительного по полной программе. То есть, не просто обвинительного, а то, что меня отправят в тюрьму, на зону. И когда это не произошло, и когда я понял, какую большую роль сыграло общество, и что в этот запрос можно попадать, и что этот запрос может быть настолько громким, что его, по идее, услышит власть, как-то была, знаешь, очень большая вера в свои силы. То есть ты встретился с чудом, масштабировал его на все? Я подумал, что по-английски есть слово invincible. Я не помню, как точно его перевести на русский. Непобежденный. Неуязвимый, абсолютно, да. Неуязвимый. Вот есть сериал еще это на Амазоне. И лондонский Арсенал в сезоне 2003-2004 так называли. Вот это прям идеальное слово. Invincible. Вот было такое ощущение. Этого Немцова убили уже. То есть было понятно, что мы в некой новой реальности, понимаешь? Но как-то значит, все-таки не было понятно. Я про это говорю, кстати, в последнем видосе, который у меня на канале выложен. Про то, что было какое-то совсем вот такое ощущение. Оно, в общем, ушло в момент, когда случилось то, что случилось. Я прилетел в Америку 28 июня. Происходили вещи, и те, которые я ожидал, и те, которые я не ожидал. Что для меня было ожидаемо, это то, что, конечно, на программе по госуправлению реакция на человека, который говорит, что я ненавижу государство как институт, да, она будет любопытная. Но чего я не ожидал, это то, что эта реакция, хотя и будет любопытной, я не ожидал того, что она будет зрелой, уважительной. Потому что я видел все вот эти видосы, понимаешь, из американских университетов и кампусов и так далее, где, человека, который не придерживается такой, что называется, леволиберальной ортодоксии, как к этим людям относятся, да, то есть тебя канцелят, с тобой никто не общается, если ты профессор, тебя пытаются уволить и так далее. Я никогда не скрывал своих взглядов. Я помню, по-моему, на втором вообще семинаре, который у нас был, после какого-то очередного спича я закончил его фразой «Я шокирован, что вообще институту государства в принципе разрешено существовать». Вот люди, которые даже со мной еще тогда не познакомились, не знали на меня, я словил такие интересные взгляды в тот момент. Но при этом людям всегда было любопытно со мной общаться, и это было очень приятно. И люди всегда общались со мной аргументированно, мои студенты, коллеги. Наверное, сыграла роль то, что это все-таки магистерская программа, и, люди более зрелые, что ли. То есть нету какого-то такого, нету вот этой эмоциональности такой, или, может быть, незащищенности, в том смысле, что ты чувствуешь себя неуверенно относительно своих позиций, поэтому ты просто хочешь перекричать оппонента. Все было очень цивильно. Но при этом, да, на каждой паре я говорил о том, о чем я говорил о своих взглядах. И в итоге, смешной момент, может быть, показательный. На одном из последних мероприятий, которое у нас было, студенческих, такой студенческий бал, что называется, от нашей программы организованной, там у нас были такие шуточные номинации, самый большой тусовщик или что-то еще. И была номинация «Most likely to bring up policy in a conversation». То есть, кто чаще всего пиздит о американской policy. И я победил в этой номинации. На лучшей программе по госуправлению я, можно сказать, получил признание от своих коллег-студентов о том, что я чаще всего говорю и больше всего знаю о американской политике, об американском госуправлении, социоэкономической ситуации и так далее. А как ты думаешь, это серьезная или ироничная номинация? Я отношусь, конечно, к этому с улыбкой, я тебе говорю об этом с улыбкой, поэтому я сказал, это смешной момент. Но
каждой шутке есть доля шутки. Всего лишь доля. Так ироничная или нет? Просто, может, она общепринятая ироничная. Нет. Но она не... Чувак, который всегда душнит за политику. Есть эта сторона, ну, конечно, но она есть. Но, понимаешь, ну, просто в ней есть и не доля шутки, что тоже ты, просто ты действительно вот шаришь, короче. Я отлично замечаю эту сторону, поэтому я говорю, я с улыбкой об этом рассказываю. Вот, но мне было приятно, понимаешь, если бы я вообще ничего не знал, ни за что не шарил, ни с кем бы ни о чем не общался, никто бы меня и не заметил даже для этой номинации, понимаешь? Я бы не победил, по-моему, с большим отрывом, я не знаю. Вот. Ты знаешь, это выступает, хотя и в ироничной форме, все равно я с тобой согласен, это выступает неким подтверждением того, что я все-таки знаю что-то. И другим подтверждением того факта, что я что-то знаю, это то, что я закончил свою программу на красный диплом. То есть там самый большой балл, который ты можешь получить, GPA 4, я получил 4. Уточнение по этой самой паузе, которая у тебя была. Во-первых, на что ты жил все это время? То есть давай посчитаем. До момента отъезда сюда ты молчал почти 3 года. Без месяца, без 2, 3 года ты ничем не занимаешься, не ведешь никакую публичную деятельность, только играешь в Warcraft, а потом занимаешься самообразованием. Угу. На что ты жил? У меня были сбережения после моей деятельности. Просто нужно подчеркнуть, насколько мало я тратил. Так, давай подчеркнем. Значит, деятельность, ты имеешь в виду работу YouTube-канала. Вы собирали донаты. Эхо, да. У тебя была зарплата на Эхе? Ир, у меня в тот момент оставались даже сбережения еще с того момента, когда я работал репетитором еще до своего уголовного дела. У меня даже оттуда оставались штуки. Я почти не тратился даже в ходе своей политической деятельности. Всегда, когда у нас были какие-то расчеты, связанные с политической деятельностью, это все собиралось через донаты. Вот, поэтому от родителей я съехал на небольшой промежуток времени во время ковида, чтобы бабушку не заражать потенциально. И потом я вернулся домой и снимал комнату у родителей, по-моему, что-то за 10 тысяч рублей. Так. Это нормальная цена для комнаты, мне кажется, но все равно. Вот. И я тебе вчера описал, как я здесь ем. Я примерно так же ел и там. И иногда даже 2 раза в день, а не 3. То есть Ты продукты покупал сам? Да. А как, у вас в холодильнике было так, как у руммейтов или в офисах, прям разделенный холодильник? Я себе варил курицу. Была просто кастрюля с моей курицей. Там я тоже ел одно и то же, Юр. Я ел зеленую гречку каждый день, 3 раза в день. Вареную курицу. На утро, по-моему, я себе яйца позволял. И зеленый чай тоже. Все. Вот. По-спартански. Ты никогда не пользовался тем, что семья готовила для всей семьи и... Только если они настаивали, типа, попробуй или что-то еще. Но это личный момент. Настаивали ежедневно? Нет, не ежедневно. Окей. Но это личный момент. Мне было важно. Мне было важно подчеркнуть, что я не сижу на шее. Как реагировали родители? У них сын, взрослый уже, тебе 23, 24, 25 лет, сидит дома с утра до вечера. Не работает. Под конец были разговоры про то, что, типа, иди ищи работу, все дела. Но они были такие, знаешь, спорадические, потому что они понимали, что ситуация сложная с поиском работы. Я экстремист, блин. У меня есть, до сих пор, кстати, по-моему, можно найти, у меня где-то висит мой профайл на ХХРУ. То есть были какие-то попытки, но... Их не напрягало это? Я точно не помню никаких, конфликтов на почве того, что я сижу дома. То есть могут какие-то возникнуть в бытовом смысле штуки, но они у всех возникают, когда люди вместе живут. Все было хорошо, они, конечно, относились с пониманием к тому, что я делаю. Они, может быть, знаешь, какой был момент? Под конец уже они говорили о том, что тебе надо думать об образовании, тебе нужно думать о том, куда уезжать и так далее, через образование и так далее. Я этот момент действительно отложил очень сильно. Но в итоге все равно сложилось все именно так, и я сделал все ровно то же самое, просто я очень сфокусировался под самый-самый конец. Вот. Им просто, наверное, хотелось бы, чтобы я раньше начал на этом фокусироваться, когда еще был в России. Вот. Но так-то, в общем, они тоже понимали, что надо уезжать, и они были одними, их голос был одним из центральных в том смысле, что да, надо уезжать. Кто твои однокурсники? То есть ты учился с пацанами и девчонками, и они потом куда идут работать? Чиновниками? Смотри, здесь, как люди идут работать, тут, в принципе, тут только 3 места, куда ты можешь пойти работать, имеется в виду сектора, да, это non-profit, либо government, либо private sector. Non-profit — это НКО, некоммерческие организации. Private — это частный, и government — государственный. И государственный, он еще делится на то, что ты можешь пойти работать в федеральное правительство, ты можешь пойти работать в локальные какие-то власти, да, там, власть штатов. Это понятно. А кем ты можешь в частную компанию пойти? Дело в том, что если ты правильно набираешь себе курсы, ты потом можешь продемонстрировать, что у меня есть такого рода скиллы,
которые могут быть интересны компаниям в частном секторе. Плюс есть компании, например, которые считаются частными, но которые работают с государством. То есть это лоббистские компании. Это частная компания, которая это profit по полной программе, но ты лоббируешь чиновников. Или ты можешь, например, пойти работать. То есть это, знаешь, вот бывают организации типа бутики, условно. Это вот где hired guns, то есть наемники, лоббисты-наемники. Их нанимают, они как бы работают для той фирмы, которая их наняла. А ты можешь при этом пойти и работать просто в какую-то большую организацию, в корпорацию, у которой есть свой отдел government relations, да, отношения с государством. И вот ты можешь лоббировать ее интересы. Ты можешь пойти работать просто каким-то управленцем, потому что у тебя хорошее понимание там, менеджмента и так далее. И еще есть другая сфера, тоже в частный сектор ты можешь пойти работать. Ты можешь, например, отвечать за compliance. То есть это что такое? Есть регуляции, под которые должна фирма подпадать. Ты просто проверяешь деятельность фирмы, соответствует ли. Юрист особого профиля, строго говоря. Расскажи, кто такие лоббисты. Вот коротко и понятно для тех, кто не в курсе, как устроен этот рынок, потому что, видимо, он очень большой, как я понимаю. Ну, он, конечно, очень большой. И это один из основных вообще... Один из основных камней преткновения вообще американской политической системы. Что такое лоббизм? Если очень просто. Предположим, я какой-то частный интерес. Например, я компания, которая, например, производит ракеты. Так, окей. Я хотел конкретно. Для военки. Да. Ракеты. Lockheed Martin Да. или Boeing, да? И я хочу, чтобы мою продукцию покупали. Ну, я произвожу, я так деньги, зарабатываю, конечно. И для того, чтобы мою продукцию покупали, мне нужно, чтобы американское государство покупало, ее для чего-то, для какой-то цели, правильно? У американского государства должна быть цель. Я нанимаю наемников-лоббистов, которые идут к политикам и говорят: смотрите, мы пожертвуем вам деньги на кампанию, мы пожертвуем вам деньги на то, что, например, как-нибудь засрать вашего оппонента во время вашей предвыборной кампании и так далее. Мы можем это так сделать, чтобы об этом никто не узнает. Об этом должны, по идее, узнать. Там законодательство есть для этого. Мы сделаем так, чтобы об этом никто не узнает. А вы проголосуете за то, что Америка, например, выделит очередную порцию помощи Украине, или Израилю, или Тайваню, или кому-то еще. Там. Тем, кому нужны ракеты. Те, кому нужны ракеты. Если прям совсем бизнес плохо идет, можно пролоббировать политиков войну с кем-то начать, например, с Ираком. Почему нет? Почему нет? И это официально. Конечно. То есть, это, понимаешь, это... То есть лоббизм не запрещен законом. Не запрещено. Потому что во многих странах то, что ты говоришь, это просто прямой подкуп. Это делается чуть-чуть интереснее, потому что не запрещено законом нанимать людей, которые пойдут и просто будут, представлять твои интересы в разговорах с политиками. А вот что ты им будешь обещать и через какие каналы, это уже серая зона, так называемая. Но это очень легко сделать, понимаешь? Например, смотри, я какой-нибудь конгрессмен. У меня проблемы с безработицей в моем дистрикте, да? Да. Или если я сенатор, у меня проблемы в моем штате. И Lockheed Martin ко мне приходит и говорит: мы, конечно, тебе деньги напрямую давать не будем, даже на компанию твою давать не будем, но мы построим завод у тебя в штате, который увеличит... Это уже более, и у нас как будто так бывает. Так везде бывает. Да. Так везде бывает. Просто здесь, почему про американскую, ты говоришь, камень преткновения американской политики, то, что здесь это прям суперофициально, как думал я. Да. Вот. Окей, и ты говоришь, есть лоббисты-наемники. Это что значит? Лоббисты-наемники — это люди, которые просто, знаешь, это... Очень часто лоббистами-наемниками становятся бывшие конгрессмены, например. То есть они работали в политике, они накопили какой-то опыт, они накопили какой-то, networking capital, то есть они накопили связи. И после этого они идут и по своим каналам просто лоббируют интересы той компании, которая их наняла. То есть это, наемники буквально. Работаем в пользу тех, кто нас нанял. Но может такое быть, что есть какая-то частная компания, у которой большая, Amazon, опять же, Boeing, Lockheed Martin. Может быть, даже Lockheed Martin не надо никого нанимать, у них свой отдел для этого есть. И ты работаешь просто всегда на интересы конкретной компании. И важный момент, это работает не только с ракетами, это может работать реально с кукурузными хлопьями, жевательной резинкой, с любым бизнесом. Я профсоюз. Профсоюз работников, которые, не знаю, разгружают грузы в каком-нибудь порту. Вот буквально сейчас недавно была такая история. И мне очень важно, чтобы, например, в моем штате, в месте, где я работаю, вернее, даже не в моем штате, а в том порту, в котором я работаю, не вводилась автоматизация процессов, потому что тогда людей будут увольнять. Люди потеряют работу, да? Я лоббирую конгрессмена, чтобы он запретил автоматизацию просто в моем штате, и все. Какими-то умными путями через регуляции. Например, это небезопасно, не проверено еще, знаешь, Дырками в законе. Да, и все. И все это очень... И получая за это гонорар. Конечно. Как ты относишься к лоббизму? По-твоему, это ок или нет? Смотри, основная проблема, на мой взгляд, не в том, что люди следуют просто доступным им стимулам выбить себе больше бизнеса. Это нормально, это естественно. Ты создаешь стимулы, люди будут им следовать. Я, не знаю, Facebook. Мне не нравится, что TikTok
навязывает мне конкуренцию. Я буквально иду, лоббирую конгрессменов, чтобы они тупо заблокировали ТикТок. Почему? Национальная безопасность. Китайцы своруют все данные, всех детей. Какой ужас, какой ужас. А в итоге оказывается, что это просто, чтобы Фейсбуку поляну очистить, и все. И все. Как ты к этому относишься? Я к этому отношусь очень плохо именно с той точки зрения не то, что люди реагируют на стимулы, это естественно, а то, что у государства есть такая возможность. И вот здесь продолжается либертарианская пропаганда. Нужно снизить объем государства, роль его в обществе, чтобы у государства не было такой возможности. Понимаешь, знаменитая эта фраза, которая в либертарианстве очень известна. Государство — это кольцо всевластия. Надо его бросить в жерло вулкана. Сузить, я думал, ты хочешь Сузить сказать. можно сузить. Нет, в моем идеальном мире буквально в жерло вулкана. То есть я себя идентифицирую как анархокапиталист, если что. Ну, это, знаешь, это моя утопия. Это моя звезда, которая вот в небе. На практике все-таки я просто small government conservative. В процессе этой паузы началась война. Вот как это происходит? Ты был публичным политиком, ты был одним из тех, кто ассоциировался с своим поколением. Тут начинается беда, которая, самая значительная для многих поколений. То есть событие невероятного масштаба. А ты вне публичности. То есть ты ни слова не можешь про это сказать. Или просто не говоришь. Была ли у тебя какая-то внутренняя борьба по этому поводу? И как ты ощущался в связи с этим? С самого начала было понимание, что если я что-то скажу, то это то мой условный срок превратится в реальный моментально. Знаешь, было ощущение просто дополнительной психологической, не знаю, нагрузки, и это я говорю так очень обтекаемо. Тяжело, было от того, что невозможно высказаться. А как это выглядело? Ты можешь рассказать? То есть ты легко это принимал, или это реально муки выбора, бессонные ночи, все остальное? Есть люди, которые так или иначе, которым стали доверять, допустим, они политики, да, или там общественные деятели, или кем-то еще. И у многих людей, когда по каким-то причинам они это доверие подводят в ключевые моменты, у них прям муки происходят. А как это происходило у тебя? Ощущал ли ты, что кого-то подводишь? Или как-то иначе? Юрий, я тебе могу честно сказать, в тот момент, вообще в течение всей этой паузы, у меня было такое ощущение, как будто я существую на какой-то другой планете или на какой-то другой вселенной. У меня, я не знаю, может быть, это механизм защиты мозга или что-то еще, но я закрылся от всего вообще. Просто закрылся, и я не позволял ничему этому проникать вообще в себя. Просто как будто это все где-то там. Это было длительное, хуевое психологическое состояние. И во многом те вещи, на которые я тратил время, это был способ отвлечься от этого, уйти от этого всего. Это было некомфортно. И, конечно, слово еще такое, некомфортно, это еще мягко сказано. То есть просто представь, что от тебя отрывают все то, кем ты был, всю твою идентичность, все то, через что ты себя реализовывал. Что от тебя остается в этот момент? Хуйня какая-то. Вот я существовал в виде хуйни какой-то, получается, 2 года. Тебе прорывались в сообщения люди, друзья, знакомые, кто-то еще? Егор, ты и до начала войны, и после? Просто после начала войны, как кажется, таких сообщений или таких попыток узнать, где же ты, их должно было бы быть больше. Прорвались люди, которые писали: ты где? Что случилось? Как ты? Наверное, если где-то мне писали, то ВКонтакте. Я ВКонтакте не пользовался, а мой личный телефон был очень небольшого круга людей, поэтому... То есть от каких-то личных, по каким-то личным знакомствам такое было, может, да, действительно писали иногда люди, но редко просто потому, что не было доступа у людей ко мне. Я видел комментарии на моих видео, конечно, где люди об этом писали, и там много было этих людей. Но я не то чтобы, знаешь, я часто проверял комментарии на своих видео, не было такого. Но я знаю, что люди об этом писали и до сих пор пишут. Я просто, пересмотрев свой последний ролик, да, на канале, я, понятное дело, прочитал комментарии, которые там были оставлены, и люди, многие пишут, что да, это, в общем, пророческая история, к сожалению, оказалось. Пожарный гидрант. Так. И какая-то штука, которая из него торчит. Да. И я думал, что это. Оказалось, нам объяснили знающие люди, что это на случай, если снега навалит так много, чтобы гидрант можно было благодаря вот этой вот палке найти. Да. И возникает вопрос, неужели здесь бывает столько снега?
Я, ты знаешь, не знаю, бывает ли здесь прям столько снега, но это один из самых снежных, если, по-моему, даже не самый снежный город в Америке. Из-за близости к Канаде, мы ближе к Канаде, чем к городу Нью-Йорк. Да. Хотя мы в штате Нью-Йорк. Вот. И там от всех вот этих озер, вод и так далее, все вот это поднимается и сюда. Поэтому вот эта история, ну, как бы это вообще не что-то, знаешь, небольшой сюрприз для людей, которые тут живут. И снеговик, он, который там стоит. Снеговики, да. Тебе от этого комфортно? От того, что здесь похоже на Россию? Я хочу в более теплом климате жить, честно. Хотя, ну, то есть, знаешь, прикольно эстетически с точки зрения того, что здесь есть каждый сезон, то есть каждое время года. Это прикольно. Но вот как-то вот это, может быть, для меня, знаешь, такой вот самый нижний уровень температуры, в которой я чувствую себя нормально. Дальше... Ну, видишь, ну как-то вот... Мне еще одна причина, почему уехал из России. Ну да, ну не наш ты человек просто. Сори. Зафиксировали. ЛГБТ-флаг. Да. Понятно, что там по диагонали ЛГБТ, а все остальные цвета это что такое? Смотри, я не супер разбираюсь прям в сортах всего, но, как я понимаю, это флаг, который отдельно отмечает еще трансгендерное сообщество, другие меньшинства, то есть, например, афроамериканцы там отмечены отдельной полоской. То есть это и асексуалы там еще есть, по-моему. Это вот люди, которые не испытывают сексуального влечения, без этого как-то живут люди. Как ты относишься к ЛГБТ? Как это есть шутка, типа, do I support LGBT? Hell yeah, I do. Liberty, guns, beer and Trump. Но на самом деле, если что, я же либертарианец, я абсолютно спокойно отношусь к добровольным выборам людей. Вообще без проблем. То есть это их дело, старше 18 лет, делайте, что хотите. К трансгендерным переходам, которые дети совершают до 18 лет, вот это больная тема. Тут я не уверен, потому что, ну, типа, я считаю, что для того, чтобы такую вещь сделать, человек должен быть способным давать информированное согласие. А мы детей определяем как людей, которые в соответствии с возрастом не могут дать информированное согласие. Поэтому вот до 18 лет у меня проблемы с трансгендерными переходами, которые вот именно операции. То есть не социальные делайте, что хотите, а вот с операциями. Но старше 18 лет, ваше тело, ваше дело, отрезайте, пришивайте, любите кого хотите, ваше дело. Вообще, без проблем. А аборты? Ну, смотри, я... Так быстро поймать тебя на противоречии? Нет. Я не рассчитывал. Нет, дело вот в чем. Просто слоган сторонников абортов. Мое тело, мое дело. Мое тело. Как мое и сторонников, людей, которые были противниками вакцинации. И вот очень так прикольно оказывается, то, что люди, которые, например, сторонники абортов, часто выступали за принудительную вакцинацию, и люди, которые были против принудительной вакцинации, часто выступают за запрет абортов. Это Так. очень интересно. Аборты. Ну, смотри, для меня момент какой? Изначально мне всегда как-то было комфортнее быть сторонником абортов. Вернее, сторонником того, чтобы эта практика была разрешена. Потому что, действительно, это кажется про свободу, про что-то, что вот твое тело, женское тело и так далее. Но потом, когда я начал читать различные аргументы противоположной стороны, причем я не религиозный человек, то есть я не базирую эти аргументы вообще никак на религии. Чисто такого, знаешь, философского характера. Я понял, что просто не существует никакой логической истории для того, чтобы определять начало человеческой жизни где угодно, кроме зачатия. Только зачатие. А дальше тогда, смотри, проблема становится немного другой. Это не просто про женщину. Это про то, что там еще другой человек есть. И, Юр, представь, вот ты, например, нашел человека на улице, да, спящего. Просто спор про аборт, он всегда идет через аналогии, потому что людям, я не знаю, это прям какая-то традиция какая-то. Представь, ты на улице нашел спящего человека, да, принес его к себе домой, а потом застрелил, потому что, это же моя собственность, мой дом. И вот то же самое, когда ты добровольно... Юр, когда ты добровольно вступаешь в сексуальные отношения, ты понимаешь... Добровольно, еще раз, в случае изнасилований 100% должны быть разрешены аборты. 100%, без проблем. Но когда ты добровольно вступаешь в сексуальные отношения, ты понимаешь, что естественным результатом этого может быть появление нового человека, который, не виноват в том, что он появился. И если ты совершишь аборт, в моей картине мира ты совершаешь убийство. Я просто никогда не задумывался об этой проблеме. И мне всегда казалось, естественно, свобода, выбор, конечно. Но другая, более основная вещь, наверное, в либертарианстве, хотя они одинаково важные, это защита человеческой жизни. И если я считаю, что человеческая жизнь начинается в момент зачатия, и это ни в чем не повинная жизнь, да? Еще раз, в момент изнасилования женщина не несет ответственность. Да, жизнь не повинная все равно, но женщина не несет ответственность. Ты говоришь про защиту человеческой жизни, но при этом говоришь, что если это по добровольному согласию, то эту жизнь эмбриона надо защищать, а если это изнасилование, то надо не защищать. То женщина имеет право, потому что в данном случае плод появился в ее теле не в результате ее собственной деятельности. И то жизнь.
И то жизнь, но женщина в одном Значит, это случае... противоречие, Это не значит. противоречие, это зависит от того, как эта жизнь появилась и какую ответственность несет женщина. Если добровольное согласие, ты берешь на себя риски. Но если происходит изнасилование, то женщина не несет ответственности. Ну смотри, Юр, Ну, пример. тогда дело не Юр. в защите. Подожди секундочку, я просто... Ну, ты так говорил, что, типа, защита человеческой жизни и все остальное. И эмбрион — это уже жизнь. И наша цель — его защитить. А потом выясняется, что, оказывается, есть условия. Я тут не вижу противоречия, потому что речь идет про соотношение прав, правильно? Ведь, права, они... Типа у эмбриона, которого зачали не по взаимному согласию, меньше прав, чем у того, которого по любви? Смотри, Юр, если... Я цепляюсь к логике твоей. Не-не-не, я готов с тобой. Я просто 1000 раз все эти аргументы слышал, поэтому с радостью готов на них отвечать. Вот, например, классический пример, может быть, он чуть-чуть так, забавно звучит, но он просто показывает. Вот если, например, ты стоишь под каким-то холмом, и с холма на тебя падает человек, и у тебя в руках есть бластер, который может его расщепить. Если этот человек на тебя падает, ты можешь его расщепить, даже если он не повинен в том, что... Обычная жизненная ситуация, да-да. Ну, я потому что... Просто потому что, Так, хотя он не виновен, у тебя есть право себя защищать. Но, Юр, если ты являешься причиной, почему этот человек падает, то у тебя нет права защищать себя. Потому что ты сам виновен в том, что он падает, понимаешь? Ты должен его спасать. За счет, может быть, даже, в данном случае, своего урона какого-то своему телу. Понимаешь, что все зависит от генезиса. Это может казаться сложно, но в моей картине мира это очень легко. И это, в общем, довольно легко защищаемая позиция. Речь о действиях и их последствиях, понимаешь? Ну тогда ты так красиво все это провозгласил и сказал, что основа аргументации и того, что ты пришел к другой позиции по абортам, она лежит в том, чтобы защитить человека нового. А потом выяснилось, что возможно разные условия. И это как будто мне говорит, если я все правильно понимаю, что эти слова, они несколько патетичны. И в основе лежит все-таки не интерес эмбриона, а что-то другое. Я могу тебе ответить на этот вопрос, Юр. Почему очень важно зафиксировать вообще тот факт, что эмбрион является человеком? Потому что если это не является человеком, то тогда нету никакого разговора вообще. Нету проблематики никакой. Это просто часть женского тела. Она имеет право делать с ним что угодно. Нету проблемы даже. Если это не человек, то какой, проблема отпадает, понимаешь? Вся проблема возникает только если мы признаем, что это человек. И если мы признаем, что это человек, тогда в разных ситуациях мы уже выступаем в соответствии с решениями, которые женщина приняла заранее. Но если это не человек... если мы признаем, что это человек, Да. то тогда каким образом изнасилование это или не изнасилование влияет на твою позицию? Потому что В твоем представлении этого человека можно убить, если он появился на свет из-за того, что женщину изнасиловали, и нельзя, если по любви. одна из основных, и вот это, наверное, центральный момент, я думаю, что вот здесь, может быть, ты меня поймешь. Либертарианство — это не про пацифизм. Это про защиту от агрессивного насилия. В одном случае мы считаем, что женщина, когда создала ситуацию, в которой эмбрион является существующим, никакого насилия со стороны эмбриона по отношению к женщине не происходит, потому что она сама пригласила его в эту жизнь за счет действий, которые она добровольно на себя взяла. Но в случае, когда она не давала согласия, эмбрион, даже не хотя этого, совершает агрессию против нее, понимаешь? Вот и все. Все очень просто. В одном случае агрессия есть, потому что жизнь является не последствием ее действий. Это агрессия против ее, как ее собственности. И эмбрион не виновен, но она имеет право, потому что это агрессия против нее. А в другом случае... А чем виновен эмбрион, который... Не эмбрион насиловал женщину, Я понимаю. а какое-то чудовище насиловало женщину, Да. и эмбрион появился. Но без своего... женщина в этом случае все равно подвергается насилию, понимаешь? Несмотря на то, что жизнь появилась не в результате его собственных действий. У Мюррея Ротбарда, кстати, одного из основателей либертарианства, вообще есть идея о том, что аборт всегда должен быть разрешен, потому что это агрессия со стороны эмбриона в сторону женщины. Всегда, просто. Он это агрессия по отношению к ее собственности, к ее телу. Я считаю, есть это одна из позиций. В либертарианстве, кстати, этот момент не разрешен. То есть это где-то 50/50 лагерь разделен. Я считаю, что всегда нужно смотреть, в результате чего появилась эта жизнь. Ты сказал, что хочешь прояснить позицию по аборту. Да. Пожалуйста. Это абсолютно, это взрывоопасная тема. Я это понимаю отлично. И здесь очень важно звучать, мне очень важно здесь звучать так, чтобы то, что я говорю, реально отражало то, что я думаю. Вчера, поскольку, во мне включилась эта комбативная сторона, мне просто захотелось себе объяснить, какой позиции я придерживаюсь. Но я не дал всего контекста, который, мне кажется, просто критически важно дать для того, чтобы понять, как я вообще вижу эту проблему на самом деле. То есть смотри, как я тебе описал, какая моя позиция, если в одной фразе, не возвращаясь. Лучше коротко, да. Да, в одной фразе.
Добровольное участие в активности, естественным результатом которого является создание новой жизни, создает определенные отношения ответственности по отношению к этой новой жизни, если она появляется. Все, это моя позиция. Как я к ней пришел? Ну, во-первых, перед тем, как я скажу, как я к ней пришел, я хочу зафиксировать, чтобы было вот это вот эксплицитно понятно. Я уже понял, что я люблю очень это слово эксплицитно. Мои поиски не завершены. Мои поиски не завершены, потому поиски что... в поиске позиции. Поиски позиции. Как эти поиски начались? Да? То есть я помню, что изначально я как-то по наитию просто, ну, как-то мне это было естественно, придерживаться позиции pro-choice, потому что больше выбора лучше, чем меньше выбора, какие-то такие вещи. Я слышал аргументы там с либертарианской стороны, как я сказал, там есть дебаты внутри, да, там от Ротбарда, который, в общем, говорил, да, что, ну, как бы это... В тот момент, как только плод перестает быть желанным, он превращается, и он это буквально говорит, превращается в паразита, она может от него избавиться. Ну, я как-то об этом, ну, думал, не думал. И потом здесь, в республиканском клубе, я начал общаться с людьми, ну, все там буквально являются противниками абортов. Очень многие по религиозным причинам. Религиозные причины меня никак не убеждали. Но мне стало просто интересно почитать вот эту противоположную сторону, аргументы этой противоположной стороны. И, как оказалось, аргументы этой противоположной стороны часто не базировались вообще ни на какой религии. И я начал думать о вещах, которые я читал до этого, там, ну, например, Джудит Джарвис Томпсон, это очень известная философка, которая вот защищает позицию pro-choice. Я читал ее аргументы, соглашался с ними, но когда я начал читать критику, я начал понимать, что это работает только в очень лимитированном количестве ситуаций. То есть, например, в случае изнасилования аргументы Джудит Джарвис Томпсон меня убеждают, но не в иных ситуациях. И я понял, что я пришел вот к этой новой позиции, потому что я встретился с, на мой взгляд, более четко сформулированными философскими аргументами. Допускаешь ли ты, что через какое-то время ты встретишь другие аргументы, которые снова поменяют твою позицию? Да. И не потому, что что-то изменится в мире, а просто потому, что ты встретишь другие аргументы, другого спикера, который... Вот это буквально ровно то, что я и хотел сказать, потому что, во-первых, я считаю, что нам нужно как-то вообще это нормализовать. Чтобы у людей была возможность в публичном пространстве менять свою позицию, если они четко объясняют ее столкновением с более рациональным аргументом. Не с политической конъюнктурой. Я тебе могу сказать, что, на мой взгляд, например, та позиция, которой я придерживаюсь, она не особо выгодна в политической конъюнктуре сейчас. Даже здесь аборты не являются, как называется, winning issue для республиканцев. Почти везде, где республиканцы выступали за запрет абортов, на локальных референдумах запрет на аборты проигрывает. То есть это не история выигрышная для меня. Мне некомфортно, понимаешь? Я чувствую внутри меня какое-то отторжение. Но аргумент для меня внутри такой. И я с радостью абсолютно отреагирую, если я встречу какого-то человека, который меня переубедит рационально, и это будет сильный аргумент. И вторая вещь, последняя, которую я хотел бы здесь добавить. Именно тот факт, что я сейчас в поисках, детерминирует вот что. Если бы, например, я был американцем сейчас, и был бы референдум о запрете абортов, я бы не голосовал на нем. Я бы не голосовал за запрет абортов. Если бы я жил в красном штате, я бы также не голосовал за легализацию абортов. Я считаю, что я нахожусь просто сейчас в той позиции. Типа не вправе, потому что ты в гибкой позиции. Потому что я в позиции, которая для меня глубоко еще четко не зацементирована. И мне очень важно, чтобы она была зацементирована перед тем, как я делаю какое-то политическое действие. После того, как тебе дали условный срок, ты пошел работать на «Эхо». Это предложение Алексея Венедиктова. Что ты думаешь об Алексее Венедиктове сейчас? Ты можешь задать мне этот вопрос, на самом деле, почти про любого представителя российской оппозиции или людей, которые крутятся вокруг российской оппозиции. Я, к сожалению, не смогу дать тебе супер обоснованный ответ, который прям еще и, что называется, соответствует духу времени, потому что я искренне очень давно не слежу за тем, что происходит в российской оппозиции. Я не знаю. И я тебе могу сказать, на каком моменте у меня закончилось формирование к Алексею Венедиктову, да, и в котором оно и существует в настоящий момент. Да. То есть закончилось формироваться, может быть, какие-то новые факты его изменят, но это человек, который всегда мне лично помогал, который никогда меня не подводил, который никогда не требовал от меня каких-то вещей, пойти на сделки с совестью или что-то еще, который никогда не делал что-то такое при мне, например, с какими-то другими людьми или что-то, подобное. Не выпивал с Песковым про тебя? С Песковым он выпивал еще до того, как я был и так далее. Я, по-моему, у нас было интервью с ним, я задавал ему эти вопросы, и он отвечал на них. И поэтому это то, какое у меня к нему отношение, и понятное дело, что оно в настоящий момент положительное, потому что это просто все штуки, которые... Я ничего больше не знаю. Я знаю то, что Алексею Алексеевичу всегда нравилось быть таким трикстером. Ему нравится быть
очень своеобразным человеком на российском политическом ландшафте. Что-то мне подсказывает, что таким человеком своеобразным он и остался, со своеобразным положением, со своеобразными целями. И, наверное, такие люди тоже должны быть. Гости, которые к тебе приходили, а там были вполне себе суперзвезды вроде Познера и Жириновского, они приходили благодаря Венедиктову? Да. А как это выглядело? Он звонил и объяснял, что у нас новый молодой дерзкий парень. Я не знаю, как он это им объяснял, но как это выглядело с моей стороны. У меня заканчивается мой разговор с кем-то, я прихожу к Алексею Алексеевичу в кабинет и говорю, теперь я хочу пообщаться вот с этим. Он говорит, будем работать. Все. И потом мне просто приходило сообщение от него или от продюсеров, что в следующую среду вот у тебя эфир с этим. Я говорю, отлично. Какой эфир ты считаешь самым удачным? Смотри, я не все из них прям помню, но из тех, что помню, мне именно удачным, именно вот с точки зрения того, как я себя вел, как я позиционировал, как я высказывал свою позицию, как я оппонировал, мне показался удачным эфир с Лебедевым. Ты произнес «лол» Лол. только что. Лол. И потом еще... Ламао и Ламфао. Это два знаменитых корейских агента. Ламао. Про это просто есть видос очень старый. Да, и мы просто удивились, что насколько это... сколько мемных эпох и аббревиатурных эпох назад это было. Лол жив. Лол жив? Лол жив. Ага. Лол Ты не точно перешел жив. на кек? Нет. Кек это... Лол здесь жив. Может быть, Россия ушла вперед уже настолько, что там Лол не жив, но здесь Лол по полной программе жив. Честно говоря, в моем представлении кек давно уже устарел. Кек здесь никогда и не появлялся. Вот, но меня уверяют амбассадоры мемов говорят, что кек не устарел. Вот, он бессмертен. Да, может быть. Слушай, а ты часто замечаешь, мы вот за камерой с тобой общаемся, и я прям вижу, что ты прям вообще отпустил жизнь, которая происходит в России, культурную. Культурную, языковую. У тебя встречаются штуки по поводу, как это будет по-русски. Да, русглиш, это правда. Спасибо, кстати, про культурную жизнь. Вот про то, что ты мне написал в тот период моей жизни, когда у меня почему-то начало появляться много старого из России просто вот вокруг меня. Ни с того ни с сего. Я решил переслушать, и вот это вот сейчас будет вечер плохих или день плохих тейков, я думаю. Но я тебе просто сейчас, лучший альбом в истории русской музыки. И я видел будущее, Юр, лучше ничего не сделали. Смоки Мо, Карате. Первый альбом. Это классика, да. Лучший альбом, да. Просто. Лучший трек за всю историю русской музыки «Биография», «Кровосток». Да. И лучший микстейп, первый микстейп Оксимирона. Вот это мои тейки. Не знаю, плохие тейки, хорошие тейки. Ага. Вот. Мы не спрашивали, но Егор решил абсолютно. А я безапелляционно. Нет, к чему это? То есть я начал переслушивать Гуфа «Дома». Так. Я начал переслушивать Баста Гуф. Начал переслушивать «Легенды про центр». И почему-то вот это прошлое пересмотрел какие, старые фильмы, типа «Прогулка» Алексея Учителя. Ты смотрел фильм? Да. 3-го года. И вот как-то в этот момент, понимаешь, еще мне Юра Дудь пишет. То есть, я тебя призвал, видимо. И Гуф тебя призвал, Баста тебя призвал. Я надеялся, что я ассоциируюсь все-таки не с тем. То все, что ты перечислил. Это просто мое детство, братан, буквально. То есть вот мое детство и как-то вот прошлое из России, вот видишь, ты как-то попал. Еще мы выяснили, что ты не смотрел ни одного выпуска «Что было дальше». Не смотрел, нет. Я вообще не смотрю российский YouTube почти. И причем я не смотрю российский YouTube года с 11-12 где-то. То есть в настоящий момент есть только 3 канала, которые я прям смотрю. То есть, там, например, твои видосы я смотрю, но не каждый, например. Видосы, которые я смотрю, каждый видос, это Никита Ковальчук, «Картавый футбол». Так случилось прям с раннего детства. Вот. И поскольку я за футболом прям супер сейчас не слежу, английская премьер-лига, Лига чемпионов. И то за Лигой чемпионов я слежу только потому, что у меня есть подписка на Walmart+. И вместе с Walmart Plus тебе дают подписку на Paramount Plus, на которой, собственно, здесь можно смотреть Лигу чемпионов. Вот. Но я смотрю просто потому, что он о мире футбола рассказывает так, как будто это, знаешь, какая-то драма внутренняя. Есть персонажи, там, что с Пепом происходит, как он реагирует на то, что, значит, Пеп, Манчестер Сити. Ободрал себе голову. Ободрал себе, да, там и так далее. Вот как-то мне очень интересно за этим следить. Второй канал — это Миша Сеин. Может быть, ты слышал про него, не слышал, не знаю. Миша Сеин — это русский блогер, чувак, который переехал сейчас в Америку. Он переехал чуть раньше меня, и мне просто стало интересно смотреть, когда вот он переехал. Причем с Мишей у нас есть такая история, я сейчас попробую вспомнить. Он в свое время мне написал, когда я только свой канал запускал, и у него были проблемы с его каналом. И я ему посоветовал, что, тебе, наверное, нужно запускать новый.
Он запустил этот канал, и вдруг через много лет мне попадается Миша в рекомендации, я вот последние его видосы смотрю. Он, кстати, с редакцией ездил, помогал им снимать, у них были выпуски. И третий канал, это канал, по-английски, если написать, английскими буквами «Не страшно». Может, не знаю, тоже слышал, не слышал. Значит, чувак Юра ездит по Латинской Америке на тук-туке. Тук-тук — это такое, значит, средство передвижения между мотоциклом и машиной. Вот если вот просто подписывайтесь на канал «Не страшно». Это реклама бесплатная абсолютно, потому что у меня любимая книжка моя «В дороге» Керуака. То есть вот это какая-то, знаешь, вот это вот тяга к путешествиям, к какому-то вот такому полному отрыванию от себя, от своего прошлого, от всего вот к чему-то, к какому-то абсолютно новому пространству, к путешествиям, к путю. К тому, чтобы стремиться, короче, куда-то. Вот. И у него там так это передано, настолько классно сделано, что, в общем, я смотрю каждый ролик. И это единственный канал, который я смотрю на русском. Больше не слежу ни за чем. Ты говоришь, что не следишь за российской оппозицией, но при этом какое-то мнение у тебя есть, судя по тому, о чем мы говорим за кадром, там, перемещаясь по Сиракузам. Это мнение сформировалось за последние 2 недели, потому что ты мне 2 недели назад написал, и я подумал, Юра точно меня будет спрашивать про российскую оппозицию, надо понять, что происходит. И я занялся ресерчем просто. Но, если честно, мне стало интересно это спрашивать только после того, как ты об этом заговорил здесь с нами. Ну окей. Без проблем. Но я думаю, что, забегая вперед, если ты меня будешь спрашивать о войне, а я думаю, ты меня будешь спрашивать о войне, у меня там есть некоторый блок, который имеет отношение к российской оппозиции. Так, Прямой, поэтому. Ну да, и я все равно во все не погрузился, и какие-то штуки, если честно, я стал еще меньше понимать после того, как я начал их изучать. Но в целом, очень по верхам у меня есть представление в целом, и о каких-то конкретных людях, может быть, чуть больше, чем у других. За 2 недели. А что, 2 недели недостаточно? Ну окей. Так, тогда выскажи это мнение. Интересно. Что ты думаешь про ФБК? Ну, смотри, мне кажется, что невозможно высказываться о российской оппозиции, не говоря о войне. Потому что это центральная вещь сейчас. И поэтому я просто хочу об этом поговорить, когда мы дойдем о войне. Ну, давай сейчас тогда начнем. Хорошо. Ты меня, например, спрашиваешь, Так. Егор, какое у тебя отношение к войне России с Украиной? Правильно? Ну, Спрашиваешь. Давай, да. Я тебе отвечаю. Первая вещь, которая должна быть проговорена абсолютно точно. И это не просто что-то дежурное. Это что-то, что должно быть проговорено совершенно точно в самом начале любого разговора. Прямую ответственность за эскалацию насилия, разрушений и так далее, прямую ответственность за эту эскалацию несет Владимир Путин, его войска, его ближний круг и так далее. Владимир Путин несет уникальную ответственность за эту войну. Он несет уникальную ответственность за эти разрушения, за это насилие и так далее. Это первый момент. Но когда я думаю об этой войне, я обычно думаю через 3 призмы, может быть, о 3 проблемных областях, так будет правильнее сказать, разговоры, о которых я слышу, но мне хотелось, чтобы эти разговоры были более распространены. Первый разговор связан с проблематикой индивидуальных прав и свобод. Я не смотрю на конфликты между государствами через государственно-центричную призму. Для меня любое государство на качественном уровне – это стационарный бандит. Используя абсолютно научный термин сейчас, Мансур Олсон ввел его в употребление. Вот смотри, есть кочующие бандиты, которые приходят на твою территорию, забирают твои ресурсы силой, то есть грабят тебя и уходят. Убивают кого-то, да? А есть стационарные бандиты. Они появляются на твоей территории, строят насильственные институты изъятия собственности и за счет этих институтов обеспечивают собственную жизнедеятельность. Ну, а также используют насилие для того, чтобы навязывать свою волю населению какими-то другими способами. Вернее, в каких-то других областях. Любое государство для меня стационарный бандит. И, соответственно, государства, конечно, отличаются между собой в том, насколько сильно они угнетают людей, которые живут на их территориях, но качественного отличия нету. Я смотрю на любые конфликты между государствами через призму индивидуальных прав и свобод. И центральным моментом здесь для меня является насильственная мобилизация. Когда я вижу ролики из России с насильственной мобилизацией, когда я вижу ролики из Украины с насильственной мобилизацией, и те, и другие ролики не вызывают у меня разных эмоций. Они вызывают одинаковые эмоции отторжения, непринятия, озлобленности и так далее. Насильственная мобилизация – это апофеоз государственного принуждения. Потому что когда государство заставляет людей умирать за политический проект, который они не поддерживают, это буквально
не гипербола, не преувеличение. Это буквально рабство. И поэтому весь этот феномен насильственной мобилизации, это для меня что-то, что я просто об этом кричать хочу. Для такой позиции не надо быть либертарианцем. Для такой Её позиции... разделяют многие люди абсолютно других взглядов. Я очень рад. Так, окей. Вторая проблематика – это проблематика, связанная с землей, претензиями на землю. Кому должна принадлежать земля, чья она должна быть. Потому что в конечном счете это конфликт на земле о земле. Важным, может быть, важнейшей стороной этого конфликта является то, что этот конфликт демонстрирует очевидное противоречие в современной международно-правовой структуре, международно-правовой рамке. Противоречие между правом на самоопределение и принципом территориальной целостности. Дело в том, что конфликты о земле оказываются, по сути, неизбежными в такой рамке, потому что дают каждой стороне возможность думать, что она права, и возможность легитимизировать собственное насилие, обвиняя противоположную сторону в агрессии. То есть я сейчас даже не говорю о каких-то реальных мотивациях Владимира Путина. Да? Я больше склоняюсь к тому, что это про то, что человеку хочется оставить наследие, про то, что человеку хочется сделать что-то с последствиями того, что он считает величайшей геополитической катастрофой 20 века, распад Советского Союза. Просто какие-то личные моменты, он считает, что это там украинцы сами что-то решили, что-то сами они свое будущее определяют. Это как это? Это что это такое? Такого не должно быть. Я думаю, что вот такого рода мотивация более правдивая. Есть люди, которых я уважаю, которые считают, что это практическая рациональная реакция на экспансию НАТО. И очевидно совершенно, что западных политиков есть за что повинить. В начале 2000-х годов совершенно точно нужно было приложить усилия для того, чтобы Россия стала членом НАТО. Если вашими целями, конечно, было установить мир, укрепить мир, а не выбить больше финансирования для этого самого НАТО, для военно-индустриального комплекса и так далее. Видимо, они преследовали скорее вторые цели, чем первые. Но я все равно склоняюсь... Это может быть частью этого. Но я склоняюсь, что у человека более прозаичные идеи. Особенно вопрос с наследием. Вот это для меня такой прям центральный. Я уверен, что это для него очень важно. Хочется учебник истории. Да. Но даже не говоря об этом, понимаешь, в конечном счете нынешняя ситуация взрывоопасна. Именно потому, что подобного рода существует правовая рамка. И единственная возможность что-то с этим сделать, именно фундаментально, это установить, может быть, в этой правовой рамке, может быть, в иной правовой рамке. Я больше склоняюсь к тому, что нам нужна иная правовая рамка. Четкие права на землю. Для того, чтобы это противоречие не существовало. Нам это кому? Обществу, мировому сообществу в целом. Всему миру. Я говорю сейчас о фундаментальной проблеме. Значит, и правовые отношения, которые я описываю... Переведи, давай упростим. То есть что нужно сделать, чтобы такого не возникало? Смотри, Юр. Убрать все границы в мире? Это очень хороший вопрос. Как это? У меня есть мое решение. Я просто хочу сначала сопроводить его некой преамбулой, потому что мое решение радикально. Преамбула простая. Сначала нужно указать на то, что проблема есть, и чтобы все поняли, что она есть. Окей. И начать ее решать. Допустим, мы это признали. Проблема есть. Решение? В несколько, признаю, утопической картине мира, которая близка мне как человеку моих взглядов, вся земля на Земле возвращается, на Земле как на планете, возвращается в частные руки, и институт государства отмирает. Для меня это решение проблемы, но я вижу твой взгляд, и я вижу, что это утопично. Я не дурачок, я живу, понимаешь, в реальном мире. Просто на теоретическом уровне вот тебе, пожалуйста, решение. Ведь оно же никому не нравится. Оно же такое утопичное, оно же такое нереалистичное. Вот мир, в котором вот это все происходит, и такие конфликты, он очень реалистичный. Видимо, потому что людей бомбят, и люди погибают с обеих сторон прямо сейчас. Да, я понимаю. А твое решение, оно Я понимаю. Юр, да. Вам нравится жить в правовой системе, где в сам ее фундамент заложен рязанский сахар? Живите. Как было в Elder Scrolls, знаешь, живите в проклятом мире, который сами и создали. Правовая система, рязанский сахар, я туповато. Это противоречие, оно взрывоопасно. И это противоречие настолько серьезно, что оно приводит к подобным конфликтам. Рязанский сахар как метафора на взрывчатку. В основе этой правовой системы, буквально в основе, в фундаменте, в подвале этой правовой системы лежит рязанский сахар. Проблема серьезная. И я понимаю, что мое решение, оно вообще никоим образом не соответствует политической конъюнктуре в настоящий момент. И я говорю о ней просто мне важно сказать, что это решение. Никто, конечно, не посмотрит на него как на решение. Я это понимаю. Людям хочется, ладно, окей. Так. Я хочу сказать одну вещь о референдумах.
как о потенциальном способе решения этой проблемы. Многие люди, я, кстати, тоже такого придерживался чуть раньше, когда занимался политической деятельностью, что вот референдум, просто провести референдум. Вот проведем референдум, что люди хотят, правильно? Где они хотят жить? Пусть земля и будет принадлежать той юрисдикции, которую люди выберут. Либертарианцы не любят демократию. Не потому, что мы любим авторитарные страны или тоталитарные страны. Мы не любим демократию ровно по той же причине, по которой мы не любим эти государства, что это все государство. Потому что это тирания, просто тирания большинства. Я здесь Лиссандра Спунера вспоминаю, и для меня здесь классический аргумент, Юр, если меня грабит один человек на улице или 51% населения, Юр, мне однохуйственно, меня все равно грабят. И то же самое, если у нас есть какая-то юрисдикция, вернее, какая-то территория, где 51% людей проголосовал за то, что мы хотим жить в другой юрисдикции, у 49 возникает справедливый, с моей точки зрения, вопрос. А с какого такого рожна сам факт того, что вас просто больше, вот просто больше, а как это дает вам право забирать нас и наши земли вместе с вами в другую юрисдикцию? Поэтому, если мы ведем разговор о справедливости, как я ее вижу, Юр, и я понимаю, что мое понимание справедливости, оно, может быть, не соответствует большинству, я это признаю. Либертарианские взгляды не самые популярные в мире. Но я не о популярности думаю. Я думаю о том, что для меня является справедливым. И для меня референдум как инструмент может быть практически и политически полезным инструментом, да? Потому что может как-то решить проблему просто с точки зрения того, что конфликт может утихнуть. Но на уровне справедливости для меня это справедливым решением не является. Третья оптика. Третья проблемная область. И здесь пойдет, конечно, речь про российскую оппозицию. Это разговор о коллективной ответственности. Нация, народ, страна, общество, Россия, Украина, Панама, Аргентина, не знаю. Это все полезные понятия, важные понятия, которым точно есть место в языке. Но это понятия, которые нужно использовать с большой осторожностью. Я сам, кстати, не всегда это делаю. Это понятия, которые нужно использовать с большой осторожностью по той причине, что они описывают абстрактные сущности, которые не обладают волей. И если вы живете в таком мире, в котором вы эти понятия используете неосторожно, вы попадаете в такой очень интересный мир, в котором Россия напала на Украину. Или Соединенные Штаты помогли Украине. И тогда, конечно, если Россия на кого-то напала, то абсолютно логичным кажется и призывать наказывать всех, кто принадлежит к России, как политическому сообществу, как сущности. Потому что если Россия напала, то все, кто принадлежат к России, напали. Это одно и то же, такое определение понятия. Но это абсурд. Россия не может ни на кого напасть. Потому что Россия как понятие, как сущность, волей не обладает. Действия могут совершать только конкретные люди. Украина ничего не может сделать, Соединенные Штаты ничего не могут сделать, Россия ничего не может сделать. Могут сделать только конкретные люди. За конкретные поступки несут ответственность конкретные люди. И когда вы призываете наказать Россию как сторону, вы таким образом призываете наказать не только конкретных людей, которые должны понести наказание за ужасные вещи, которые они сделали, но и людей, которые никакого отношения к действиям этих людей не имеют. Так, понятно. Коллективная ответственность — отстой. Конечно. Российская оппозиция? Дело в том, что из этого спича очевидно следует, что я не поддерживаю идею о репарациях. Потому что это буквально это. Это гигантская несправедливость. И, соответственно, я не могу поддерживать российских политиков, которые призывают к этой идее. И, во-первых, меня удивляет, ты знаешь, почему эти люди продолжают называть себя российскими политиками, призывая собрать репарации с ни в чем не повинных людей в пользу другого государства. Российские политики, шо пиздец просто. Очень российские. И, понимаешь, я здесь не могу не вспомнить как пример, потому что это, я просто не смогу описать свои эмоции, даже матерным языком, который я испытал, когда я это услышал. Как пример, Майкл Наки. У него был эфир, по-моему, с Плющевым, и он прямым текстом говорит: вы будете налоги платить в российский бюджет, из бюджета будут платиться репарации, и ваше мнение, оно вообще никого интересовать не будет. Даже вашу маму или вашу жену, если она у вас есть. То есть ты понимаешь вот этот пафос, да? Ваня, русский Ваня, ты кто нахуй? Ты кто? Без тебя все решим. Ты 25 лет страдал под этим режимом, пострадаешь под нашим. Только ты в пример приводишь все-таки скорее политического блогера, а не политик. Они все политические акторы. Но Майкл Наки не политик. Он никогда не избирался и, по-моему, не собирается. Юр, но если... Он просто ведет блог, заметный большой блог в интернете. Смотри, мое определение политики, и ты можешь сказать, что это моя шиза, но мое определение политики
Тоталитарное. Тоталитарное определение политики. Я политический фундаменталист. Я считаю, что разделение на политиков и неполитиков — это искусственная история. Все мы политики. Может быть, в небольшом количестве измерений, но мы все. Потому что политика — это проблематика, которая возникает при решении проблем, возникающих при совместной жизни людей. И это может быть, кто сегодня мусор вынесет, а это может быть, как мы устанавливаем международную правовую рамку. В моей системе это все политика. Так. И другое, кстати, если говорить уже о политике, меня удивило то, что эти люди называют себя российскими политиками. Меня удивляет то, что эти люди называют себя российскими политиками очень часто. Майкл Наки не говорим про называется. Майкла Наки. Сейчас я не говорю про Майкла Наки. Насколько я могу ошибаться, поскольку... Сейчас конкретно без проблем. Без проблем. Да. В моем мире, в моем мире, с моей позиции, эта критика тоже к нему относится. Но мы сейчас говорим про людей, которые называют себя политиками. Хорошо? Так. Потому что я сейчас упомянул Конкретно. именно людей, которые называют себя. Конкретно. Но существует антивоенный комитет, там много людей, которые хотят реализовывать конкретные политические действия. И здесь уже они могут себя не называть политиками, но это они, знаешь, они в таком классическом понимании политической деятельностью занимаются. Это кто? Гарри Каспаров? Ну, ФБК. Сам говорит... Хорошо, ФБК. Говорят, ФБК не антивоенный комитет. Я это понимаю, разные организации. я понимаю, это разные организации, без проблем. Но я к тому, что вот тебе, пожалуйста, другой пример. Политический актор, явно. Говорят о репарациях ФБК постоянно. говорят об репарациях? Да, говорят, да. Ты уверен в этом? Да, я уверен, конечно, есть. Конечно. Конечно, есть. Полным-полно роликов, где там от каких-то людей, которые там юмористические программы записывают, что типа Санкт-Петербург поможет Мариуполю. Жду не дождусь репарациями и так далее. То есть от там типа Албуров говорит, Милов говорит или Милов имеет прямое отношение. Жданов говорит, Волков говорит. Они все, То есть без проблем. Если ты хочешь, чтобы та критика, которую я сейчас произношу, имела прямое отношение только к людям, которые называют себя политиками, я для разговора готов согласиться. Я с тобой не соглашусь на фундаментальном уровне, потому что я считаю, что даже политический блогинг — это политическая активность, и это все равно политика. И у этих людей, понимаешь, если ты спросишь у Майкла Наки, хотелось бы ему поучаствовать в том, чтобы в России изменилась власть, и хотел бы он повлиять на формирование новых институтов, конечно, он это уже делает тем, что формирует этот дискурс. Поэтому в моем мире он политик. Но если ему не хочется так себя называть, то без проблем. В любом случае. Это понял. Репарации. Ты, значит... Я просто последнее скажу, потому что я удивляюсь, что они себя называют политиками, Юр. Делая такие тейки, гиганты, политической мысли просто, отцы русской демократии, делая политические тейки такого рода, они реально еще надеются на то, что они вообще когда-либо власть в России получат. Как в твоем представлении должно было бы быть будущее после того, как война закончится? Ну, смотри, во-первых... Допустим, она заканчивается, да. И когда-то власть становится более демократичной. Испытывает ли есть ли какая-то ответственность на тех, кто придет к власти, и на России как государстве за то, что в Украине огромное количество домов, уничтожено большое количество территорий, и материального ущерба принесено людям? Смотри, Юр, чуть-чуть перед этим. Что нужно сделать сейчас, во-первых? Чтобы война остановилась вообще, что-то с этим. Что нужно сделать? Уходим из мира либертарианских влажных мечт и просто в наш мир, который более реалистичен. Прекращение огня, во-первых. Так. Прямо сейчас. И я смотрю на это именно, опять же, через ту же самую рамку прав и свобод, индивидуальных прав и свобод. Если мы прекратим войну прямо сейчас, то индивидуальные права и свободы хотя бы в настоящий момент перестанут нарушаться. Несправедливо ли в каком-то смысле это по отношению к людям, права которых были нарушены, земли которых были отняты, имущество которых было отнято, жизни которых были поломаны и так далее. Несправедливо ли это по отношению к такого рода людям? Кстати, и в России такие есть, там мирные жители, которые страдают с украинской стороны. Да, несправедливо, если никак это не решать. И это то, о чем нужно помнить во время переговоров. Не просто, это об этом нужно как помнить. Решать? Егор, очень абстрактно. Еще раз. Смотри. Прекращение огня, это я услышал. Дальше. Первое, о чем нужно помнить, это то, что решение этой проблемы должно быть таким, что оно не задевает ни в чем невиновных людей. Это первая рамка, с которой мы должны начать. Конкретнее. Мы, те люди, которые не имеют никакого отношения к этой непосредственной войне, простые жители России, которые платят налоги, не потому что они горят желанием поддерживать Путина, а потому что это делается из-под угрозы насилия, которые никак не спонсируют эту армию, исходя из собственного желания, которые не заключают контракты добровольно, потому что если ты идешь на эту войну, заключая добровольный контракт, ты, конечно, несешь прямую ответственность такую же за эту войну. Да. Есть люди, и это должен решать суд, очевидно, которые имеют прямую ответственность за эту войну, отдавали приказы. Какой суд? Я думаю, что для России, конечно, для будущего России как страны, если мы говорим о приходе новой власти, то для России, для будущего страны было бы хорошо, чтобы это сделал российский суд. Так. Но политически я не уверен, что это возможно. И поэтому, скорее всего, будет что-то по типу Нюрнбергского процесса.
Политически просто это невозможно, это ни в каком из миров невозможно, что российскому же суду, даже при новой власти, дают судить российских преступников. Еще раз. Прекращение огня. Что дальше? Прекращение огня, после этого наступают переговоры. Так. И в этих переговорах, во-первых, основной частью этих переговоров должно быть установление конкретных лиц, несущих конкретную ответственность за конкретные действия. То есть нужно описать эти конкретные действия. Кто несет прямую ответственность. А дальше, конечно... Кто определяет эту ответственность? Кто? Что это за суд делает? Я думаю, что это будет решаться на международной арене, конечно. Это будет решаться, это будет международный орган. Еще раз, я говорю, что международный орган будет решать, еще раз, прекращение огня, дай бог, оно случится. Но Путин никуда не денется. Вот, Путин здесь. Кто будет решать, когда как-то договорились с Путиным, кто будет решать, принимать решение по ответственности людей, которые войну начали? Так дело в том, что это вот как бы мне хотелось реалистично, чтобы все закончилось. Если ты меня спрашиваешь, как все реально закончится, конечно, ни в какое прекращение огня я не верю абсолютно. Нет, Юр. Даже после прихода Трампа? Я тебе, может быть, так скажем. Я тебе опишу вот такую рамку, да, через которую я именно предсказания условные делаю. И могут измениться составляющие этой рамки. Например, Трамп — это составляющая этой рамки. Но фундаментально мы сейчас существуем в системе, при которой каждая сторона уверена, что она права, потому что у нее есть к чему апеллировать в этой международно-правовой рамке. Каждая сторона верит, что она может победить. И, соответственно, в конечном счете, у кого просто получится вытащить, у какого стационарного бандита получится больше вытащить ресурсов из населения. Получится вытащить больше ресурсов у Путина из российского населения, из северокорейского населения, из иранского населения. Победит Путин. Получится это сделать у Зеленского, который в политической сфере проявил себя как потрясающий политик, который, понимаешь, и может ресурсы собирать из украинского населения, из западного населения тоже. Получится у него собрать больше ресурсов. Ты не веришь в прекращение огня? Даже вот в 2025 году с приходом Трампа освоится. А как же обещание Трампа, что война закончится через пару дней после моего прихода? Смотри. Я считаю, что прекращение огня возможно, вернее, не так. Я считаю, что окончание войны возможно, если в этой же самой рамке окажется, что какая-то из сторон очень сильно пересилилась. Если, например, Трамп действительно остановит финансирование Украине по полной программе, то, еще раз, это та же самая рамка, которую я описал. Окажется, что у Путина просто, в относительном выражении, значительно больше ресурсов. И в этом случае, понимаешь, он будет в позиции того, кто решает, что дальше делать. Но ты думаешь, что не закончится? Никто не знает, что он будет делать. Трамп приходит сейчас и говорит о том, что мы заканчиваем войну, все по полной программе, мы заканчиваем, Америка first и все дела, а потом назначает кабинет, в котором полным-полно неоконов, которые вот просто люди из того же лагеря, который, поддерживает вот... Неокомы? Неоконов, неоконсерватор. У людей, которые... Ты если Твиттер почитаешь сейчас такой, именно со стороны America first, там очень большое разочарование в том, именно каких конкретно людей он назначил. Поэтому никто не знает. Но еще раз, вот смотри, я считаю, что если мы... Вот смотри, вот логика такая. Я тебе описал идеальное решение проблемы через мою либертарианскую плоскость, практику. Нереалистично, не буду с тобой спорить, это мои мечты, условно, да? Я тебе описал реалистичное решение, то есть лежащее как бы в рамках возможного. Это прекращение огня, начало переговоров. Да. И что, мне кажется, на самом деле будет? Это третья позиция. А что на самом деле будет? На самом деле будет просто перетягивание каната между двумя сторонами, которые выкачивают ресурсы из двух лагерей. Из российского, иранского и северокорейского населения, условно, и западное население, украинское население. То есть война в стадии 24 года будет продолжаться и дальше? Пока у какой-то из сторон, и может быть и в 25-м, 26-м, никто не знает, пока у какой-то из сторон не окажется серьезного перевеса по ресурсам, или пока не окажется, что каждая из сторон понимает, что победа невозможна, потому что сейчас каждая сторона еще верит, что она может победить. И тогда, если это случится, то может просто произойти, знаешь, как просто демаркационная линия, как активный конфликт замороженный. У меня нету, именно с точки зрения предсказаний, мысли о том, что этот конфликт заканчивается чем-то хорошим, понимаешь? Чем-то приемлемым. Мы пишем это интервью в те дни, когда Такер Карлсон в Москве. Как ты относишься к Такеру Карлсону? Такер... У меня к нему отношение двойственное, именно исходя из моей собственной идентичности. Потому что когда Такер делает контент про Россию, это стыдно. Это стыдно. Когда он начинает рассказывать, вы посмотрите, какая дешевая еда в магазине. Вы посмотрите, пожалуйста, на среднюю зарплату, и все у вас станет ясно. Но он же этого не делает. Он говорит, хлеб, свежий хлеб. Вопрос, почему он этого не делает? Хороший вопрос. Я не знаю, могу ли я предполагать. И понятное дело, что у людей, которые, у людей, которые с демократической стороны, со стороны демократической партии, да, или мейнстрим-медиа, они считают, что он куплен просто Путиным и так далее. Я не знаю, и есть объяснение такое, что, может быть, у него есть такое настолько сильное отвержение к мейнстримно сложившемуся
не знаю, ну, к мейнстриму, короче, в медиа и в политике, что у него есть внутренняя тенденция просто выбирать любой контент, который противоречит ему. И ему хочется говорить о России позитивно, потому что в мейнстриме принято говорить о ней. Ну, то есть в любом случае чесать против ветра. Чесать против ветра, да, то есть есть такое объяснение. Ну, кто-то считает, что да, он как бы куплен Путиным, я, знаешь, свечку не держал, я не знаю. Раз мы начали обсуждать оппозицию, и для тебя ключевой вопрос для них то, что многие из них за репарации. Прекратился огонь, Путин остается, понятно, никаких репараций нет. Предположим, что власть становится более демократичной. Или с Путиным что-то происходит, его свергает, и Россия совсем реформируется как государство. Оно встает на гораздо более демократические рельсы. Как Россия должна себя вести по части Украины и того ущерба, который предыдущая власть нанесла государству-соседу? Очевидным, по идее, ответом здесь является, нужно забрать имущество у этих самых конкретных людей, которые несут конкретную ответственность, и передать в пользу конкретных людей. Ведь это же тоже интересно. Передаваться это будет не конкретным людям, Юра. Это будет передаваться государству Украина. В моем мире государство Украина не является жертвой этого конфликта. Жертвой этого конфликта являются конкретные украинцы, конкретные люди, конкретная земля, которая была от них отнята, конкретные люди, у которых понесли конкретные ранения, у которых было отнято конкретное имущество. Люди. Понимаешь? Люди конкретные. Я тебя понимаю, но государство Украины как собственник огромного количества предприятий, и просто инфраструктура там пострадала тоже. Юр, у меня нету сочувствия государству, любому, как институту. Это институт, который, на мой взгляд, фундаментально нарушает основные права людей. Но я не могу ему сочувствовать. Хорошо. В моем мире он не является линия легитимным. электропередач пострадала. Это значит, что кто пострадал? Завод пострадал, который что-нибудь производит, или ТЭЦ пострадали, или ГЭС пострадал. Это кто пострадал тогда? Люди или государство, или те, кому оно принадлежало? Эти деньги должны возвращаться конкретным людям. Эти люди могут дальше решать. Вот за Каховскую ГЭС кому должны люди возвращаться? Это вопрос собственности, нужно определять, потому что у кого... Государству, допустим, оно государство принадлежит. Это уже, понимаешь, как я могу... Деньги передаются стационарному бандиту. Те вопросы, которые ты задаешь, я рад, что ты их задаешь. Потому что они вытаскивают меня из мира абстракции в мир практики реальной. Я рад, что ты это делаешь. Это правильно. И крутиться в мире постоянной абстракции, да, когда ты пытаешься реализовать что-то в реальном мире, это проблематично, потому что ты сталкиваешься с реальной жизнью. И в реальной жизни все сложнее, потому что переплетены вот эти вот все моменты. И если, знаешь, вот супер такой теоретический ответ на этот вопрос, либертарианский, будет такой: надо отследить конкретно у кого эта ТЭЦ условно была отнята государством много-много лет назад, условно, да, и вот передать им. Но боюсь, она государством была построена. Понятно, да. То есть вопрос вообще государственной собственности. Что на это скажут либертарианцы? Здесь как-то каким-то образом нужно, понимаешь, решать, с кого конкретно были собраны эти налоги и так далее. То есть, видишь, непрактично, Юр. Более чем. Непрактично. Но теоретически, тем не менее, соответствует тем принципам справедливости, в которые я верю. Такой интересный момент. Я сейчас просто, разговаривая с тобой, я вспоминаю некоторые моменты из прошлого. И я помню, что иногда мне вот это говорили, что типа ты слишком про теорию, ты типа непрактичный, вот у тебя нет никакой практики в том, что ты говоришь, тебе нужно типа жизнь познать, или просто там решения твои должны быть какие-то более практичными. Понимаешь, я смотрю на... Давай только зафиксируем меня точно. Я слово «жизнь познать» не имел в виду, не проговаривал и даже не имел в виду. Понимаю. Да. Но я просто на это смотрю вот с какой стороны, Юра. Любого рода переговоры по любому вопросу, особенно такому серьезному, где речь идет в конечном счете о каком-то практическом решении, на них нужно приходить с четким пониманием того, что ты считаешь справедливым или нет. И для того, чтобы понять, что ты считаешь справедливым или нет, об этом нужно сначала подумать, а потом для себя это четко сформулировать. Тот факт, что в ходе этих переговоров потенциальных, да, украинской стороны с какой-то непонятно откуда взявшейся, но тем не менее условно, возможно, взявшейся справедливой российской власти, при этих переговорах, понятное дело, поскольку это будет практическое решение, ни одна из сторон не уйдет полностью удовлетворенной. Это нормально, это естественно. Но мне кажется, что четко нужно помнить о том, что нам кажется справедливым, а что нам не кажется справедливым. Какие у нас есть красные линии те самые. И что для нас настолько очевидно является чем-то абсолютно невозможным, что на это мы никогда не согласимся. И для меня вопрос репараций, он для меня является чем-то очень глубоко и что-то вот прям больно попадающим в меня, потому что это пример, всего лишь пример
феномена, с которым я борюсь, боролся в течение всей своей политической активности. Несправедливо. Коллективная ответственность. В который раз тебя спрашиваю, а как справедливо в твоем представлении? Коротко, насколько возможно, объясни. В моем, смотри, нужно, во-первых, выявить конкретных людей, которым был нанесен конкретный урон. Можно начать с этого. Вопрос, кому принадлежит государство и как распределять, потому что, возможно, практическим решением здесь будет... Делаем список конкретных домов в Харьковской, Херсонской и других областях, которые пострадали. Смотри, Юр, дальше. Я просто вернусь к твоему вопросу про... конечно, сейчас это продолжу, про электростанции. Ты меня спросил просто про это. Возможно, практическим решением данной проблемы, хотя и не будет прям идеально справедливым, практическим будет распределить какую-то часть денег, которые были забраны, ресурсов с виновной стороны, среди людей, которые непосредственно пострадали от конкретно от того, что исчезла эта электростанция. То есть не в бюджет государства, а просто понять, кому эти... Электростанцию надо строить. Страдают от нее все, кто рядом живут, из-за того, что они недополучают электричество. Но строить ее не люди. Не инженер, учитель, медик, который живет и недополучает электричество, должен строить электростанцию. Они не надо им строить, но они будут сами решать, что делать с этими деньгами, которые достанутся им, правильно? Они же могут добровольно решить скинуться и строить эту электростанцию. Не вместе, а найти какую-то компанию для того, чтобы она это делала. Люди после войны, пережив это, вот этим будут заниматься. Юр, я не считаю справедливым, еще раз, что деньги, которые причитаются конкретным людям, этими деньгами будет распоряжаться какой-то другой субъект. Для тебя вот эти люди и украинское государство, это просто они прям рядышком друг с другом. В моем мире они в разных вселенных существуют. Подожди, я так не говорил. Я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, и я не отвергаю все о том, чем ты говоришь сразу. При том, что это звучит безумно наивно, непрактично и все остальное. Я слышу, на чем это основано. То, что у людей конкретные дома ракетами, бомбами и всем остальным разнесли, и им можно дать денег, чтобы они это починили, это рабочая схема. Короткая и уберегает, и она обходит огромный бюрократический аппарат, исключает вариант коррупции и все остальное. Или снижает вариант коррупции. Супер! Но она не работает просто с теми вещами, которые еще Россия разнесла как государство. Она разнесла огромное количество объектов инфраструктуры, которые принадлежали государству, обслуживались государством, просто ответственно за них государство. Юр, мне бы не хотелось, чтобы государство ими продолжало владеть, и чтобы это производилось частной индустрией на добровольной основе. Юр, это я понимаешь... ты понимаешь, Юр, что мы сейчас... Смотри, нет, я уважаю твою позицию. Это называется государственный реализм. Ты даже не можешь придумать для себя ситуацию, при которой эти вещи, которые могут спокойно реализовываться рынком, и это уже происходит в других странах. Смотри, логика. Подожди. Я уважаю позицию твою, то, что она у тебя есть, безусловно. Ты можешь, ты имеешь право на любое мнение такое. Но я же про другое. Как мы здесь оказались? Российская оппозиция, ты ее раскритиковал за репарации, сказал, что так делать нельзя. Я спросил, как можно? Ты стал предлагать вариант абсолютно нереалистичный. И за это, собственно, я цепляюсь и говорю, Егор, мы говорим про конкретную ситуацию. Как это в теории может работать, поговорим как-нибудь потом. У нас и так многочасовое сейчас интервью из-за того, что тебе есть что рассказать много, кроме этого. Я цепляюсь за конкретные вещи. У тебя конкретная претензия к оппозиции, и я тебе говорю, как ты это видишь конкретно, и ты дальше уходишь в неконкретное. Нет? Смотри, и я это уже с самого начала сказал. Мы вернулись к электростанциям, теперь вернемся назад. Я считаю, что очень четко нужно понимать, что ты считаешь справедливым, а что нет. Но практическое решение будет реализовываться в ходе переговоров. И мы до конца не знаем, какое оно будет. Возможных решений миллионы. И ни одно из них не будет соответствовать моему идеальному миру. Потому что, Юр, мой идеальный мир, я его уже описал. В нем этих агентов как таковых нет. Поэтому... То есть ты не готов предлагать конкретные решения, ты готов только предлагать... Я готов предлагать красные линии. Те вещи, которые для меня кажутся абсолютно несправедливостью. Что-то, что для меня... Какие? Например, репарации. Это несправедливость. Но мой вопрос, как тогда должен решаться вопрос с пострадавшими людьми, объектами недвижимости, инфраструктуры и все остальное? Наиболее очевидным шагом здесь кажется изымать имущество у людей, которые несут прямую ответственность. Кто несет представленную прямую ответственность? Уникальную и прямую ответственность несет Владимир Путин. Очевидно, что есть его ближайший круг, и нужно устанавливать, кто принимал конкретные решения. Да? Люди, которые подписывали контракты, шли воевать в Украину. Несут ответственность. То есть у них надо изымать имущество. Ты знаешь, как я сейчас смотрю на тебя глазами человека, которому дом расхерачили где-нибудь в Украине. Ага. Конечно, да. Конечно, да. Подожди, эти люди, которые служили на контракте до 2022 года в России, которые были контрактными сотрудниками российской армии, у них тоже надо... Люди, которые пошли воевать,
понимаешь? Они, ну, тут же вот тоже интересный момент. Когда разговор заходит об ответственности, о вине и так далее, это же, ну, это спектр, правильно? И в моем мире те люди, которые вообще просто никаких действий не совершали и, блин, платят налоги под угрозой насилия, это что-то, что, ну, это очевидно, там нету никакой ответственности. Но дальше начинается, понимаешь, и есть вот Владимир Путин условный, да? А дальше это спектр. Ну, это понятно, что это спектр, потому что кто-то, например, ну, типа, вот, например, ты на условную войну пошел под угрозой насилия, как, ну, ты, например, знаешь, что если ты не пойдешь на войну... Призывник. Да, условно, ты пошел под угрозой насилия, но при этом ты потом пошел и, не знаю, своровал стиральную машину. Ну, это ты явно сделал не под угрозой насилия. Это ты сделал по собственному выбору. Понимаешь? То есть за что-то ты несешь ответственность, за что-то в меньшей степени. Я сейчас очень рад, что я... Последнюю просто вещь скажу сейчас в этом маленьком разговоре. Я очень рад, что я сейчас не занимаюсь непосредственно политикой, потому что я могу и идеалистические решения предлагать, и звучать, как сказать, обдуманно, потому что я могу сказать, что это спектр. От политиков обычно требуют решений. Вот таких или вот таких. Но вот так или вот так не бывает справедливо, с моей точки зрения, понимаешь? Не бывает. И все, в конечном счете, должно вот лежать, ну вот как-то, все должно обсуждаться, все должно обсуждаться. Что ты в целом за эти 2 недели про российскую оппозицию подумал? Какое у тебя ощущение они вызвали? На фундаментальном уровне, как ни странно, я не увидел никаких отличий, потому что все также срутся друг с другом. Как в Америке? Как было, когда я был российской оппозицией. Все также срутся друг с другом, вернее. Все предполагают, знаешь, самую худшую мотивацию у противоположной стороны. Что противоположная сторона всегда мотивирована какими-то самыми плохими желаниями. Понимаешь, идея вообще об объединении оппозиции, она может быть и не самая правильная в том смысле, что, ну, это тоже конкуренция, правильно? И конкуренция в вот этом, на политическом пространстве, даже если вы все находитесь в оппозиции конкретно Владимиру Путину, это тоже неплохо. Но эта конкуренция, она иногда заходит в ту сферу, где вы буквально бомбите друг друга, понимаешь? Вы не помогаете друг другу расти за счет конкуренции, а вы буквально топите друг друга. И в такой ситуации возникает вопрос... Вот, например, если бы я был Владимиром Путиным, я бы задал вопрос, а как же я? Ну, условно, ну, что мне надо делать вообще? Они друг друга скушают сами. Зачем мне вообще что-то делать? И вот это превращается, понимаешь, вот эти споры в Твиттере. Вот раньше это были споры в Фейсбуке, часто споры в Твиттере, которые никто не читает, которые в России вообще никому не интересны. И при этом все они после падения Путина, вот когда мы придем к власти, ты думаешь, ребят, ну, серьезно? Во-первых, с такими тейками, возвращаясь к тому, что я сказал до этого, а во-вторых, ну, есть хоть какое-то понимание о реальном пути, учитывая, что, ну, мы понимаем, вряд ли будут танки НАТО в Москве, и вряд ли власть в России поменяется из-за того, что будет установлено внешнее управление, которое дарует нам российских оппозиционных политиков в виде там, президентов, премьер-министров и так далее. Я не вижу вообще никакого реального плана, да? И это все сложно. Я это критикую, но это все сложно. Зная, ну, побывав там долгое время, это сложно. И понятное дело, что требовать от них какой-то прям типа пошаговую стратегию, как вы планируете свергать Путина, но это тоже глупо. Но можно не совершать каких-то действий, которые стреляют вам в ногу. И чисто политически, Юр, политически, идея о репарациях убийственная для любого российского политика. Потому что если ты понимаешь, что ты не придешь в результате внешнего управления, и у людей, которые сейчас остались в России, будет хоть какая-то возможность влиять на то, кого они выбирают, да, после Путина условного, будут ли они голосовать за людей, за политиков, которые прямым текстом призывают сейчас к тому, чтобы с них собирать дань в пользу другого государства? Ну, будут ли они за них голосовать? Сомневаюсь. Концепция Навального была доходами от нефти и газа делиться на восстановление Украины. Нефть и газ не принадлежит российскому государству. Нефть и газ должна быть возвращена в частные руки, Юр. Понимаешь, в частные руки. В частные руки кого? Это отличный вопрос именно с точки зрения организации... Новая приватизация. Понимаешь, я даже это слово не хочу использовать, просто потому что у людей возникают моментально такие ассоциации в голове, да, с 90-ми годами. Но эти залоговые аукционы, они, понятное дело, что они были абсолютно поддельными, проведены по договоренностям, которые были до этого. Это не является честным процессом. И мы можем посмотреть на примеры других стран, да, из Восточной Европы, каждая из которых была несколько отличающаяся, но тем не менее другая модель приватизации. Честная приватизация, ты имеешь в виду? Или относительно справедливая? Да. По поводу твоего предложения. Но ты же понимаешь,
ты говоришь, что российские политики, которые каким-то образом говорят про репарации, они не будут избраны в России никогда. Но ты же понимаешь, что политик, который предлагает у контрактников, воевавших на стороне России, забирать имущество, тоже не будет избран никогда. В настоящий момент я не планирую заниматься политикой в России. Но такая позиция, ты понимаешь, что она тоже политически вряд ли приведет к победе на выборах? Я понимаю, что это политически невыгодная для каких-то частей населения, это невыгодная позиция. То есть в твоем представлении остальные, те, кто физически не воевал, они норм к этому это отнесутся? эмпирический вопрос. Могут норм отнестись, могут нет. В конечном счете, я лично, когда все это здесь говорю, я стартую от того, что я считаю правильным. Я не стартую от того, что происходит, от взглядов, которые есть в обществе. Но ты я вижу, то, что... ты просто предъявил как одну из претензий, что раз вы так говорите, вы никогда не будете избраны. И я задал тебе вопрос. А вот твое предложение, предполагало бы, что ты был бы избран? Юр, что оно не встретило бы такой же... В передовых Соединенных Штатах либертарианство как идеология, где, можно сказать, она зародилась, не пользуется потрясающей популярностью. Я понимаю отлично, что если бы я хотел быть сейчас политиком в России или политиком в будущем России, мне бы между таким количеством струек бы пришлось сейчас ходить. О таких вещах думать. Может быть, даже на интервью с тобой не соглашаться, потому что я знаю, что ты какие-то мне неудобные вопросы задашь. Но я не занимаюсь политикой в России. И я говорю о том, что я считаю правильным. И, кстати, Юр, еще раз, может быть, я об этом подумаю еще 2 недели, встречусь с какими-то другими людьми, которые более, какие-то убедительные аргументы сформулируют, да, и поменяю свою позицию. Просто вот конкретно этот вопрос мне сложно представить, что я поменяю свою позицию. Я об этом думал значительно дольше, чем, например, о той же проблеме абортов. Вот. Но это тоже возможно. В любом случае, понимаешь, я чувствую себя значительно свободнее сейчас, Юр, говоря с тобой. Потому что я не претендую и не хочу претендовать на политическую власть в Российской Федерации. Для меня сейчас это в прошлом. Вот и все. И я тебе говорю, что я думаю. И я не боюсь того, что моя позиция может выглядеть необдуманно. Потому что в каких-то вещах она действительно необдуманна, потому что я буквально не обдумывал ее столько, сколько, наверное, требовалось для того, чтобы идти с программным интервью к Юрию Дудю, понимаешь? Ты меня фиксируешь сейчас в той позиции, в которой я нахожусь. Это мое искреннее настроение в настоящий момент. Больше ничего я тебе дать не могу. Как ты относился к Алексею Навальному? Абсолютно. Это гигантский уровень храбрости, стойкости, юмора. Всегда на все смотрел с юмором. Очень серьезно относился к своей политической деятельности. Очень ее защищал. То есть он был политическим игроком. Не был дурачком совершенно точно. Он был одним из самых, именно в политическом смысле, одним из самых, наверное, умных политиков в России. Навальному гигантски благодарен за то, что он начал новую волну вообще оппозиционной активности в России. И я пришел в результате этой волны. То есть Навальный проводил конкурс, видеоблогеров тогда в свое время, и я создал канал. Это было для меня прямым вдохновением. То есть гигантская благодарность ему за это. Я очень рад, что я успел поговорить с ним лично и сказать ему эти вещи лично. И поблагодарить его. Я не всегда соглашался с ним в каких-то вопросах, но, видимо, у меня, понимаешь, на моей судьбе написано никогда не быть удобным ни для кого, понимаешь? Я никогда ни для кого не был удобным, и даже для Навального. Но, конечно, это абсолютно гигантское уважение и благодарность. Единственная вещь, которая меня смутила в самом конце, это то, что Навальный вернулся. На мой взгляд, это был политический просчет, причем чисто политический просчет. Потому что, хотя я, например, лично для себя решил то, что я не мог бы быть эффективным из-за границы, я думаю, что Навальный был бы куда более эффективным из-за границы, чем из тюрьмы. Почему? Потому что над тобой имеют абсолютную власть люди, которые управляют этой тюрьмой. Ты им единственное, что ты можешь делать, это иногда выпускать тексты какие-то. Ты не можешь записать видео, например, что очень важно. Очень важно смотреть людям в глаза, когда ты что-то делаешь, даже через экран, чтобы их по-настоящему вдохновлять. И мне кажется, что это был просчет. И он действительно не оказался, на мой взгляд, политически эффективным из тюрьмы. Как бы ты видел его деятельность из-за границы? Он мог Учитывая, что слово, сказанное им с территории России, тем более из тюрьмы, оно имеет другой вес, чем слово, сказанное из безопасного места. Дело в том, что политическая деятельность, она не только про создание смыслов. Она еще про коллективные действия, которые ты можешь организовать, и про, например, те же самые расследования. И то, и другое у Навального получалось сделать так, как ни у кого больше не получалось.
И, конечно, ФБК продолжал выпускать расследования и продолжает, но если посмотреть, какой уровень там, внимания к ним, это совершенно другое. Навальный мог бы продолжить заниматься хотя бы этими вещами. Наверное. Да? Какое коллективное действие за границей? Я согласен, то есть это сложно. И ты очень правильный вопрос задаешь. Я, например, про себя не понял, какие бы я смог делать коллективные действия. Может быть, он бы понял, потому что у него совершенно другая структура, другой уровень, да, другие ресурсы. И, может быть, он бы смог. Я тебе так могу сказать. Я не знаю, на что он опирался, когда он приехал в страну. Я бы этого не сделал, но я это могу только про себя сказать. Это было храбро, конечно. Это было храбро, конечно. Но в итоге произошло, понимаешь, вот ровно то, чего все боялись. И какой это произвело итог, Юр? Именно эффект на общество российское. Недостаточный, чтобы это было заметно. Очевидно, что, конечно, есть российская власть, которая стала значительно более тоталитарной, более злобной, более подготовленной. Но факт остается фактом. Политическая борьба, она вот такая, понимаешь, шахматы очень часто двигаются шахматные фигурки двигаются на шахматной доске. И случилась такая ситуация, при которой, на мой взгляд, его смерть, которая в какой-то иной ситуации произвела бы какой-то немыслимый эффект, она в итоге привела к тому, к чему она привела, то есть ни к чему. И то, что сейчас происходит с ФБК, то, что сейчас происходит с оппозицией, вот это... оппозиция осиротела просто сейчас. Российская оппозиция осиротела без Навального. Потому что он, конечно, был абсолютным лидером, в этом никаких сомнений нет. И, может быть, ты знаешь, мои 2 недели мне как-то соврали, но я чувствую, что настроение просто вот в среде людей, просто простых людей, которые причисляют себя к оппозиционным взглядам, у меня есть ощущение, что, знаешь, вот просто есть какое-то такое накопившееся ощущение глубокой разочарованности во всем этом. И никаких новых игроков не появляется, и все друг с другом срутся, и как-то все вот, знаешь, как-то увядает, как будто вдалеке от страны, от России. А у Владимира Владимировича, кстати, я забыл назвать другую причину, почему он напал на Украину. Для того, чтобы укрепить власть в стране. Маленькая победоносная война, как ему казалось маленькая, как ему казалось победоносная. Но если смотреть на это с точки зрения чисто внутренних процессов, идеально, все идеально. Полностью зачистил поляну, все контролирует, никого из оппозиции внутри страны нет, никакого влияния ни у кого из оппозиции, кто вот за границей, на то, что происходит в стране, нет. Вот так. Чувствуешь ли ты свою ответственность за то, что оппозиция в таком состоянии? Мне кажется, безответственно было бы продолжать свою деятельность, зная, что, во-первых, я не могу быть полностью открыт из-за того, что у меня семья там осталась. А во-вторых, зная, что я не верю в эффективность своей собственной деятельности. Безответственно было бы следовать за вот этими меркантильными целями, которые в моем бы случае были бы чисто для меня исключительно меркантильными. Потому что я знал, что понимаешь, вот я представил, как я пишу сценарий какого-то очередного ролика, где я говорю, что Путин уйдет через 2 месяца, понимаешь, и я понимаю, что я... Так а почему именно такой сценарий писать? Почему ты вторгаешься в авторские права Владимира Милова? У меня был ролик, который буквально назывался «Путин уйдет через 2 месяца». То есть вы с ним в этом смысле да. интеллектуальные союзники? Абсолютно, да. Я думаю, что я в том возрасте был интеллектуальным союзником Владимира Милова в настоящий момент. И в общем, я понял, что, еще раз, для себя, я понял, что я не смогу верить в свою эффективность, и будет безответственно, понимаешь, кричать, что, ребята, нет, все, фигачим, и вообще все хорошо, и у меня есть идеи, и у меня есть вера, и у меня есть будущее, я знаю, что Россия поменяется, и все. То есть, вести себя, как, знаешь, такой политик и так далее. Чувствуя, что внутри этого нет. Это было бы безответственно. Это сейчас ни в коем случае не принуждение к вине, это просто сейчас, это точно будет в комментариях, это возникнет вопрос у людей, поэтому я тебе его транслирую. Кто-то скажет, но ведь это разочарованность, апатия, которая воцарилась в оппозиции, и то, что не появляется новой политики, оно случилось же и при твоем участии тоже. Потому что, есть люди, которые ведут сейчас очень странно и очень много вопросов к ним, но это люди, так или иначе, они жили в России до последнего. Они рисковали своим здоровьем, бизнесом, свободой, всем остальным. И только уже когда совсем было в самые опасные времена, они продолжали свою политическую деятельность словом, высказываться, все остальное, вокруг них происходили вещи, которых не пугали. И они это делали. Да, сейчас они находятся в таком состоянии.
А есть ты, который замолчал. Да, я ни в коем случае не... я надеюсь, люди, которые будут задать этот вопрос, они как бы не обесценивают те угрозы, которые были для тебя. Это абсолютно как бы напряжная, пугающая все-таки штука. Но вот есть ты, который взял, замолчал и просто свернул свою деятельность очень быстро. Разве ты частично не виноват в том, что российская оппозиция в таком положении и там нет новых имен? Я не совсем понял, как это создает вину во мне. За счет чего? Участие. Вина — плохое слово, оно дискредитировано. Что это в том числе из-за тебя. В том числе из-за меня не появляется кто-то новый? В том числе она стала слабее. Потому что человек, на которого было возложено такое количество авансов, который делал такие громкие заявления, с которым мы ассоциировали политик нового типа из совсем со всех молодых, он взял и резко сдал назад. Я этого не говорю, но кто-то скажет, всего лишь после того, как ему надавали один раз в репу. Еще раз, я этого не говорю. Я понимаю. Но кто-то скажет. Я понимаю. И есть люди, которые, кстати, из российской оппозиции, скажем так, в широком смысле, которые мне говорили такого рода вещи. Вот. Я транслирую и их вопрос, и вопрос, который будет точно у других. То же самое, что я говорил про Навального, в том смысле, что я не думаю, что он бы был эффективен из тюрьмы, да? Я понял, что я не был бы эффективен из тюрьмы. А также я понял, что я, наверное, не был бы эффективен с того света. И все. То есть, и дальше возникает вопрос, то есть, какой смысл? Смысл какой? Заниматься... Я в своем последнем посте написал, да, в этом, который мы оставили в 2021 году. Политической деятельностью имеет смысл заниматься только тогда, любой деятельностью, имеет смысл заниматься тогда, когда в этом есть смысл. Храбрость — это правильно и круто, но тогда, когда в ней есть смысл. Понимаешь, Юр, я когда говорил, чем страшнее мое будущее, тем шире улыбка, с которой я смотрю в его сторону, это было релевантно моменту, потому что я знал, что... Я ощущал, что момент другой. Я ощущал, что я смогу пройти через тюрьму. Я ощущал тогда, что я выйду из нее. Я ощущал тогда, может быть, наивно, что я выйду вообще из нее раньше, чем мой срок, потому что молодежь просыпается, страна просыпается, и ситуация меняется. И мы Путина свергнем. И мне даже не нужно беспокоиться об армии. Потому что я знаю, что мы Путина свергнем еще до того, как меня в армию призовут. Понимаешь? Это, может быть, была какая-то детская наивность или ошибка, или что-то еще. Но для меня тогда была другая атмосфера и другая ситуация. Я в этой ситуации чувствовал, что я мог бы быть эффективным из тюрьмы, как минимум потому, что я думал, что я из нее выйду. И, как я сказал, даже раньше. В этот момент, когда я там оказался, это не просто то, что я получил эти угрозы, да? Это еще вся ситуация, то, что Навального отравили, особой реакции общества нету. Это то, что, это основная ситуация. Это основная причина. Изменение резкой политической ситуации в стране. Ты вдруг понял, что ты в куда большем меньшинстве и одиночестве, чем тебе казалось раньше. Кто-то скажет, все, что ты говоришь, похоже на то, что ты просто оказался недостаточно смелым для того, чтобы заниматься политикой. Что ты ответишь людям, которые так подумают? Я не считаю, что слабоумие и отвага — это подходящая политическая стратегия. Слабоумие, потому что помимо того, что нужно быть отважным, твой риск должен иметь смысл просто. Он должен к чему-то приводить эффективному. Я отлично понимаю эти вопросы, я вряд ли пытаюсь переубедить людей, которые так думают. У всех может быть у всех разное понимание того, что правильный риск, а что неправильный. Я объясняю, почему в тот момент я принял такое решение. Я принял его тогда потому, что я понял, что я не смогу быть эффективен в этой борьбе. А дальше возникает у тебя выбор. Если ты не можешь быть эффективен в этой борьбе, то, может быть, тогда имеет смысл выбрать другой путь, заняться другими вещами. Потому что это будет храбро, это будет отчаянно, но бессмысленно. Бессмысленно. Я не думаю, что у людей могут возникнуть какие-то сомнения относительно моей храбрости, когда я верю, что я борюсь за что-то эффективное, и у меня есть явный шанс. Я весь свой путь тогда, я искренне ожидал реальный срок. И я вместо того, чтобы, понимаешь, просить не знаю, прощения на последнем заседании, я выдал политическую речь. Потому что я знал, что это момент для этого. И в конечном счете тогда я повел себя правильно, понимая тогда тот момент, как я его понимал. В 2020 году мы оказались в новой ситуации. И новая ситуация изменила эти переменные в этом размышлении.
И я пришел к другому выводу, что храбрость в настоящий момент ради храбрости — это бессмысленно. И понимаешь, ну еще раз, мне максимально некомфортно, особенно в нынешней ситуации, даже несмотря на то, что мне именно с точки зрения политической деятельности глубоко все равно, что обо мне скажут в России, именно потому что я там не занимаюсь политикой, да. Но мне даже сейчас некомфортно критиковать Навального. Но хотя бы доля вот этого, мне кажется, в его возвращении была. Храбрость ради храбрости. И мне кажется, что это не было рациональное решение. В процессе ресерча мы наткнулись на фотографию, что ты здесь конгресс республиканцев университета или клуб республиканцев университета. Что это было? Смотри, в почти каждом университете здесь есть такая молодежная организация республиканцев. То есть здесь это называется College Republicans. А демократов есть? Здесь, кстати, нет. Но здесь есть демократические социалисты. То есть здесь есть организация социалистов, но нет организации демократов на этом кампусе. Но организация республиканцев есть. The College Republicans at Syracuse University. Ну, смотри, у меня есть мысли о том, чтобы строить здесь политическую карьеру. Мои взгляды либертарианские. Но здесь ты должен выбирать одну из партий для того, чтобы расти политически. Понимаешь, так сложилось в двухпартийной системе, что тебе приходится выбирать. И я выбрал республиканскую партию, потому что в ней есть такие люди, как, например, Рэнд Пол, или это сенатор от штата Кентукки, или Рон Пол, который долгое время был конгрессменом. Рон Пол — это икона либертарианского движения в Америке. То есть республиканская партия — это такая биг-тент-партия, да, в которой могут быть люди и не самых близких нам взглядов, так и люди, которые буквально называют себя либертарианцами. То есть в республиканской партии есть место для таких людей, как я. И поэтому я знал, что если я хочу здесь начинать карьеру, это должен быть пункт, через который я должен пройти. Я вступил, прямым текстом говорил, что да, вот, ребят, я типа либертарианец, то есть я не Christian nationalist, то есть я не там христианский националист, не фашист, ничего нет, то есть я вообще как-то вот за менее сильную роль государства и так далее. Но они меня приняли, и в итоге я очень быстро дорос до члена исполнительного комитета, то есть я сидел под президентом, можно сказать. Вот, и то есть, это руководящая позиция. Впечатления у меня интересные, потому что, из-за того, что действительно в партии есть большое количество разных взглядов и столкновения разных взглядов, здесь тоже в этой организации тоже было довольно большое столкновение разных взглядов. Что ты имеешь в виду? Смотри, даже если мы говорим в целом про республиканскую партию, есть люди, как вот тот же самый Рон Пол, да, который в свое время, когда баллотировался в президенты, по-моему, это была в Южной Каролине на дебатах в консервативной Южной Каролине выступал за легализацию героина. Потому что, ребята, это свобода. Я против героина, я против того, чтобы его принимать, но это свобода людей на личный выбор, понимаешь? Это Рон Пол. А с другой стороны, есть люди по типу Джей Ди Вэнс. Джей Ди Вэнс — это вот вице-президент Трампа, которых принято называть Big Government Conservative, или Nanny State Conservative, или вот Christian Nationalist. То есть это люди, которые считают, что государство должно быть использовано для того, чтобы навязывать обществу христианскую мораль. Они не считают, что минимальное государство — это естественная цель для республиканцев. Они считают, что для республиканцев естественная цель — это использовать механизмы государственного принуждения для того, чтобы делать американское общество таким, каким им хочется. Не левым, а условно правым, в культурном смысле. То есть, например, налог на бездетность. У тебя нет детей, повышаем налоги для того, чтобы вы детей рожали. Или там полный запрет не только на нелегальную миграцию, но нередко и на легальную миграцию. Просто потому что мы американцы, кровь и почва, они не знают эту культуру, они никогда не смогут ассимилироваться и так далее. Вот. То есть использование механизмов государства для того, чтобы навязывать свою политику. Близкий к фашистскому подходу. Это очень близкий к фашистскому подходу. И вот это то, что мне максимально не близко. И это тоже есть в партии. Много ли в вашем клубе таких было? Молодых ребят? Были такие. Прям правых-правых? Прям были такие ребята. Были ребята где-то большинство ребят были где-то условно между мной, таким либертарианцем, свободный рыночек, при этом свободная социальная сфера в том смысле, что мы разрешаем людям в культурном плане себя реализовывать, как они хотят, и самовыражаться и так далее. Вот. А вот между мной и между чуваками, которые буквально... Знаешь, это типа «я фашист», wink-wink, но wink-wink — это типа просто, чтобы, соблюсти приличия. А в общем, понятно, что они действительно себя так идентифицируют. Подавляющее большинство людей где-то в центре, где-то вот между этими позициями. И борьба на самом деле, кстати, если говорить про администрацию Трампа, борьба идет между двумя вот этими позициями внутри администрации его. Потому что, с одной стороны, есть, люди... Башни Трампа. Башни Трампа, буквально. Потому что, с одной стороны, есть как раз Джей Ди Вэнс, который вот представляет вот эту позицию. Давай, какие это башни? То есть... Это башня больше националистов христианских? Христианские националисты, консерваторы. Мы используем государство. Они прям Стивен Миллер, например, другой чувак есть тоже такой лысый. Так, против них?
Вивек Рамасвами или Илон Маск. Вивек, он был одним из кандидатов в президенты, потом снялся, политически очень хорошо себя выстроил так, чтобы понравиться Трампу и вступить в его ближайший круг, но он прям буквально, он цитирует Мизеса, цитирует Хайека, он знает либертарианскую теорию, и он значительно ближе к моей позиции. И причем он спорит с Джей Ди Венсом, с которым они вместе учились в Еле, в одном классе. Они хорошие друзья. У Джей Ди Венса сына зовут Вивек. Ощущение такое, что, буквально вот. Но при этом политически они очень сильно отличаются друг от друга. И когда, например, они дают интервью, они часто упоминают друг друга как вот это самое название, как персонализацию противоположной башни, с которой они, знаешь, так респектабельно не соглашаются. Ты республиканец. Я, пока не член партии, но я идентифицирую себя с республиканцами, да. Максимально коротко. Почему? Потому что людям с моими политическими взглядами есть место в республиканской партии. Людям с моими политическими взглядами нет места в демократической партии. Максимально коротко. Как ты относишься к Трампу? Смотри, на этих выборах я бы голосовал за Трампа. Может быть, в каком-то смысле я бы скорее голосовал против Камалы, потому что это прям плохо со всех сторон. А что хуже, Камала или Байден? Это буквально одно и то же. Так, окей. Это буквально одно и то же. Вдруг ты как-то разделяла. Да. У Трампа есть вещи, которые я поддерживаю, которые я не поддерживаю. Вещи, которые я поддерживаю, это первая вещь. Это те люди, которыми он себя окружил. Вернее, часть этого круга. В этом круге есть Илон Маск и есть Вивек Рамасвами. Это люди, которые близки моим взглядам и которые сейчас принимают активное участие в том, чтобы создать рекомендации для американского правительства, которые должны, по идее, привести к уменьшению роли государства в жизни американского общества, в экономике и в иных сторонах. Они хотят уменьшить регуляции, привести к тому, чтобы меньше было вот этих самых насильственных правил, за счет которых государство увеличивает издержки для бизнеса и иного способа вещи навязывает обществу. Они хотят привести в конечном счете к уменьшению расходов американского государства, что, по идее, должно, во-первых, просто снизить вероятность фискального кризиса, что просто будет ужасом для мировой экономики. Потому что американские бонды и так далее играют гигантскую роль в настоящем, к сожалению, финансовой системе мира. А во-вторых, к снижению налогов. И для меня вот это очень важно. Трамп выступал, кстати, на конференции либертарианской партии. То есть он думает об этом. И для меня это очень важно, то, что предпринимаются конкретные меры. И вторая история — это то, что это его международная политика, по крайней мере, если следовать именно, во-первых, если изучать его первый срок, и, во-вторых, если смотреть на то, о чем он говорит. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду уменьшение вообще роли Америки в мире как мирового полицейского. В Израиле он будет уменьшать роль Америки в качестве полицейского? Почти наверняка нет, что нехорошо, что очень нехорошо. Почти наверняка нет, это правда. Только она бы тоже этого не сделала, она бы тоже не уменьшила. То есть, ты знаешь, это же в Саус-парке была серия «Гигантская клизма и сэндвич с дерьмом». Они так называли кандидатов, вот там буквально один против другого баллотируется. Это значит, такое у них отношение к кандидатам на выборах. Потому что здесь ты вынужден из-за двухпартийной системы выбирать меньшее из зол. Вот это то, что мне в нем больше нравится. Да? И причем очень важно, почему. Я думаю, в первую очередь, кстати, хорошо. В первую очередь я думаю о том, что любая война такого рода, она приводит к тому, что это гигантское количество нарушений прав и свобод человека, смертей по всему миру и так далее. И WikiLeaks про это нам, в общем, очень много рассказала, о том, что американская армия делает по миру. Но другая вещь — это то, что когда происходят войны, американское государство растет. И специальные интересы вокруг этого государства растут. И военно-промышленный комплекс начинает расти, понимаешь? И государство увеличивается, и ради национального... Происходит 9/11, какой у нас ответ? Patriot Act. Мы начинаем нарушать по полной программе права и свободы американцев здесь, о чем нам Сноуден рассказал, да? Вот и так далее. То есть военка, она еще плоха, потому что война и рост военки — это плохо, потому что это приводит к отвратительным последствиям внутри страны. Что мне не понравилось и не нравится в Трампе? Первое — это тарифы. Ты не встретишь вообще ни одного экономиста в мире просто почти, которые будут поддерживать тарифы. Потому что тарифы — это увеличение напрямую просто, это снижение предложения импортной продукции, то есть увеличение цен для потребителей. Либо, если речь идет об иностранных комплектующих, речь идет об увеличении издержек и тоже уменьшение предложения, тоже увеличение цен. А что он сделал с тарифами? Трамп призывал на протяжении всей своей избирательной кампании и до сих пор призывает к введению гигантских тарифов. Он говорит о том, что ввести 10% тариф, например, на всю иностранную продукцию. Сейчас он говорит о том, что нужно ввести тарифы дополнительные на Канаду, по-моему, и на Мексику. Потом он хочет ввести гигантские тарифы на Китай, который является одним из основных торговых партнеров Соединенных Штатов, что конкретно просто будет бить по кошельку просто обычного рядового бедного американца.
единственные люди, которые выигрывают от тарифов, это индустрии, которые оказываются защищены от иностранной конкуренции. То есть работники там и владельцы фирм там. Потому что теперь они могут продать больше по более высокой цене. Вот такая вот часть. Все. Тарифы. Это тарифы. А вторая часть – это миграция. Я абсолютно точно считаю, что люди, которые не хотят ассоциироваться с мигрантами, должны иметь право не пускать на свою частную собственность мигрантов, если они не хотят их обслуживать в своих бизнесах без проблем, не хотят их нанимать без проблем и так далее. Но люди, которые хотят это делать, им такое право должно быть доступно. Если я хочу, чтобы мигрант, не знаю, снимал квартиру, вернее, в доме, которым я владею, или чтобы он работал на моей фирме, на моем предприятии, или чтобы он покупал продукцию в моем магазине, у этих людей, которые хотят ассоциироваться с мигрантами, такое право должно быть. И, на мой взгляд, политика закрытых границ, которую Трамп проводит и будет проводить, на мой взгляд, это нарушение прав вот этих американцев. Не говоря уже о том, что у самих мигрантов есть право ассоциироваться с людьми на территории Америки, с которыми им хочется ассоциироваться. Очевидно, что я при этом выступаю за полную отмену любых выплат мигрантам со стороны американского налогоплательщика. То есть никакой помощи с жильем, никакой помощи с образованием, ни с чем. И тогда сюда будут приезжать люди, на мой взгляд, которые не просто готовы работать и помогать с точки зрения труда, да, американской экономики, но и ассимилироваться. Я считаю, что как бы в моем мире вот это более подходящий вариант. Трамп проходит просто про то, что... Как ты реагировал на его тейк в дебатах про едят домашних питомцев в Спрингфилде? Не существует информации, которая подтверждает это. И есть ощущение, что он просто услышал это по Fox News в тот же день и просто произнес это во время дебатов, и все. Тебе не показалось, что он дал такого же Путина, который повторяет за телевизором? Да. Что ты думаешь о политической карьере Илона Маска? Ты знаешь, Маск — это тоже интересный момент, и здесь можно в целом сказать про роль капиталистов в капиталистическом обществе. Часто можно услышать, что в либертарианских разговорах между либертарианцами вот такого рода фразу: главные враги капитализма — это капиталисты. Потому что капиталисты всегда используют всевозможные инструменты для того, чтобы увеличить собственную прибыль. И Маск в этом смысле не то чтобы является каким-то супербольшим исключением. Тесла довольно много субсидировалась американским государством. Может быть, не Тесла, но точно SpaceX точно субсидировалась американским государством и так далее. Поэтому, когда американское государство помогает Илону Маску, он, в общем, не всегда против того, чтобы взять эту подачку. Но, тем не менее, в настоящий момент кажется, что у него есть искреннее желание добиться того, чтобы американское государство стало более, efficient. Да? Они же вместе с Рамасвами, с Вивеком, они работают в так называемом Department of Government Efficiency, DOGE. Вот. И посмотрим, что из этого выйдет. Если в конечном счете окажется, что действительно в результате их деятельности снизилось количество регуляций, снизились налоги, снизились расходы, я, отвечая на твой вопрос, буду воспринимать его политическую деятельность как положительную. Пока мы здесь, главным человеком в НАСА был предложен бизнесмен, который был космическим туристом, знакомый Маска. Угу. Он был космическим туристом и в целом его хороший знакомый. SpaceX очень много работает с НАСА, и в целом он должен работать с местным Роскосмосом, которым НАСА является. Маск, очевидно, влияет на Трампа сейчас. Это назначение разве не конфликт интересов? Да. Да, конфликт интересов, да. Ну да, Юр. Ну ты так на меня смотришь, как будто я сейчас должен, знаешь, как типичный российский либерал начать защищать американское государство. Братан, они все такие. Просто где-то этого меньше, где-то этого больше. Не, меня не удивляет, что Америка страна, которая делает много сомнительных вещей. И, по-моему, у нас много этому посвящено и выпусков, и разговоров, и всего остального. Нет, мы не живем в мире розовых единорогов, обернутых в американский флаг. Просто почему ты про это не вспомнил, когда про Маска говорил? Так я же вспомнил про подачки. Я же сказал тебе про субсидии со стороны государства. Ты сейчас молодец, что ты привел пример. Вот это идеально ложится в первую часть моего ответа про Маска. Просто меня, как стороннего человека, не специалиста, это прям напрягло. Юр, а когда он назначает послом во Францию отца жены своей дочки? Ну, я просто к тому, что он его, во-первых, помиловал в конце своего первого срока, вот этого дядю, который отец мужа жены, отец мужа дочки. Вот. А сейчас он его назначает. Как ты отнесся к тому, что Байден помиловал своего сына? Вот это все ровно в то же... Я вообще не зря сейчас вспомнил про помилование. Это все в той же самой логике, понимаешь? Причем люди, которые честные люди с левой стороны, они тоже говорят, что это ужас.
Причем, смотри, тут вот какой момент есть. Но это надо чуть-чуть внутрь уходить, вся эта история. Те вещи, за которые его судят, да, это не те вещи, я не помню прям все обвинения, но многие из этих вещей, это не те вещи, которые в моей картине мира вообще являются преступлением. Тот факт, что он помиловал конкретно своего сына, но не помиловал тысячи людей, которые были посажены по похожим преступлениям в результате законов, которые буквально были продавлены им в качестве сенатора, ну это говорит обо всем вообще. Это говорит обо всем. Ты бы в такой ситуации помиловал своего сына? Я, понимаешь, может быть, не могу ответить на этот вопрос, потому что у меня нет сына, и, может быть, у меня каких-то изменений в голове не произошло вместе с этим и так далее. Я не могу сказать, вот да, даже в такой ситуации я, поскольку отец, я не могу себе этого представить, у меня нет сына. Но в настоящий момент, осознавая вот себя как человека, который вот сейчас существует, 100% нет. 100% нет. Я наткнулся на гипотезу, и просто в качестве размышления. Если у человека нет милосердия к собственному ребенку, откуда оно возьмется к многомиллионному народу? Как ты к ней относишься? Я увидел это в комментариях где обсуждалось то, что он помиловал сына. Проблема в том, что милосердие к своему собственному ребенку вступает в конфликт с милосердием по отношению ко всему народу в данной ситуации. Потому что ты таким образом, используя инструмент государства, ты в очередной раз ты участвуешь в коррупции. Ты участвуешь, по сути, инструмент насилия, инструмент государства, потому что любой инструмент государства — это инструмент насилия, для того, чтобы навязать всему обществу вот этот факт, то, что теперь он помилован. Это конфликт, который, слушай, ты знаешь, мне кажется, что этот конфликт решается на уровне твоих личных ценностей. И для меня, например, в данном смысле ценностью основной было бы не милосердие, а последовательность. Я не могу не просто говорить, что я верю в какие-то вещи, а реально верить в эти вещи, а потом делать что-то другое. Я так не умею. Я физически так не умею. Я очень плохо вру, например. Вот я с этим столкнулся здесь, когда, например, я был в этом республиканском клубе, и я общался с людьми, и понимал, что в какие-то моменты мне, например, выгоднее звучать более правоконсервативно, например, да, чем я являюсь на самом деле. У меня не получалось это делать убедительно, я даже на самом деле и не пытался особо. Как-то у меня возникала мысль, попробуй вот сейчас, ради прикола даже хотя бы. Ситуация low stakes, тут ничего нет, просто скажи что угодно. Мне не получается врать. Не выходит. У меня какой-то есть вот этот, я не знаю, может, это что-то от юношества от моего все еще идет. Но какой-то просто кто-то изнутри стучит, понимаешь, и говорит, что нет, нужно говорить то, во что ты веришь, то, что ты считаешь справедливым. И поэтому здесь я отвечаю тебе на вопрос, я знаю, как что-то может звучать нереалистично или непрактично. Но мне пофиг, Я говорю, что думаю, и все. Пока мы ездили, ты сказал, что Сиракьюз — это довольно депрессивный город с точки зрения, если смотреть на него статистически. Да. Что ты имел в виду? Да. Например, здесь, по-моему, прямо они на первом месте находятся по уровню бедности среди городов с населением выше 100 тысяч человек среди детей. То есть здесь очень высокая бедность среди детей. Здесь очень высокий уровень концентрированной бедности среди меньшинств. То есть среди латиносов, афроамериканцев и так далее, да. То есть здесь просто это связано с такой, депрессивной историей в смысле производства, да, то есть промышленности. Потому что город изначально здесь зародился, и основным производством в первые десятилетия этого города основным производством было солепроизводство, то есть здесь соль производилась. И город от этого получил свой никнейм The Salt City, то есть соляной город, солевой город. Не путать Salt Lake City, которое официальное название. Это просто никнейм. В другом штате. Вот. Потом это сошло на нет, но приходила другая промышленность. Что тут только не производили. Тут производили автомобильные фары, тут производили пишущие машинки, тут производили кондиционеры. И, в общем, где-то в середине 20 века город прям дошел до своего пика и с точки зрения экономического развития, и с точки зрения популяции. То есть, по-моему, 220 тысяч было человек здесь. И потом, вторая половина 20 века, начало 21-го, промышленность уходит по тем или иным причинам, и город начинает плавно-плавно увядать. То есть университет все еще есть, то есть какие-то есть, знаешь, штуки, которые поддерживают. И университет, по-моему, является одним из основных, если не главным работодателем в городе. Вот. Но действительно такая депрессивная обстановка начинается, и убыль населения. И сейчас здесь живет меньше 150 тысяч человек. То есть народ уезжает? Народ уезжает, и естественная убыль тоже есть. Как в наших городах провинциальных? Да. Вот, то есть это, к слову, например, в Нью-Йорке, да, живет 8,5 миллионов человек. Смотри, как считают, агломерация, не агломерация. Здесь всего лишь 150 тысяч. И это 5-й город по населению в штате. Твоя цель — карьера в американской политике. Да. Как ты это видишь? Смотри, я подался на политическое убежище. Это, наверное, одна из вещей, которые я забыл сказать во время описания своего пути здесь.
Я подался на политическое убежище, и поскольку я подался на убежище, у меня есть возможность, если мне его дадут, я думаю, что мне его дадут, учитывая мой кейс, после этого через какое-то время податься на грин-карту. После гринки я получаю гражданство, и дальше есть некоторый перечень политических должностей, например, член Палаты представителей, которые становятся для меня доступны по прошествии какого-то времени. Я думаю о разных возможных путях. То есть, может быть, я в итоге решусь на создание, например, блога на YouTube на английском, и это будет одним из таких моих шагов, которые я буду предпринимать для этого. И поскольку общество двигается Конечно, звучит как-то очень странно. Общество двигается и так далее. Но это правда, то, что вес в политике начинают приобретать голоса, которые не имеют кабинетов под собой или за собой, и которые не сидят в кабинетах. И поэтому не обязательно думать, что моя политическая карьера начнется вот именно в тот момент, когда я прям вот именно обязательно займу какую-то должность. Да? Можно влиять на политический процесс, существуя без портфельчика, что называется. Но окончательно, то есть, но совершенно точно на моем пути я для себя вижу в идеальном мире через много десятилетий, потому что это долгий путь, я для себя вижу членство в Палате представителей. Да. Соединенных Штатов Америки, да. Гражданство, я получаю гражданство, после этого я получаю. Смотри, значит, про президентство ты не говоришь, потому что ты не имеешь на него права, поскольку ты не от рождения гражданин. В Конгресс ты можешь попасть через 7 лет после получения паспорта. Паспорт ты можешь получить сколько? Через 5 лет? По-моему, через 5 лет после получения грин-карты, да. Так от грин-карты тебе еще тоже год-два, не меньше. Ну, то есть для меня это все это, то, что ты говоришь, это все очень длинный срок. Дело в том, что для меня это не является чем-то страшным, потому что я изначально предполагаю, что построение политической карьеры здесь — это долгая история. И я, кстати, я говорил, да, то, что я сейчас ищу работу. Смотри, я так могу сказать. Вот я не думаю о том, что я обязательно должен войти в политическую жизнь через политику уже. Многие республиканцы входят в политический мир через частный сектор. Через бизнес. Они становятся Маском и строят бизнес и вперед. Абсолютно. И поэтому, ты знаешь, Ир, как-то я в целом скажу, может быть, когда выпустился из университета, и, может быть, после того, как я еще как-то год последний подышал каким-то таким более свободным воздухом, воздух, конечно, не полностью свободный, потому что все еще государство, но более свободным воздухом, я понял, что я начинаю выплывать, в принципе. Я начинаю выплывать вот из этого ощущения, в которое я попал, войдя в свою паузу. Я начал выплывать, и я начал понимать, что, ты знаешь, я сейчас в том моменте истории, когда герой пересобирает себя, когда он находит какие-то внутренние силы, и он все еще в океане, и его спасательный круг все еще сдувается, и он все еще не видит острова, но он находит какой-то внутренний компас внутри себя, понимаешь, и ебашит. Я отношусь сейчас к тому, что со мной происходит. И мне так нравится это делать, Юр. Я отношусь к тому, что со мной сейчас происходит, как к приключению, братан, к авантюре. К авантюре. Моя жизнь — это авантюра, понимаешь? И другое еще то, что я чувствую, что моя фортуна начинает просыпаться, понимаешь? Потому что моя фортуна — это дева с биполярным расстройством. И иногда она такую хуйню творит, что последние волосы из головы выпадают. Но... Так, дева — это знак зодиака? Нет, просто фортуна, женщина, дева. Фортуна. Вот. Ты слово дева используешь как девушка. Это терминология Высшей школы экономики, 19-й год. Окей. Там почему-то как-то пошло оттуда. Мы женщин называем девами, я не знаю. И девушек тоже называем девами. Это как-то оттуда и как-то засело. Вот. Но несмотря на то, что она с биполярным расстройством, вернее, наоборот, как демонстрация этого, я недавно еду на своем скрипящем велосипеде, про который я вчера упоминал, в местную пятерочку купить себе курочки по акции. И тут я вижу сообщение, понимаешь, от Юры Дудя. What the fuck? Чё вообще? Типа, братан, как я вчера сказал, ты буквально сейчас берешь интервью у человека, который, вот посмотри на мои кеды, да, за $9. Посмотри на мою куртку, которую я там несколько лет не менял. Посмотри на тот факт, что я, блядь, буквально на еде экономлю, понимаешь? И вот я сижу перед тобой. И поэтому я сначала подумал, то есть мне ничего, кроме своего диплома в настоящий момент, показать особо людям-то нечего. И хочу ли я показывать себя людям вот в таком виде? Но потом на меня снизошло такое... Во-первых, я вспомнил, что я отношусь к жизни как к авантюре. И на меня снизошло такое ощущение, которое идеально описывается вот этим роликом с Димоном.
с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Еще до того, как он стал железным Димоном. Помнишь, где он такой: кто бы что ни говорил, мне похуй. Так или иначе, мне похуй. Что бы там ни писали, мне похуй. И так далее. Я просто подумал, что когда такая хуйня происходит, нужно, как Джим Керри, говорить «да» и все. И вот я думаю, что за счет такого рода штук в итоге, а у меня такие вещи постоянно происходят, понимаешь? За счет такого рода штук я в итоге окажусь ровно там, где я хочу оказаться. В палате представителей. Давайте представить. Ты про волосы упомянул. Ты переживаешь из-за того, что лысеешь? Я просто знаю, как мой папа выглядит. Мой папа, ты можешь его фотографию пустить без проблем сейчас. Он не лысый, и лысым я никогда не буду. Но вот эти, как бы, такие залысинки по бокам, это что-то, что я держу в голове, и я буду предпринимать какие-то меры для этого, предпринимаю уже меры для этого, посмотрим. Ну, то есть, все очень, то есть, ну типа, там, миноксидил втираю и так далее. И вот, но это, ну да. А пересадка? Пересадка... Вроде же доступная очень часто. Есть вероятность того, что... Ну, смотри, у меня пока все, нормально. Надо просто это делать, нам надо это успевать делать. Потому что я просто вспомнил, что мне 26 лет, и папа мой начал лысеть, он не лысый, но лысеть, да, как процесс, где-то в этом же возрасте. Вот. И я, в общем, надо хватать быка за рога, пока, до того, пока это все началось, надо этим вопросом заниматься. Это, слушай, братан, я тут недавно был, значит, на вот этой самой программе, которую я, по-моему, упоминал. Вот я ездил в Алабаму, в институт Мизеса образовательный. И там подавляющее большинство людей, это, знаешь, типа андерграды, 18-19 лет. И у меня чувак спрашивает, типа, сколько тебе лет? А мне здесь вообще обычно дают 21 максимум. Потому что я особо не изменился за последнее время, там, с того момента, с того момента, как я сейчас из публичной жизни. Я говорю, мне 26. А мне еще тогда исполнилось прям 26. Это был, на следующий день после моего дня рождения. Вот. И он такой, о, ты старый. И знаешь, это было не сказано с гиперболой, с иронией в голосе. А просто, как факт? о, ты старый, окей. Я подумал, да, новый этап в жизни начался. Ну и что, знаешь, надо на это смотреть тоже с улыбкой. А то можно повеситься вообще, если на такие вещи все реагируют. Нужно с улыбкой ко всему относиться, и все. Что тебе в Штатах не нравится больше всего? Ты знаешь, я могу на самом деле говорить про какие-то конкретные штуки. Именно вот там, знаешь, там, например, не знаю, вот тоже про законы зонирования говорить могу. Или могу говорить про Федеральную резервную систему, которая, конечно, должна быть ликвидирована. Центральный банк — это один из самых вообще ужасных, одно из самых ужасных изобретений человечества просто. И так далее, и так далее. Про такие штуки могу говорить. Но мне кажется, что фундаментальной проблемой является двухпартийная система. Это основная проблема Америки в настоящий момент. Потому что должны в представительной власти быть представлены разные голоса. Но система, которая существует в Америке, она так устроена, это так называемая система first past the post. То есть это система, при которой человек, который набирает большинство голосов в округе, становится, попадает в Конгресс. И при такой системе у тебя не может сложиться больше, чем две партии. Потому что у тебя на каждых локальных выборах у тебя, по сути, только о двух кандидатах идет гонка. Потому что если тебе, например, хотелось бы проголосовать за кого-то третьего, ты понимаешь, что если ты проголосуешь за кого-то третьего, ты просто поможешь чуваку, который тебе больше всего не нравится. Такое умное голосование. Спойлер. По-другому, да. Буквально. И поэтому формируются только две партии. И тут в Америке только, как это получается, 400 там сколько с лишним, сколько в Конгрессе человек, 435. Вот. Такое количество локальных рейсов. Идеальная система, на мой взгляд, это пропорциональное представительство. Например, вот представь, какой результат может быть у системы, которую я сейчас описываю. В Великобритании на последних выборах в парламент что-то типа 14-15% набрала партия Reform, так называемая партия Reform UK. Найджел Фараж, ее лидер. 14%. Но они при этом получили всего лишь 5 мандатов. Потому что их поддержка размазана по стране, она не сконцентрирована в конкретных местах достаточно, чтобы победило большее количество людей. Это приводит к тому, что приводит. Почему в Америке двухпартийная система? В Америке Это же очевидно, что, смотри, условно, я избиратель. От республиканцев мне нравятся их рыночные истории, от демократов мне нравятся их социальные истории. Почему у меня нет возможности проголосовать за даму или за джентльмена, или за партию, которые это совмещают? Потому что... Я точно не единственный, у кого такой запрос. Ты сейчас описал такое мягкое либертарианство, на самом деле. В Америке есть либертарианская партия. И можно сказать... неважно какая, либертарианская или какая-то другая. Почему ее нет?
Она есть, просто она очень слабая, и она Почему слабая, она почему не за может- нее никто не голосует. Почему? Как раз потому, что люди, которые должны менять эту систему, они отвечают за контроль над этой системой. Для того, чтобы в Америке изменилась избирательная система, за это изменение должен проголосовать Конгресс. То есть буквально люди, которые являются самыми непосредственными выгодополучателями существующей системы. Вот и все. Опять же, Примерно так же, почему никто не может победить Путина на выборах? Потому что Путин никого на них не допускает. это очень связанная вещь, да. То есть просто очень похоже. это похожая вещь с точки зрения, понимаешь, опять же, я не знаю, сколько раз слово либертарианство повторится за все это интервью, но у меня нету проблемы с тем, чтобы сравнивать Америку с Россией, потому что для меня это и то, и другое — это стационарный бандит на фундаментальном уровне. То есть это организация-паразит, это государство. Конечно, государства отличаются между собой, насколько интенсивно они и насколько там, в какое количество прав они, не знаю, насколько сильно их принуждение, можно так сказать, по отношению к правам человека и так далее. Но на фундаментальном уровне отличия нет, потому что каждая организация, каждое государство существует за счет налогов, что мы считаем грабежом и фундаментальным нарушением прав человека. И государство навязывает свою волю через насилие обществу. Но опять же, просто оно может как бы больше прав нарушать, может меньше прав нарушать. Но фундаментальная проблема в этом. И плюс, и как бы еще, даже пропорциональная система, она для меня будет некоторым таким предельным, то есть там marginal изменением, потому что, опять же, это все равно все еще государство, да, то есть это все равно не моя идеальная система. Но на практическом уровне я знаю, что моя партия будет представлена, условно, моя идеальная партия, будет хотя бы представлена в парламенте, да, и будет иметь возможность влиять на какой-то результат именно при пропорциональной системе. В нынешней системе где-то вот могут появляться люди типа Рэнда Пола или Рона Пола, вот, просто потому что там в Кентукки, например, просто такая культура, что они будут голосуют за таких людей. Или вот Рон Пол конкретно смог там, в Техасе достаточному количеству людей объяснить, да, свою философию, вот конкретно в своем дистрикте. Но чтобы на уровне партии это было, потому что они все равно аутсайдеры. Подавляющее большинство людей в республиканской партии не либертарианцы. Да? Для того, чтобы на уровне партии была представлена та идеология, которая мне близка, с практической точки зрения я, конечно, бы поддерживал пропорциональную систему. И ничего не поменяется в ближайшее время? Ничего не поменяется. Двухпартийная система останется? Не в ближайшее время, никогда ничего не поменяется. Это... Очень коротко. Что такое либертарианство? Кто-то скажет, что либертарианство — это политическая философия, кто-то скажет, что это идеология, кто-то скажет, что это правовая доктрина и так далее. Я свое либертарианство вывожу из 3 основных признаков. Почему я не говорю про либертарианство в целом? Потому что то же самое, как будто ты спросишь про ты спросишь у либертарианцев, что такое либертарианство, спросишь у 10, получишь 13 ответов. Это, известная история. Я вывожу это из 3 принципов. Первый принцип — это принцип самопринадлежности. Мы считаем, что люди принадлежат сами себе. Мы не считаем, что один человек может владеть другим, и мы также считаем, что это абсолютный бред считать, что каждый человек подвластен всему коллективу человечества в целом. Это бред. Каждый человек владеет полностью собственностью на свое собственное тело. Принцип индивидуализм. Принцип самопринадлежности. Второй — это принцип частной собственности. Мы считаем, что люди имеют право присваивать ничейную землю, преобразуя ее, ничейную собственность, вернее, не обязательно землю, а преобразуя ее каким-то образом за счет своего труда, а также имеют право обмениваться различными формами собственности. Там деньги на товары, товары на товары, бартер, да, и так далее. Так. Частная собственность. То есть мы считаем, что это право существует, что оно легитимно и абсолютно. И третье — это принцип неагрессии, так называемый non-aggression principle. То есть про него можно встретить очень много мемов, напчик, NAP. Мы считаем, что агрессивное насилие против неагрессоров должно быть запрещено, или нелегитимно. Почему мы подчеркиваем неагрессоров? Именно потому, что мы считаем, что насилие против агрессоров легитимно. Либертарианство — это не пацифизм. Мы выступаем за самооборону. Вот это 3 основных признака или принципа. Из этих 3 принципов выводятся как раз те самые вещи, о которых люди обычно думают, если они думают о либертарианстве. Есть ли в мире страны, где либертарианство случилось? Нет. Чтобы оно случилось, у тебя единственные вообще функции, которые должны быть у государства, если государство все-таки продолжает существовать, да, это исключительно обеспечение безопасности. Мы можем посмотреть на Америку где-то до гражданской войны. Она была схожа во многом. Это Дикий Запад? Это не только Дикий Запад. Америка преимущественно... Вообще Дикий Запад, он на то и дикий, в том смысле, что это была не большая часть страны. Это была свободная банковская эра. Долгое время не было центрального банка. Вообще вопросы, не было налога на доход. Какие-то такие вещи. Плюс, поскольку это были общества, очень часто построенные как раз на добровольном эксплицитном согласии,
Потому что ты в противном случае можешь просто взять и уехать и буквально свою землю там начать, осваивать, правильно. Вот. То можно сказать, что многие поселения тогда напоминали то, что, в общем, в либертариано-республиканском дискурсе и называется республикой. То есть обществом, где люди добровольно, с точки зрения, через добровольное согласие берут на себя обязательства по отношению друг к другу, да, то есть и законы и так далее, все это появляется, правило в результате добровольного согласия. Вот. И, короче, да, где-то, наверное, вот Америка после американской революции до гражданской войны, вот этот период близко приблизился. И, конечно, в мире в целом есть страны, которые больше и меньше нарушают права человека, да. Ты можешь посмотреть просто на уровень налогов, например. Ты можешь посмотреть на количество регуляций. Ты можешь посмотреть на... Это какие страны? Ну, смотри, например, с точки зрения экономики, одной из наиболее свободных стран в мире считается Сингапур. В то время, где с политической точки зрения, что тоже очень важно для либертарианцев, там большие проблемы. Поэтому это диктатура. Да, абсолютно, да. Есть Ирландия условная, в которой тоже в экономике вроде, то есть одна из наиболее дерегулируемых экономик в мире. Делегулируемых, вот. Но там, кстати, в политической сфере там, есть проблемы, то есть там, в общем, левая повестка довольно сильно навязывается людям. То есть все как посмотреть. А ты не связывал, что либертарианство нигде в мире так и не случилось? Полноценно, не частично, вот то, что там про Сингапур говоришь или что-то еще, что полноценное либертарианство нигде не случилось, потому что эта идея не жизнеспособна. Я не вижу, что в этой идее может быть нежизнеспособного, потому что, понимаешь, проблема либертарианства как политической концепции в том, что оно никому не предоставляет привилегий. А государство — это инструмент раздачи несправедливых привилегий. И государство — это логика любого института — расти, расти, расти. И у людей, понимаешь, когда они понимают, что за счет насилия они могут... Причем окрашивая это в такую логику, что типа это общественное благо, мы боремся за всех, в политические термины это все просто, политическими терминами это накрывая, они могут добиться несправедливых привилегий, а несправедливых именно потому, что основанных на насилии, с помощью государства, конечно, у гигантского количества инструментов, у гигантского количества интересов в обществе может быть желание государства увеличить. И этим объясняется, почему государства растут. Но когда мы смотрим на Аргентину и на то, что, например, происходит сейчас с Милеем и так далее, мы видим, что в какой-то момент это может стать настолько нежизнеспособно, и вот эта сетка из регуляций, где из привилегий, которые создаются государством, настолько останавливают страну, настолько замедляют ее, что люди голосуют за человека, который на праздники ходил, одетый в костюме капитана Анкапа. Хавьер Милей ходил на какой-то праздник, и он прям есть. Капитан Анкап. Эксцентричный чувак. Эксцентричный чувак, который говорит про государство такие вещи, что даже я просто боюсь его цитировать. Потому что люди понимают в конечном счете, какое у этого может быть решение. И Милей, то есть у Лекса Фридмана, он там прямым текстом рассказывает, что они там конкретно делают. Это очень радикальное решение, которое мне нравится. То, что ты сейчас приводишь пример не работу Милея, а то, что люди за нее просто проголосовали. Я объясняю тот факт, что даже эта идеология может быть жизнеспособной. И Милей — это грандиозная надежда для либертарианцев по всему миру. Это возможно. И тот факт, что к нему с таким пиететом здесь относятся, и то, что люди, которые здесь сейчас в администрации Трампа отвечают за то, чтобы снизить роль государства в жизни людей, в экономике и так далее, Вивек и Илон к нему с таким большим уважением относятся, это дает большую надежду. Когда ты говоришь про либертарианство, у тебя не бывает ощущения, что это звучит немножко как про коммунизм, только наоборот, что утопичная идея, которую тоже хотели размазать на весь мир, но известно, чем это закончилось. Ты ловишь сходство? Я ловлю сходство в том, что и та, и другая идеология не является частью мейнстрима. Но, понимаешь, тот факт, что одна идеология и другая идеология, что они не являются частью мейнстрима, не значит, что они обе... Мы сейчас какое время берем? Так-то было время, как коммунизм был большой. Я не знаю, как измеряется мейнстрим, но сотни миллионов людей, они были под ним. В настоящий миллиард. В настоящий момент коммунизм и либертарианство не являются частью мейнстрима, и в этом смысле да. Но просто дело в том, что это не значит, что они одинаковые. Это две буквально противоположные по многим своим позициям идеологии. И одна из них просто, мне кажется, на основе тех вещей, которые я прочитал, изучил, сравнил с современностью и так далее, мне кажется верной, более близкой моим ценностям и более способствующей росту жизни, росту
уровня жизни людей, а другая кажется мне менее жизнеспособной, верной, соответствующей моим взглядам и абсолютно точно приводящей к абсолютно ужасному уровню жизни людей. Пока мы с тобой передвигались, я часто слышал, пока мы с тобой общались и на кампусе, и в городе, и все остальное, я поймался на мысли, что ты говоришь, когда, я прошу тебя твою какую-то позицию услышать, вот, и ты говоришь, не я думаю, а вот либертарианцы считают, и дальше начинаешь свою позицию. Или мы, либертарианцы, думаем. И вот в таком... То есть ты часто делал заход на какую-то мысль и свою позицию через то, как это принято у либертарианцев. Почему так происходит? Это мое ощущение, оно ошибочное, или ты тоже ловился на мысль? Если это происходит, то мне так лучше не делать. Потому что я не хочу говорить за всех либертарианцев. Если я так делаю, то это просто... Просто со стороны это выглядело, знаешь, с каким-то желанием состояться через группу. При том, что ты много раз говорил, что ты индивидуалист, но тут это выглядит так, как будто вот есть какие-то пацаны необычные, и ты решил к ним примкнуть, и вот так вот описываешь какие-то взгляды. И тут уже я не понимаю, это потому что ты так думаешь или потому что есть вот некая там сетка мнений, сетка взглядов, вот, которой тебе по каким-то причинам захотелось примкнуть, в текущий момент жизни? Может быть, просто иногда мне хочется подчеркнуть, чем мотивирован тот или иной мой взгляд, да? То, что, например, он основан на вот этой идеологии, да, на вот этой философии. И как бы мой взгляд вытекает из этой философии. Но, конечно, то есть я рад, что ты это как бы заметил, мне нужно, наверное, просто над этим поработать. Потому что, конечно, я беру ответственность только за себя, за свои слова, и точно не хочу говорить за всех либертарианцев. И конечно, все мои убеждения являются результатом моей деятельности, и мне, наверное, просто надо в речи это больше подчеркивать. Окей, без проблем. И еще, я ни в коем случае не претендую на там, психолога или покопаться, или что-то еще. Просто у меня появилась такая мысль, и я закину ее, а выскажи, что ты думаешь. Вот, если ты думаешь, что это полная хрень, смело. Ты сказал, что у тебя были проблемы социальные проблемы в юности, в детстве из-за того, что ты с тем, с кем тебе хотелось общаться, у тебя не всегда получалось это делать. Если получалось, то не всегда заканчивалось чем-то крепким. И поэтому тебе хотелось вот заявить о себе, что вот он я. Может ли чисто теоретически твое увлечение либертарианством, идеологией очень такой дерзкой, спорной, вызывающей много сомнений и споров, и для многих кажущейся совершенно утопической, быть вот оттуда, что просто при каком-то уровне образования, безусловно, оно у тебя очень хорошее, при ораторских искусствах, озвучивание вот этих мыслей, для многих кажущихся просто нежизнеспособными, но броскими, ты в том числе решаешь тот вопрос, который у тебя в юности, в детстве был. Ты знаешь, ты как будто становишься заметнее. Как ни странно, мне кажется, буквально нет, причем на 100% нет. Мне кажется, потому что логика иная. Если бы я хотел просто реализовать, удовлетворить свою потребность на социальное, я бы не стал выбирать идеологию, которую мало кто поддерживает. И наоборот, прикольно быть в андеграунде. И ты как-то рассказывал, что, думаю, я могу это сказать, что ты болеешь за Арсенал в АПЛ. И первым фактором звучало, что их нельзя еще считать, их вполне еще можно считать андердогами. Я прекрасно понимаю эту логику. Мне тоже очень не нравится болеть за сильных. Вот. И это как бы тоже показатель того, что тебе в целом что-то от андердогов и что-то не в мейнстриме, оно тебе близко. Понимаешь, Юра, вот в чем и дело. Мне, конечно, хотелось, чтобы меня увидели, и мне хотелось, чтобы меня воспринимали, мне хотелось, чтобы меня любили. Обычные человеческие потребности, но мне всегда хотелось, чтобы меня любили за меня. Не за то, что я беру на себя какую-то позицию, которая просто, знаешь, социально популярна, и все. И вот в этом всегда гигантское противоречие. Потому что, с одной стороны, у меня есть вот эта социальная боль, но, с другой стороны, я никогда не готов говорить что-то, во что я не верю. Делать какие-то вещи, которые мне кажутся несоответствующими мне. И часто одно входит в конфликт с другим. И так вот оказывается раз за разом в моей жизни, что я всегда выбираю свои принципы, а не компанию. Страдаю, но выбираю принципы.
Допускаешь ли ты, что через какое-то время тебя оставят либертарианские взгляды? То есть в твоем представлении это навсегда? Или может быть такое, что через 5 лет ты будешь про это говорить, вспоминать так же, как про свое участие в российской политике? Мне очень сложно это представить. Почти невозможно. Потому что, хотя наш с тобой разговор, например, о либертарианстве, о либертарианском мире во многом был построен, опять же, на практических соображениях и так далее, да, и на том, как это будет реализовано, и там, приведет ли или это, или не приведет к увеличению уровня жизни и так далее. Есть просто вещи, которые для меня являются фундаментальными ценностями. И на ценностном уровне я не уверен, что людей можно переубедить. Как можно переубедить человека, который считает, что люди обладают собственностью на свое тело? Как можно переубедить человека, который считает, что агрессивное насилие – это плохо против неагрессоров? Я не знаю, как можно переубедить. Может ли у меня измениться позиция? Может быть, невидимый единорог сейчас бегает по этой комнате, я не знаю, все возможно. Но я не могу это представить, потому что это очень глубокая часть меня. Очень глубокая часть меня. Ты говорил, что ты за $800 снимаешь комнату. Сколько у тебя в месяц уходит вообще на все? 800 жилье? Смотри, я не считал прям, то есть я не знаю, сколько конкретно в месяц. У меня есть таблица, прям экселевская, да, где все полностью, каждый мой расход расписан, но там нету на месяц. Там есть просто сколько у меня осталось денег в сумме и сколько я должен в будущем в сумме сделать расходов. Да, и там у меня там сколько куриц мне осталось купить, сколько овсянок мне осталось купить. То есть вот навстока по полной программе. Ну, порядок цифр это какой? Ты укладываешься в $2000? Сейчас, в настоящий момент, у меня заканчивается мой контракт, ну, как контракт, этот лиз, да, с моим нынешним лендлордом, он заканчивается в конце января. К этому моменту, к концу января, у меня останется меньше $2000. Так, если ты не найдешь к тому моменту работу, то что ты будешь делать? У меня, есть друзья семьи, которые могут помочь еще в течение какого-то количества месяцев мне с жильем. То есть я уеду в Даллас, в Техас. В столицу американской военщины. Да, с февраля. Вот. Но надеюсь, что я найду работу до этого, да. Но я снова оказался в ситуации, когда у меня все прямо по чуть-чуть. В Грузии была подобная ситуация тоже, когда ничего не было. А если не найдешь? Не знаю, что буду делать. Буквально не знаю, что буду делать. Все поставлено на то, что найду. Ты готов идти в Бургер Кинг работать? Без проблем, вообще без проблем. Другое дело, что... Нет, да, все, у меня уже будет... Просто у меня сейчас два разных разрешения на работу. Одно связанное с тем, что я закончил вуз, и как иностранный студент я могу работать по специальности, но в течение года. Другое разрешение на работу, я пока еще не подался на него, потому что еще срок не прошел, но другое разрешение на работу будет связано с политикой. И вот оно как раз я с политическим убежищем. И оно мне даст возможность работать где угодно. То есть я, грубо говоря, сейчас не могу пока работать в Бургер Кинге в настоящий момент, но у меня нету проблем с этим. Буду, газоны косить. Вообще без проблем. А за сколько ты ищешь работу? Ну, то есть зарплату от скольки ты ставишь? 47. В год? Минималка, да. 47. Это после налогов получится сколько в месяц? 3? Ну, это я не знаю, сколько в месяц, это 30 с лишним. И это такой, это прям, чтобы вот жить как сейчас. Ну, то есть экономить на еде дальше, экономить на жить, то есть снимать не квартиру, конечно же, да, там не студию, а именно снимать комнату. Ну, какие-то штуки. Единственные, знаешь, типа, такие расходы, которые у меня сейчас есть, которые можно назвать, не знаю, необязательными, хотя я глубоко поспорю, что они не обязательные, это вот я плачу за 2 искусственных интеллекта. Я плачу за ChatGPT и за Claude. Все. Больше ничего. Вообще ничего. У меня нету Netflix, у меня нету, Hulu. Единственное, я иногда смотрю Paramount Plus, опять же, просто потому, что он входит в подписку на Walmart, на доставку. И все. Никакой радости. А какие профессии ты ищешь здесь? Ну, то есть вот ты подаешь резюме, это что это такое? У меня очень большой в настоящий момент список профессий. То есть они, понятное дело, все равно так или иначе крутятся либо вокруг моего образования, либо вокруг того, кем я был. То есть это, знаешь, сфера коммуникаций, разного рода профессий. Консалтинг, разного рода профессий. Те профессии, которые я тебе вчера называл, например, не лоббизм, конечно, такой прям, знаешь, типа лоббизм может быть неплохим, когда ты лоббируешь интересы, например, какого-то НКО, который хочет налоги снизить, да? Ну, типа, норм. Это норм. То есть лоббизм такого все типа легально, окей. все этично. Абсолютно. Вот.
Ты можешь работать, например, опять же, на какую-то частную компанию и проверять, соответствуют ли они регуляциям или нет, сделать так, чтобы государство их меньше трогало. Вот. То есть довольно большой спектр профессий. Ну, то есть, условно говоря, типа, пойти СММщиком или работать в пиар-службу любого бизнеса — это одна из профессий. Тут твою первую известность сопровождало ваше общение с Оксимироном. Когда вы последний раз общались? Довольно давно. Я тебе не скажу, когда последний раз. Кто-то, я помню, что, я правда не думаю, что я могу прям назвать, кто конкретно, может быть, это некорректно. Короче, кто-то у меня просил аккаунт Мирона, вот, и вот, ну, там вот как бы с этим было связано. Но, ты понимаешь, с Мироном у нас отношения никогда не были супер близкими, и это может быть одна из вещей, кстати, о которых я жалею. Потому что мне кажется, что для этого была возможность. Но я, понимаешь, я с очень такого какого-то раннего возраста слушал Мирона. Я ходил к нему на концерты и так далее. И в тот момент мне очень не хотелось казаться фаном, понимаешь, который типа, дорвался. И, может быть, я повел себя как-то, может быть, излишне. Застенчиво. Знаешь, такая застенчивость, которая проявляется через холодность. Что типа... Вот, и как-то я, знаешь, так, мне хотелось показать, что я не фанат, типа, Мирон, не подумай и так далее. Но просто он хороший чувак, то есть он просто хороший, и он в личном общении, он мне показался таким, знаешь, просто трезвым человеком, просто вот он на свою известность трезво смотрел, он на мир в целом трезво смотрел, на свое движение в этом мире трезво смотрел. Храбрость — это постепенный процесс, и вот это все. Я не знаю, нужно ли использовать слово «скромность», но вот оно у меня возникло тогда в голове. Я не знаю, правда, хорошее ли это или нехорошее, это пусть каждый сам для себя решает, но у меня возникло это слово в голове. То есть он реально хороший чувак. И это одна из таких вещей, о которых я, в общем, наверное, в каком-то смысле пожалел, что я тогда не показал, что я тоже открыт к тому, что просто были какие-то дружеские отношения и все. Какую реакцию у тебя вызвал, кто убил Марка? Многие вещи там мне показались очень близки. То есть как Мирон реагирует на какие-то факапы, или на какая у него дикая тревожность внутри, очевидно совершенно. Не знаю, есть ли она сейчас, но была, по крайней мере. Мне очень легко было идентифицировать себя с этим. Какие-то штуки и плюс я упоминаюсь, в этом треке. Это такой сюрреализм, конечно. Как ты сам считаешь, ты изменился за эти 5 лет? 5 лет, которые прошли после твоей первой большой известности. Самая очевидная вещь — это то, что я стал умнее. Просто потому что я изучил куда больше экономической литературы, политэкономической литературы. То есть вот эта штука, которую я в себе очень сильно замечаю, этого раньше не было, и для меня это прям важно. Причем важно еще в том смысле, что после того, как это появилось, это начало моментально проявляться в разного рода социальных контекстах. То есть я начал замечать за собой, что я говорю какие-то вещи и общаюсь с какими-то людьми, например, да, которые я бы никогда не сказал и с которыми я бы никогда не общался. Просто потому что мой новый уровень знаний, он позволил мне это делать. То есть для меня это очень важная вещь. И вообще, мой интеллект является для меня важной частью моей идентичности. Так сложилось. И поэтому для меня, мне очень важна вот эта сторона. То есть ты считаешь, что ты поумнел? Да, поумнел, да. При этом какие-то вещи во мне случились, которые мне, например, не очень нравятся. Из-за того, что я попал в ситуацию, в которой я потерял возможность демонстрировать себе, что я могу совершать действия, которые совершает человек, которого можно описать словами «храбрый», «не боящийся» и так далее. Ко мне вернулась моя тревожность. Я вообще очень тревожный человек по натуре. То есть когда мне надо пообщаться, с кассиром, чтобы продукты пробить, понимаешь, у меня в голове постоянно какие-то сценарии, я как-то напрягаюсь перед этим. И вот поскольку у меня пропала деятельность, через которую я мог себя реализовывать и демонстрировать сам себе, что я не такой, эта тревожность вернулась. И, конечно, наверное, есть какие-то отголоски того, что случилось. Хотя, слава богу, вот прям именно посттравматического синдрома, чего-то такого у меня нет. То есть я не боюсь ходить по улице, условно, не боюсь, когда, знаешь, кто-то ускоряется у меня за спиной и так далее. Такое было в первый месяц, вернее. Мне прям было очень некомфортно выходить на улицу, потому что мне казалось, что сейчас что-то произойдет еще раз. И когда я слышал те же самые звуки за спиной, которые я тогда слышал, у меня сразу же бей-беги реакция была такая. Да? Это прошло. Но, наверное, все равно какие-то отголоски остались от этого. И сейчас одна из основных моих целей — это... даже одна из причин, почему я согласился на это интервью. Да? Потому что я понимаю, что я могу дальше сидеть в своей скорлупе,
а могу просто вот выйти и показать, какой я есть, и все. И таким образом, в первую очередь, я самому себе покажу, что я не боюсь такого рода вещей. Для меня, мне это важно самому себе напомнить. Поэтому вот это про личный рост, это про то, что мне осталось, одна из вещей, которая мне осталось улучшить в себе. Твой папа в выпуске редакции говорил Пивоварову, что он еще молод, и я думаю, он допустит много ошибок. Как ты считаешь, ты допустил их за эти 5 лет, которые прошли с того выпуска? Ты понимаешь, для того, чтобы... Как это есть выражение? Не допускает ошибок тот, кто ничего не делает. Ох. Есть такое выражение. Ауф. Я не так много делал за эти 5 лет. Я не так много делал за эти 5 лет. Я, не знаю, читал, что-то еще делал, учился и так далее, но я не так много делал деятельности, вещей. Вещи. Я не так много вещей делал, понимаешь? И мне нужно их делать, чтобы совершать ошибки. Я хочу совершать ошибки. Я хочу, наконец-то, начать совершать ошибки снова. Может быть, я много ошибок, не знаю, за это интервью совершил, и слава богу. Я хочу вернуться к деятельности, я хочу штуки, делать, понимаешь? Поэтому я думаю, что я совершил не так много ошибок за эти 5 лет, и это плохо. Надо больше совершать. Когда я слушаю тебя про американскую политику, жизнь и все остальное здесь, у меня ощущение, что ты, это прям очень твое. То есть вот это прям сфера твоих интересов и ощущение, что ты жил в этом не год, а гораздо раньше. И у меня возникает вопрос, а как можно так быстро поменять одну страну на другую? Ну, так это же, по-моему, я, кстати, тебе это уже объяснил, потому что я жил в американском политическом контексте чуть ли не с какого там 9 класса, а в политическом, в американском развлекательном контексте чуть ли не с 10 класса, не с 10 года. Поэтому так просто сложилось, что для меня это не было чем-то, не знаю, далеким, не близким мне. А было ли это для тебя своим, когда ты жил в России еще? Только по-честному. Для меня и Россия была своя, и российский контекст был своим, и этот был для меня своим контекстом. У меня, понятное дело, что вся связь с Америкой была через интернет, понятно, очевидно, да, или там через фильмы и так далее. Но тот факт, что мне этого было достаточно, демонстрируется тем, что я иногда, общаясь здесь с американцами, говорю им фразу «Unfortunately, I know your culture better than you, dog. Just that happens». Просто так, понятное дело, что я говорю с иронией и так далее, это шутка, но это в каждой шутке, опять же, доля шутки, понимаешь? Я какие-то делаю отсылки на какие-то, мемы или что-то еще, и они такие, я не шарю, я говорю, come on. Просто впечатление, когда вот мы пообщались пару этих дней, то как-то в контексте выяснилось, что ты живешь в этой повесткой давно. И Пивоварова, кстати, ты тоже говорил, что ты YouTube смотришь в основном англоязычный. Ну, то есть ощущение, что ты как будто не в своей стране родился. То есть как будто она вот твоя страна, и это центр твоих интересов. И сейчас, это понятно, почему он сейчас, но и как будто тогда, когда у тебя случилась известность, тоже было так. Я тогда не думал об этом. Я не думал тогда, что это так. Я старался быть эффективным солдатом в этой борьбе там, где я был, там, где я родился. И мне кажется, что я им был. И мне кажется, что я... Понимаешь, и вот я так скажу, конечно, это, может быть, как-то плохо прозвучит, но мне не кажется, что человек, который ничего не понимает про Россию, мог написать то последнее слово, которое я написал. Ты очень часто вспоминаешь последнее слово и в интервью, и там, в нашем общении, и в этом... ты прям гордишься им. Да, я горжусь им, да. Это одна из немногих вещей, которую я написал и опубликовал, и которая именно была многими людьми увидена именно в форме текста. То есть, понятное дело, что там я для своих роликов тоже сценарий писал, но вот это именно такой вот текст, просто старый, добрый текст. И да, я горжусь этим, да. Хочу правильно быть понятым, но когда я вижу, как ты включился в американское, во-первых, надеюсь, все понимают, что я всячески за мультикультурность, за сотрудничество, интересы, брать лучшее у других, реализовывать у себя. То есть я всегда за это был, и, надеюсь, всегда за это буду. Поэтому мне надо подобрать слова, чтобы точно прозвучать. Но видя, как быстро ты включился в американскую повестку, как ты говоришь сейчас про российское, как ты вспоминаешь там, и политиков, и прочее, и как ты быстро переключился сюда, у кого-то возникнет вопрос,
А была ли вот вся та деятельность, которая у тебя случилась в России, искренней? И была ли она бутафорской? Все вот эти заявления про «я буду президентом», «я поеду в тур по России», «я все это увижу». Не было ли это, если не обманом, то хотя бы самовнушением? Когда ты изображал то, что тебе интересно и важно, то, что тебе на самом деле не интересно, не так интересно и не так важно. Все было искренне. Все было искренне. Не было мысли, тогда не было мысли о том, что я родился не в той стране. Тогда не было самовнушения. Я читал тогда, конечно, например, читал, да, вещи, которые были написаны здесь, и часто через меня, как я тебе сказал, говорили идеи, которые были сформулированы в этом мире. Но при этом все всегда было искренне. И я просто, находясь в том контексте, я даже не думал ни о каких других странах. Я реализовывал это там, где я мог это делать. Никогда не было идеи о том, что я делаю что-то неискренне. Я вообще как-то старался всегда делать то, что мне кажется важным. И мне кажется правильным. И именно мне кажется, даже если это социально неодобряемо. Перед вот этим выбором и этими размышлениями я встал, только оказавшись в Грузии. Когда в Грузии я задал себе вопрос, а что бы сейчас не вернуться? Подобного рода размышления и вопрос, где я могу быть эффективнее, это все появилось в тот момент. До этого таких мыслей не было. Кем ты себя видишь, когда тебе будет 40? Сейчас тебе 26. Угу. 30 слишком близко, поэтому 40. 30 слишком близко. Говорите, это вообще не страшно. Даже 40 это не страшно. Я помню, Пивоваров меня спросил про 50, что-то он меня спрашивал, или что-то такое. Что-то был какой-то про этот вопрос, про возраст. Тот факт, что ты мне задаешь еще вопрос про возраст, значит, что все-таки это, что я еще молодой, что мне можно еще такие вопросы задавать. Честно говоря, мы их всем задаем. Ну ладно, если Okay, тебе приятнее от этого, то я скрою этот... Сори. Все зависит от того, какой конкретно путь попадания в американскую политику я выберу. Какой мне попадется сейчас, достанется. Я в активном поиске работы сейчас. И я могу войти в этот мир непосредственно через какие-то политические структуры, через какие-то некоммерческие организации, может быть, которые крутятся в политике, может быть, напрямую через партию, может быть, не знаю, сейчас Трамп победил, да, у меня есть ребята из моего республиканского клуба, которые мне скажут, Егор Го, и, может быть, я буду работать в республиканской партии непосредственно, как в структуре. Вот. А может быть, я пойду просто в частный сектор. И я вообще не отрицаю этого пути, в какой-нибудь консалтинг или в коммуникации, просто в какой-нибудь частной компании, просто строить социальный капитал, накапливать за счет этого какое-то положение, которое в будущем позволит мне ворваться в политику, да, через другой путь, и все. Может быть, я запущу блог на английском про американскую повестку. Может быть, я буду блогером. И через это буду добиваться какого-то положения собственного и усиливать свой вес здесь. Я сейчас в ситуации пересборки, полупозиции. И это очень интересный момент, это момент такого перелома. И вот из этой точки любой из потенциальных путей может оказаться для меня приемлемым, и поэтому я понятия не имею, кем я буду в 40 лет, и это очень интересно. И финально. В чем сила? Я думаю, что сила в последовательности. Сила в том, чтобы не идти на поводу у какой-то конъюнктуры. Сила в том, чтобы четко сформулировать, какие у тебя есть ценности, твои собственные взгляды, исследовать им. Выводить свою собственную жизнь последовательно, без противоречий, из вот этих самых ценностей. И тогда, даже если ты в жизни оказываешься в беде, или, может быть, ты оказываешься в чем-то ограничен, ты как минимум точно знаешь, что ты не противоречил сам себе. Это самое главное.